Макс Вальтер. Неестественный отбор. Текст читает Дементьев Илья. Пролог. Смахнув рукавом рвоту с лица, я продолжал перебирать скользкие кишки своего напарника. Нет, я вовсе не маньяк, и удовольствия мне это не доставляло. Скорее, напротив, непреодолимое отвращение, из-за чего я, собственно, и метал. Только что харчи под ближайший куст. Кровь меня не смущала, но запах, который исходил из разорванных потрохов, доводил до крайней точки терпения. Из деревенского сортира воняет меньше, чем человеческое нутро. Может быть, поэтому мы, люди, такие. В смысле, ведем себя так же, как и воняем. Прощупывая кишечник сантиметр за сантиметром, я пытался отыскать крохотный ключ от наручников, что сковывали меня с трупом. Наверное, все-таки проще было бы отрезать ему кисть или сломать пальцы. Возможно, однако у меня ничего не вышло. Не каждый день приходится избавляться от прикованного к тебе мертвого тела. Крохотный перочинный нож даже близко не справится с костью, а сидя на четвереньках, нельзя как следует размахнуться для приличного пинка. Но вот не хватает длины руки, чтобы обеспечить нужный размах. Кисть постоянно норовит выскользнуть из-под босой ноги, а простого давления мало, чтобы сломать эластичные хрящи и порвать сухожилия. Вот я и не смог придумать ничего лучше, чем вскрыть этого ублюдка. Если в ближайшие пару минут я не смогу освободиться, то сдохну рядом с ним. «Сука!» — прошипел я, когда скользкая кишка в очередной раз покинула трясущиеся руки. И вот ведь, в самый ответственный момент. Не уверен, конечно, но, кажется, я нащупал столь желанный ключ. Хорошо, что примерное место успел запомнить. Подхватив требуху, я снова судорожно зашарил по всей длине и едва смог сдержать радостный возглас. Это был он. Вскрыть нужное место тоже оказалось непросто. Все в крови и какой-то слизи, слишком мягкое, чтобы проколоть ножом, к тому же стенка достаточно прочная. Но как только я добился желаемого, пришлось снова рвануть в сторону и опорожнить желудок. Аромат свежего дерьма вперемешку с протухшим мясом — это ни хера не Шанель номер 5. Понятия не имею, как хирурги все это терпят. Где-то вдалеке раздался треск сухой ветки. Значит, охотники уже близко, и времени у меня в обрез. Лошадиная доза адреналина ударила в мозг, руки затряслись еще сильнее, но я справился. Выдавил из потрохов этот сраный, в прямом и переносном смысле, ключ. Осталось попасть им в крохотную скважину и разомкнуть замок, что тоже непросто, учитывая условия и совокупность факторов. Но что делать дальше? Бежать бесполезно. Спрятаться так, чтобы меня потеряли, тоже вряд ли возможно. Остается одно — лучший способ защиты — нападение. Сейчас эти ублюдки узнают, что такое настоящая охота. Перспектива мотать дополнительный срок как-то не радовала, а в том, что хозяин запросто мне это устроит, я не сомневался. Тем более, что после таких показательных выступлений следующий кандидат подпишет любые бумаги молча и без дополнительного стимула. Подумаешь, полет в другую звездную систему. Может, это действительно шанс начать все с чистого листа? Первый колонизатор. А если повезет, мое имя прославится на века, войдет в учебники истории. И вроде в мыслях это выглядит довольно неплохо. Но на душе от чего-то погано. «Вот молодец!» — усмехнулся Ильдар и снова подтолкнул ко мне документы. «Можешь ведь, когда захочешь. На каждой странице подпись ставь». Много воды с тех пор утекло. Были и сложности, и потери. А куда без них? Мы не просто переехали жить на другой континент. Нас отправили в соседнюю звездную систему, на планету, которую назвали Элпис. Так зовут греческую богиню надежды. Правда, мне все еще непонятно, на что именно надеялись те, кто решил избавить от нашего присутствия Землю. Сомневаюсь, что после этого они там станут жить сильно лучше. Но и нам пришлось многому научиться, в том числе выживать. На Земле у нас было все, только платить успевай, но здесь мы не просто попали в условия дикой природы. Она была нам совершенно незнакома.
Грибы, ягоды, орехи — все выглядело иначе. А как вам дичь с ядовитым мясом? Ну и это еще не все. Местная атмосфера благоприятно повлияла не только на нас. Местные хищники были в разы быстрее и смертоноснее наших. Соответственно, их жертвы также постарались приспособиться к выживанию. Охотиться на них — сущее проклятие. Малейший шорох, дуновение ветра не с той стороны, и все, добыча уйдет раньше, чем успеешь моргнуть. А ведь есть еще всевозможные пернатые твари, ползающие, жужжащие, от которых вреда ничуть не меньше. Свою лепту внесли невидимые противники в виде бактерий, вирусов, а заодно и грибков. Не отставали от них и хищные растения. На старте нас было 3000, а сейчас осталось чуть менее 500. Вот такая нехитрая арифметика. Внезапный шорох прервал воспоминания. Впрочем, я не надеялся добраться до лагеря без приключений. Убитый мной олень — слишком лакомая добыча не только для нас, а запах, исходящий от него крови, привлекает множество желающих халявного пира. На земного сахатова тварь, конечно, слабо походила, разве что ветвистыми рогами да общими очертаниями, но не в этом суть. Я мгновенно активировал дрона-разведчика и накинул на лицо забрало шлема, позволяющее управлять роботом, а заодно видеть то же, что и он. «Включить тепловизор», — скомандовал я, рассматривая окружающий мир через прицел винтовки. Природа тут же окрасилась в желто-красные тона, среди которых я отчетливо прочитал тепловой отпечаток местного аналога земного медведя. А учитывая факт, что звери здесь крупнее и быстрее, связываться с этой тварью хотелось меньше всего. Вот только если я не принесу в лагерь добычу, жрать нам сегодня будет нечего. В последние пару недель вся крупная дичь куда-то исчезла, что стало большой проблемой. Какое-то время мы перебивались мелкими зверушками и птицей, но для 500 здоровых мужиков этого оказалось недостаточно. Запасы убывали прямо на глазах, пока не достигли критической отметки. Не факт, что я единственный, кому повезло с добычей, но исключать такой вариант все же не стоит. Но и подыхать не хочется. И как быть? «Что такое не везет, и как с этим бороться?» — пробормотал я. «Ладно, жри, чтоб тебя понос прошиб, падла!» Я все-таки решил не связываться с косолапым и начал медленно отступать, не сводя ствол с туши хищника. Шаг, другой, третий. И вдруг нога ушла в пустоту. Я нелепо взмахнул руками и полетел на спину. Следом раздался рык. Видимо, Мишка расценил мое поведение как агрессию, рванул в атаку. Правда, достать меня ему было уже не дано. Едва спина коснулась поверхности, раздался громкий хруст, и мое падение продолжилось. На забрале шлема я отчетливо видел картинку с дрона, на которой мое тело исчезло в черном провале. Ушей коснулся оглушительный рев хищника, из лап которого ускользала лакомая добыча. Падение вышло болезненным, но не смертельным. Из легких вышибло воздух, и потребовалось время, чтобы прийти в себя и научиться дышать заново. Смахнув с глаз слезы, выступившие после борьбы с защитным механизмом организма, я попытался осмотреться. Рваная прореха сверху давала немного света, но его оказалось слишком мало. Взгляд выхватывал лишь нечеткие очертания какой-то пещеры. «Рядом!» — бросил я короткую команду, и над головой почти сразу раздалось жужжание дрона. «Свет!» Вспыхнули диодные фонари летающего помощника, заставляя меня поморщиться. Оказывается, глаза уже успели привыкнуть к мраку. Проморгавшись, я тут же замер, с раскрытым от удивления ртом. Я ожидал увидеть что угодно, но только не это. Прямо на меня, из стены, смотрело человеческое лицо. Я даже не сразу понял, что оно вырезано из камня, настолько искусной оказалась работа. Сложно передать эмоции, что я испытал: страх, трепет, надежду и одновременно разочарование. Чувства каскадом обрушились на мой разум, а я все не мог отвести взгляда от застывшего в камне лица. Мы прожили на этой планете без малого 5 долгих лет, и никто и никогда не встречал здесь даже намека на разумную жизнь. Прежде чем высадить нас на Элписе, ученые и военные отсканировали каждый метр поверхности, изучили все, что было способно помочь нам выжить. И ничего. Трясущейся рукой я стер пот со лба и принялся изучать место, в котором оказался по лютой случайности. Высокие потолки, минимум 6 метров, а может и все 7. И как я только ребра не переломал. Хотя это легко объяснялось кучей мягкого перегноя, что годами скапливался под прорехой. Но что это? Какой-то храм? У наших археологов ведь что ни находка, обязательно храм или святилище.
Помещение очень сильно напоминало те, что откапывают на нашей родной планете. Вычурная резьба на камне все еще выглядела очень круто, несмотря на время и отсутствие ухода. Какие-то письмена на табличке под лицом. Прочесть их вряд ли получится, для этого как минимум нужно образование, а вот реального пола не видно, все завалено землей, и этот слой может закончиться как через метр, так и через все 10. Других входов и выходов нет, возможно, они тоже скрыты под толщей грунта. Ладно, разбираться будем потом, а сейчас пора выбираться. Судя по звукам снаружи, медведь ушел, волоча тушу оленя. Я переключился на ручное управление дрона и, управляя жестами, поднял его на поверхность. Убедился, что хищника нигде нет. Не забыл провериться и в тепловом излучении. Затем вернул жужжащую машину, примотал к ней конец веревки и снова отправил наружу. Дрон несколько раз облетел ствол ближайшего дерева, наматывая на него веревку. Не самый надежный способ, но чтобы выбраться, хватит и этого. Подергав конец со своей стороны, я убедился, что не свалюсь сразу же, как только попытаюсь вылезти, и принялся за подъем. Быстро перебирая руками, я вытянул тело на поверхность, ухватился за корень и вскоре перевалился за край ямы. Как я и предполагал, медведь унес мою добычу. Притом вместе с волокушей. Ну да и хрен бы с ней. Если попадется еще какая-то жертва, сделаю новую, благо материала вокруг более чем достаточно. Смотав веревку, я сунул ее в рюкзак. Проверил оружие, которое без единой царапины пережило приключение, и сверился с компасом. Затем немного подумал, снова скинул поклажу и выудил из сумки планшет. Оживив девайс, открыл карту местности, которую мы создали при помощи дронов, и, быстро отыскав свое местоположение, поставил маркер. Очень уж любопытное место я обнаружил. Кто знает, какие тайны оно хранит. «Место!» — бросил я команду дрону, и он почти сразу пристыковался к заднему клапану на рюкзаке. На прощание я бросил взгляд в провал, хмыкнул и, наконец, отправился в лагерь. Надеюсь, хоть кто-то из наших оказался более удачлив, и у нас сегодня будет нормальный ужин. Надоело жевать подножный корм. Вот бы еще понять, почему вдруг мигрировали крупные животные, а главное, куда. Со временем мы, конечно, разберемся, выбора у нас не то чтобы много, но хотелось бы побыстрее. Я шагал по лесу с надеждой, всматриваясь в следы. Очень уж не хотелось возвращаться в лагерь пустым. На душе было как-то неспокойно, будто я забыл сделать нечто очень важное, и это чувство сильно мешало. Казалось, что кто-то пристально смотрит в спину. Я даже несколько раз останавливался в попытке обнаружить слежку, но, увы, даже дрон не смог выявить ничего такого. Видимо, просто разыгралась паранойя. И не исключено, что из-за той странной находки. Для себя я уже решил, что обязательно вернусь к провалу. Нужно только как следует подготовиться, а еще лучше прихватить кого-нибудь на подмогу. Чует мое сердце. Я обнаружил что-то очень важное. Глава 2. Кто здесь? «Пустой?» — зачем-то спросил часовой на воротах. «А ты сам не видишь?» — зло огрызнулся я. «Напругу отключи!» Привратник обернулся к сторожке и махнул рукой, после чего едва видимая пелена силового барьера спала. Я вошел в лагерь и прямой наводкой двинул в сторону корабля. В большинстве своем мы живы лишь благодаря ему. Он давал нам кров, когда лагерь находился еще в проекте. А сейчас обеспечивает энергией для поддержания силового поля. Плюс инженеры снабдили его кое-каким оборудованием, при помощи которого мы имеем хоть и слабенькое, но все же производство. «Плов у себя?» — поинтересовался я у охранника возле шлюза. «Не, свалил минут 20 назад. Че, как охота?» «Как видишь». Я развел руками. «Херово!» — вздохнул Синий. «У цыгана тоже тишина. А Клоп с Мутным еще не вернулись. Вон старшой чешет». Я обернулся в указанном направлении и пошел навстречу. Плов выглядел недовольным, и, скорее всего, причиной была неудачная охота. И его можно понять. Он общак держит, а значит, за голод и спрос с него. Если так дальше пойдет, можно на бунт нарваться. Не потому, что люди не понимают, просто на его место полно желающих. Такова природа человека. Каждый видит себя у руля, а заодно считает, что умнее других. Впрочем, Плов занимает должность смотрящего не просто так. Он и в нашей зоне сидел на том же кресле. Узбек по национальности, оттого и кличка такая. Но мужик разумный, хоть и жесткий. «Пустой, значит», — констатировал он. «Что, все настолько плохо?» «И скоро будет хуже», — заверил его я. «Транспорт нужен, иначе никак. На пути дневного перехода крупных следов практически не осталось. Даже хищник уходит».
«Понять бы причину», — поморщился он. «Ладно, надеюсь, Клоп с Мутным что-нибудь принесут». «Нам бы побазарить». Я бросил косой взгляд на Ушастого, который считал себя правой рукой Плова. «При мне базарь!» — криво ухмыльнулся тот, перекидывая через пальцы четки, с которыми не расставался даже во сне. «Уши завянут!» — огрызнулся я. «Чё?» — тут же дернулся в мою сторону он, но Плов остановил его суровым взглядом. «Погуляй!» — сухо скомандовал смотрящий. Ушастый презрительно сплюнул мне под ноги и направился к кораблю. Вскоре они уже о чем-то трепались с Синим, еще одним подручным Плова. «Ну, что там у тебя?» Старший внимательно посмотрел на меня. «Кое-что очень любопытное». Я скинул рюкзак и выудил из него планшет. Потыкав пальцем по экрану, я отыскал папку, в которую шла запись с камеры дрона. И, промотав кусок, на котором запечатлелось то, где я лишился добычи, вручил девайс Плову. Тот некоторое время смотрел на экран, и на его лице отобразились практически те же эмоции, что испытывал я в момент находки. «Что думаешь?» Вернув устройство, спросил Плов. «Это не моя работа». Пожал плечами я. «Сам решай». «Брось, мы оба знаем, что ты не так прост, как хочешь казаться». «Я знаю», — буркнул я. «Нужно все как следует изучить, прежде чем языком трепать». «Это понятно. Если кинем туда ресурсы, нам с этого какая выгода?» «Плов, здесь кто-то жил, и с ними что-то случилось. Судя по тому, что я видел, цивилизация была не такой уж и примитивной». «Реально считаешь, что тебе под силу выяснить причину их гибели?» — резонно заметил Плов. «Короче, Тень, можешь заниматься этой херней в свободное время. У нас бытовых проблем выше крыши. Нужно с Хавкой что-то решать. Транспорт надо. Или дальний рейд собирать, чтоб минимум дня на 3 в лес углубиться. У нас всего 2 квадра осталось и 1 вездеход. Я не могу техникой рисковать, она в полях задействована. А людьми можешь? Не быкуй. Решим что-нибудь. Подготовь список для дальнего рейда». «Да что там говорить? Цыгана и Жухлова возьму». «А этот дегенерат тебе зачем? Здоровья у него много. Кто-то же должен добычу тащить». «Ладно, отдыхай пока. Цыган вернется, я ему твою просьбу передам». Плов ушел, а я еще некоторое время задумчиво смотрел ему вслед. Он, конечно, во многом прав. Вряд ли мне удастся разобраться в том, что произошло на этой планете и куда делись те, кто ее населял, но вдруг от этого зависят наши жизни. Что если, начав копаться в прошлом, мы наткнемся на какие-нибудь технологии? К тому же, вдруг мы не так уж одиноки на этой планете. Не знаю почему, в этот момент я посмотрел в небо. Не сказать, что мы здесь скучали по дому, однако многие пытались отыскать его среди россыпи ночных светил. Сейчас для этого еще рано. Звезда, которую мы по привычке называем солнцем, лишь едва коснулась горизонта. К слову, закаты здесь настолько красивые, что сердце замирает. В этот момент у самого горизонта образовался яркий росчерк, словно некое космическое тело вошло в верхние слои атмосферы. Вот только оно не сгорело, как ему полагалось, а продолжало падение, с каждым разом увеличиваясь в размерах. «Смотрите!» — послышались возгласы. Вскоре огненный шлейф пропал, но теперь за объектом тянулся конденсационный след. Похожий можно наблюдать, когда летит самолет. Точка в небе становилась все больше, что говорило о ее приближении. Весь лагерь замер в немом ожидании, будто дикари, увидевшие приближение колонистов. Впрочем, так оно и было. Над нашим лагерем с диким гулом проплыл огромный корпус корабля, как 2 капли воды, похожего на наш. Неужели Земля вспомнила о нас и, наконец-то, выслала провизию? Внезапно я снова почувствовал на себе пристальный взгляд. Обернувшись, заметил в кустах за периметром человеческий силуэт, который тут же растворился в воздухе. Это длилось всего мгновение, какие-то доли секунды, потому я не воспринял явление всерьез. Решил, что меня попросту глючит, и свалил все на усталость. «Твою мать, Тень!» — донесся крик в самое ухо. «Ты бухой, что ли?» «Нет, только планирую», — отозвался я. «А чё залип тогда?» «Устал». «Потом отдохнешь», — отмахнулся Плов. «Возьми пацанов, идуйте к месту посадки». «Пешком? Дому километрах в 100 от нас сесть». «В 70, судя по маяку. Вездеход дашь?» «Бери, но если проебешь, я с тебя по полной спрошу». «Может, тогда сам сгоняешь? Ты чё, шныря во мне увидел?»
Тогда на Синего вездеход записывай. Или кого-нибудь другого пошли». «Ну и скользкий же ты тип, Тень. А с тобой по-другому никак», — ухмыльнулся я. Машина плавно переваливалась через ухабы, неумолимо приближая нас к месту посадки. Снаружи давно наступила ночь, но свет от большой плоской фары прекрасно рассеивал тьму. С момента посадки корабля прошло уже 3 часа, однако мы едва преодолели половину пути. Дорог здесь нет, а потому особо не разгонишься. К тому же 70 километров — это расстояние по прямой, а на пересеченной местности его смело можно умножать на 2. «Далеко там еще?» — лениво поинтересовался Синий. «Считай столько же, если не больше», — ответил я, сверившись с приборами. «И нахера ты меня на это дерьмо подписал?» «Это к плову. Вопросы». Не моргнув глазом, соврал я. Мне он вездеход не доверил. «Тухляк!» — вздохнул он и снова закрыл глаза. «Разбудите тогда, когда подъедем». «Может, у них что пожрать нормальное будет?» — предположил Талый, который управлял машиной. «За дорогой смотри, троглодит!» — осадил я его влажные мечты. «Была бы она еще здесь!» — усмехнулся он и плавно обогнул густой кустарник. И тут мир превратился в карусель. Машина полетела кубарем с хрустом, перемалывая тонкие ветки, пока не встретила более серьезное препятствие в виде ствола раскидистого дерева. Раздался грохот, скрежет металла, а следом за ними рев мощной звериной глотки. Вездеход замер, лежа на крыше. Я и Талый остались в сознании лишь благодаря ремням безопасности. Ездить по пересеченке непристегнутым — не самое приятное занятие, можно легко из сиденья выпрыгнуть. Синий правилами безопасности пренебрег и сейчас валялся под нами, раскинув руки и вывернув ногу. Глаза закрыты, даже непонятно, жив ли. Пока я боролся с ремнем, в машину вновь прилетел сокрушительный удар, который едва не перевернул нас обратно на колеса. Похоже, эта тварь была серьезно настроена полакомиться консервой. Кто на нас напал, я пока не понял, потому как в обзор попадала лишь нижняя часть тела. Но, судя по реву, это был старый знакомый, который спер мою добычу. Очередной сокрушительный удар в кузов окончательно привел меня в чувство. Адреналин ударил по глазам, сердце застучало в ребрах, словно раненая птица, а ремень все никак не хотел покидать замок. Выхватив нож, я просунул его под прочную ткань и в одно движение высвободил тело. Как оказалось, вовремя медведь решил сменить тактику и попытался просунуть жуткую морду в узкое боковое окно. Хорошо, что не догадался лапой пошебуршить. Когти этого зверя способны оставить на прочной древесине царапины глубиной в пару сантиметров. а Истерично завопил Талый, осознав, в какой ситуации мы оказались. «Заткнись!» — рявкнул я, пребывая в похожем состоянии. Медведь, похоже, решил поддержать нашу оперу и заполнил салон диким ревом, от которого натурально зазвенело в ушах. Я не придумал ничего лучше, чем ударить ублюдка ножом. Клинок со скрежетом вонзился в кости, я моментально пожалел о своем решении. Град ударов тут же посыпался на вездеход и устроил такую болтанку, что я окончательно перестал ориентироваться. Талый продолжил орать еще громче, вызывая во мне острое желание сломать ему челюсть. Однако пока было совершенно не до этого. Я кувыркался по салону в попытке поймать постоянно ускользающую винтовку, а машину продолжала колбасить все сильнее, но пугало другое. От мощных ударов по порогу начала открываться дверь, и от внимания медведя сей факт не ускользнул. Он уже пытался вырвать ее, чтобы добраться до обидчика, но ту хорошенько заклинило, и она не спешила поддаваться натиску зверя, хоть и знатно выгнулась. Наконец до Косолапова дошло, что щель уже достаточно большая, чтобы просунуть в нее лапу, что он и сделал. Я едва успел откатиться в дальний угол. Когти мелькнули перед носом буквально в паре сантиметров, и я снова отмахнулся от Косолапова ножом. Оказывается, я все это время сжимал его да так, что пальцы онемели. Удар получился хорошим. Клинок пробил плоть и прошел лапу насквозь, но это все, что мне удалось добиться. Медведь с ревом отдернул лапу, унося с собой нож. Вместо нее в искореженном проеме вновь появилась уродливая рожа, обдавшая меня смрадным дыханием вперемешку со слюной. Талый уже не орал. Он обвис без сознания на ремнях безопасности. Синий все еще не подавал признаков жизни и словно специально придавил своим телом винтовку. Я судорожно пытался высвободить ее, но размеры не позволяли. Приклад постоянно упирался во вмятину на крыше. Сука!» — заорал я и, свернувшись калачиком, уперся ногами в бессознательное тело товарища. Получилось. Синий плавно сполз со ствола, но это стоило ему жизни. Медведь снова попытался достать меня лапой и как раз вонзил когти в спину приятеля. Боль моментально привела его в чувство. Салон заполнился еще одним криком.
Синий взвился ужом, пытаясь высвободиться из захвата, но не тут-то было. Медведь не собирался упускать свою добычу. В один момент мне показалось, что Синий вырвался, но нет. Мощная лапа прошлась по спине, разрывая мышцы, и тело товарища тут же обмякло, а второй удар со стороны зверя четко зафиксировал когти между ребрами. Сил в косолапом было столько, что, вытягивая добычу из вездехода, он играючи сломал тело Синего пополам, а в рваном проеме остались висеть куски мяса и содранной кожи. За 5 лет, что я провел на этой планете, мне довелось повидать многое. Но такое на моих глазах произошло впервые. И пока медведь продолжал терзать тело товарища, я выворачивал желудок себе под ноги. Дальнейшее произошло в считанные секунды. Поняв, что жертва мертва, медведь вновь сунулся в салон вездехода. Я рванулся назад и подхватил винтовку. Каким-то невероятным чудом, миновав все препятствия, развернул ствол в сторону жуткой морды и потянул спуск. Оружие слегка дернулось в руках, и магнитное поле выплюнуло стальную крылатую пулю прямо в раскрытую медвежью пасть. Зверь затих моментально. Вот только что он ревел, а теперь спокойно лежит, глядя на меня быстро мутнеющим взглядом. Я отвалился на спину и трясущейся рукой попытался вытереть пот со лба. Дыхание с хрипом вырывалось из груди, сердце молотило так, что, казалось, собирается покинуть тело. Я понимал, что пора сваливать, но не мог даже пошевелиться. Руки и ноги будто наполнили свинцом, если не ртутью. «Талый!» — позвал я приятеля, но тот не откликнулся. «Талый, бля!» Бесполезно. В сознание его таким образом не привести. «Ай!» — взревел я, и это придало сил. Медленно, словно продираясь сквозь кисель, я подтянул ноги и встал на четвереньки. Подполз к Талому и на пару секунд замер, собирая остатки сил, а затем влепил ему звонкую пощечину. Тщетно. Его голова держалась, но глаза все еще оставались закрытыми. Повторный удар тоже не дал результата. Тогда я попытался нащупать пульс, надавив пальцами на сонную артерию. Нет, похоже, у меня на руках еще один труп. «Черти вас задери!» — осипшим голосом произнес я и снова уселся на задницу. «И что мы имеем?» Я в лесу. Один. Примерно в 50 километрах от своего лагеря. И ровно столько же нужно пройти до вновь прибывшего корабля. Все вокруг провоняло кровью и смертью, а значит, с минуты на минуту сюда прибудет стая ночных хищников. И если не поспешить, то я, скорее всего, присоединюсь к товарищам в аду. При этом смерть вряд ли окажется легкой, потому как без боя я не сдамся. «Соберись, тряпка!» — прошипел я и влепил себе пощечину. Как ни странно, помогло. Сердце вновь застучало, а с глаз спала пелена. Осмотрев салон, я подтянул свой рюкзак, затем зацепил поклажу Талова. Пришлось как следует постараться, чтобы выковырнуть из-под сиденья шлем. И как только он оказался на голове, я активировал дрон. Яркий свет ударил по глазам. Пришлось потратить некоторое время, чтобы привыкнуть. Зато теперь я смог как следует рассмотреть все, что валялось в салоне. Пистолет тут же полетел в сумку, как и запасные магазины. Туда же я сунул 2 рации, потому как не знал, какая из них работает. Отстегнул от рюкзака приятеля еще один дрон и синхронизировал его со своим шлемом. Все, пора выбираться. Однако это тоже оказалось непросто. Лобовая часть вездехода вмята внутрь. К тому же машина как раз лежит на капоте, перекрывает доступ к свободе. Со стороны пассажирской двери застряла медвежья туша, которую мы и втроем вряд ли смогли бы сдвинуть. Водительскую заклинило намертво после столкновения с деревом. Остается только заднее смотровое, но и оно не в лучшем виде, хотя проскочить, скорее всего, получится. Первым делом наружу полетели рюкзаки, а следом со скрипом протиснулся и я, при этом рассадив в кровь предплечье и порвав штанину. Но это уже мелочи. Я навесил один рюкзак спереди, второй сзади, и, закинув винтовку на плечо, попытался сориентироваться. Отправил один дрон в разведку, подняв его на максимально возможную высоту, но, увы, ни нашего лагеря, ни севшего корабля так и не обнаружил. В ход пошел компас. Когда я определился, возникла другая дилемма. А в какую сторону идти? Не в том смысле, что я не понимал, как пользоваться азимутом, просто не мог решить, домой или к кораблю. В итоге выбрал второй вариант. Все равно ведь придется идти к нему, даже если я вернусь в лагерь раненым и без машины. Плов специально меня туда отправит, чтобы наказать за потерю техники. Вернув дрон, я настроил его на нужное направление и отправил чуть вперед, чтобы знать обстановку. Второй привязал к себе таким образом, чтобы он повторял движение головы и освещал путь. Прихрамывая на правую ногу,
Я отправился к кораблю на ходу, запенивая специальным раствором руку, чтобы остановить кровь. В идеале бы еще отмыться, а то воняю, как привада для хищника. «Черт!» — выругался я. Нужно было хоть мясо-шмат от медведя отрезать. Я остановился в раздумьях и все же решил вернуться. Благо не успел далеко уйти, а энергия скоро потребуется, особенно если учесть, что почти сутки не жрал. Присев возле туши, я отыскал в траве нож, который у меня вырвал косолапый, и одним точным ударом вонзил его в спину зверя. Здесь, у самого крестца, находится сочная мякоть. Ее и готовить-то одно удовольствие. Шкура у Мишки хоть и толстая, но от плоти отлетает хорошо. Только подрезать успевай. Прикинув размер освободившегося шмата, я принялся вырезать сочащееся кровью мясо. По-хорошему ее бы спустить, но возиться некогда. Где-то вдалеке уже слышно завывание и лай ночных охотников. Пока они еще побаиваются заходить на территорию более крупного хищника, но вскоре поймут, чьей кровью провоняла вся округа. Вырезав кусок весом около 3 килограммов, я снял куртку спокойного Талова и, завернув в нее добычу, поспешил удалиться от опасного места. Я шел, пока не закончились силы. Вокруг непроглядная темень и только крохотный пятачок света от фонаря дрона под ногами. Искать в таком положении ночлег не имеет смысла, поэтому я принял единственное, более-менее приемлемое решение — забраться на дерево. Первым делом скинул рюкзаки и связал их между собой, к ним же закрепил винтовку. Затем отрезал несколько метров от веревки и, перекинув ее через толстую ветвь, поднял поклажу. Теперь пришла моя очередь. И снова на помощь был призван дрон. Закрепив на нем веревку, я заставил машину несколько раз облететь вокруг ветки, а заодно и вокруг веревки, чтобы добиться приемлемого результата. Оказавшись наверху, распутал все то, что так усердно наматывал, и привязал себя к стволу, чтобы во сне не прилететь головой в землю. Обидно пережить атаку медведя и сдохнуть, не удержав равновесия. Как только совсем было покончено, я поднял оба дрона на самую макушку дерева, чтобы они пополнили заряд от солнечной энергии, и провалился во тьму. Проснулся от того, что желудок требовал забросить в него хоть какое-нибудь подобие топлива. Жрать хотелось просто невыносимо. Солнце уже вовсю палило, и, судя по положению тени, сейчас практически обед. Вот это я, конечно, дал маху. Дернувшись, я вспомнил, что привязан к ветке, но с этим справился быстро. Спуститься тоже было легко. Я попросту спрыгнул, благо высота позволяла. Это подняться по необъятному стволу не так-то просто. Рюкзаки пока трогать не стал. Вначале набрал дров и очистил от сухой листвы место, чтобы ненароком не устроить пожар. Здесь нет служб, способных его потушить, так что в случае возгорания есть риск уничтожить все живое в радиусе сотен километров вокруг. Так что лучше не рисковать. Как только все было готово, я спустил рюкзаки и выудил из бокового кармана плазменную зажигалку. Вещь незаменимая, так как способна воспламенить даже насквозь промокшее топливо. Электрическая дуга подожгла сухие дрова, едва их коснулась, и вскоре, удобно устроившись у очага, я уже натирал солью медвежье мясо. Спасибо за это земной разведке. Они умудрились рассчитать идеальное место посадки прямо на берегу соленого озера. Правда, за водой нам некоторое время приходилось побегать до водопада, но сейчас задняя часть лагеря как раз примыкала к скале, с которой спускался бесконечный поток пресной воды. К слову, не помешало бы пополнить ее запас. Однако в расположении нашего лагеря имелся и минус. Река, в которую впоследствии превращался поток горного источника, была совершенно безжизненна, как и озеро, скорее всего из-за огромного содержания соли. Мы отправляли людей вниз по течению в надежде, что там водится хоть какая рыба. Но, увы, кроме покрытых водорослями камней и ядовитых ящериц с лягушками, так ничего и не нашли. Другой ближайший к нам водоем находился в 60 километрах, а это как минимум 3 дня пути в один конец. В итоге мы так и забили на рыбу, занявшись ирригацией и земледелием. А потребность в животном белке нам до недавнего времени закрывала охота. Мысли о еде вновь заставили желудок урчать, и я плюнул на все правила приготовления пищи. Нарезал мясо тонкими ломтиками и насадил их на прутик, сунул прямо в открытый огонь, и плевать, что оно подгорит и не прожарится как следует. Первую порцию я проглотил, даже не чувствуя вкуса, и, не задумываясь, повторил процедуру. Зверей я не боялся, они еще не привыкли к тому, что запах дыма может быть безопасным, а потому никогда не приближались к источнику огня. Другой вопрос — почему я не догадался развести костер ночью?
Видимо, от усталости совсем мозги замкнуло. Я вытянул из огня вторую порцию мяса и, шипя и обжигая пальцы, принялся за трапезу. Кстати, получилось довольно сносно. Первый кусок был просто огненным, и, раскрыв рот, я пыхтел как паровоз, пытаясь его остудить. Возможно, по этой причине и не услышал, как ко мне подобрались сзади. «Руки в гору!» — неожиданно прозвучал женский голос. «Быстро, падаль, пока я в тебе дырок не наделала». «Они что, к нам баб заслали?» — проскочила первая мысль. «Похоже, пришел конец спокойной жизни». Глава 3. После нас. «Дамочка, вы бы пуколку опустили?» — спокойным голосом произнес я и закинул в рот еще один кусочек мяса. На самом деле я не был так спокоен. Угроза жизни, даже та, которую не видно, все равно дает о себе знать. Однако я всячески старался сохранить лицо. Да и хотела бы убить, давно бы на спуск нажала. А так выходит, что ей от меня что-то нужно. «Я сказала! Руки поднял!» В голосе проскочили истерические нотки, а это уже весомый аргумент. «Это не самая лучшая идея». Я решил использовать блеф. Сейчас на вас смотрят 2 дрона, и как только я подниму руки, они тут же перейдут в режим защиты хозяина, то есть меня. «Значит, разведи их в стороны». Быстро выкрутилась она. «Может быть, я просто повернусь, и вы убедитесь, что я без оружия?» «Ты чё, сука, тупой? Руки мне покажи!» Ладно, только не нужно нервничать», — ответил я и не спеша выполнил приказ. «Теперь можно повернуться». «На колени встал!» Тут же последовала другая команда. «А вот это вряд ли», — усмехнулся я. «Чё?» «Через плечо», — огрызнулся я. «Могу звезды на коленях засветить». «Тебе жить надоело?» «Нет желания в чушкаре опускаться». «Ты блатной, что ли?» «Мужик». «Да я вижу, что не баба. Ладно, повернись, только медленно». Странно. Я ожидал увидеть женщину в годах как минимум лет за 50, если судить по низкому, с легкой хрипотцой голосу. Однако ствол находился в руках у симпатичной молодой особы. Впрочем, в силу почти 15-летней изоляции от женского общества, мне и самка орангутанга показалась бы красавицей. Утрирую, конечно. Девушка действительно имела миловидные черты лица. Курносая, глазастая, с пухлыми губками, которые прямо-таки напрашивались на минет. Да, похоже, долгое воздержание до добра не доведет. «Зачем ты здесь?» — последовал весьма странный вопрос. «Да у меня как-то выбора особого не было», — ответил я. «Посадили в корабль и выперли с планеты». «Я не об этом», — покачала головой она. «Зачем сюда пришел? Вы никогда не отходили от лагеря так далеко». «Не знал, что здесь существуют границы». «Стоп. А ты разве не с нового шаттла?» Я вдруг понял, что именно не давало мне покоя. Девушка не выглядела так, словно только что приземлилась. Одежда застиранная, с кучей заплаток на тех местах, которые имеют свойство протираться. Да одно то, как она ко мне подошла, говорит о приличном опыте в выслеживании добычи. Ни одна веточка не хрустнула, и даже дроны не засекли ее приближение. «Тебя это не касается. Отвечай на вопрос». Я шел к месту посадки. «Странный маршрут ты выбрал», — ухмыльнулась девушка. «Тебе нужно сильно восточнее. Говори правду». «Да я и говорю. Мы на вездеходе поехали, пришлось овраг огибать. На нас ночью медведь напал, я один выжил. Там все кровью пропахло, пришлось бежать, не разбирая дороги. Я же не знал, что здесь еще кто-то есть. Слушай, тебе лучше меня отпустить». «Это с какого?» «Если я не свяжусь с лагерем до конца дня, они отправят на поиски отряд, который обязательно зайдет на вашу территорию, и тогда тебе придется иметь дело с кучей злых и очень агрессивных мужиков». «Это еще не факт», — усмехнулась она. «Зато если отпущу, ты точно приведешь сюда толпу». «Нет, я никому не скажу». «И я должна поверить тебе на слово». «Ты ведь не хочешь меня убивать?» «Хочешь проверить?» Девушка приподняла винтовку, делая вид, что целится в меня. «Брось, я ведь не сделал тебе ничего плохого. Всегда можно договориться. Да и что плохого в том, если мы объединимся? Как давно ты здесь? У тебя ведь есть лагерь?» «Заткнись!» «Ладно, можешь не отвечать». Я попытался изобразить дружескую улыбку. «Просто отпусти меня, и я обещаю, что больше никогда сюда не сунусь».
Весь этот бред я нес с одной целью — отвлечь внимание от странных манипуляций руками. Я уже давно размахивал ими, изображая эмоциональную беседу и внимательно наблюдая за реакцией девушки. Поначалу она напрягалась, но вскоре включилась в игру, натянув маску грозной воительницы. Вот только она таковой не являлась. Когда позади девушки раздался гул одного из моих дронов, она отреагировала естественным образом, обернулась, и этой доли секунды мне хватило, чтобы перейти в атаку. Опыт рукопашных схваток у меня богатый, да и противники попадались куда как круче, чем хрупкая девчушка. Я отправил ее в глубокий нокаут прежде, чем она успела хоть что-то понять. На всякий случай я тщательно обыскал бесчувственное тело, а затем крепко связал, чтобы не заполучить очередной сюрприз на свою голову. А когда отомкнул магазин, невольно усмехнулся, потому как оружие оказалось незаряженным. Надо отдать ей должное за хоть и глупый, но смелый поступок. Не каждый мужик вот так выскочит на незнакомца с пустым оружием. Интересно, что она пыталась защитить с такой страстью? Я невольно засмотрелся на представительницу женского пола. Мысли на ее счет мелькали всякие, в том числе и очень нехорошие, но волю им я, конечно, не дал. Даже боюсь представить, что произойдет, когда наши обнаружат женский лагерь. А рано или поздно это случится. Вообще странно, что мы до сих пор на них не вышли. Хотя, учитывая нашу природу, все вполне закономерно. Смысл срываться с места, когда тебя все устраивает. До недавнего времени леса были богатой дичью, вода и соль прямо под жопой, даже деревьев для строительства лагеря в изобилии. И тем не менее, чтобы освоиться на этом крохотном пятачке, мы пожертвовали 2,5 тысячами жизней. Такой расклад совсем не способствует развитию исследовательского настроя. Прошло не менее 10 минут, прежде чем пленница начала подавать признаки жизни. Но времени даром я не терял. Костер почти прогорел, и я разместил над углями импровизированный шашлык из местного медведя. Один из дронов был отправлен на контроль периметра, и теперь я мог больше не волноваться о случайных гостях. Знать бы заранее, что здесь есть еще кто-то, кроме нас. Ни в жизнь бы не повел себя столь беспечно. Будет мне уроком на будущее. «Очнулась?» — спросил я очевидное, когда поймал на себя озлобленный взгляд пленницы. «Может, теперь нормально поговорим?» «Да пошел ты!» «Очень умно», — усмехнулся я, особенно учитывая твое положение. «В отличие от тебя, мой ствол заряжен». «Я ничего тебе не скажу. Можешь меня убить». «Думаешь, я без твоей помощи не найду ваш лагерь?» — спросил я внимательно, наблюдая за реакцией. «Да мне насрать!» — не моргнув глазом, ответила она. «Вы все равно скоро все сдохнете». «А вот это уже интересно. И отчего же, если не секрет?» «В жопу меня поцелуй». «Я тебе в нее насу, если не прекратишь огрызаться. Хотя знаешь что? Отнесу-ка я тебя лучше в свой лагерь. Ох, и обрадуются мужики, когда тебя увидят». Пленница замолчала, продолжая сверлить меня взглядом, полным ненависти. Но и мелькнувший в нем страх не остался для меня незамеченным. «Послушай, я не сделаю тебе ничего плохого. Поговори со мной, будешь свободна. Клянусь, что никто не узнает о нашей встрече». «И почему я должна тебе верить?» «Может, потому что ты еще жива? Как тебе такой аргумент? Откуда ты? В смысле, как давно ты здесь?» «Мы прилетели на 3 года раньше вас». Внезапно получил я крохотный кусок информации. «Вы тоже заключенные?» «У тебя мясо горит», — ушла от ответа она. «Ой, бля!» — подскочил я. «Никуда не уходи, я ща!» «Очень смешно», — поморщилась девушка. «У тебя имя-то есть?» Задал я безобидный вопрос, поворачивая прутики с мясом. «Как и у всех нормальных людей». «Меня Женек зовут, но чаще Тенью кличут». «Таня». «Ну так что, Тань, каким ветром вас сюда занесло?» «Попутным». «Я так понимаю, по-хорошему ты говорить не хочешь». «Да какая разница? Кто я и зачем сюда прилетела?» «Ну, если ты считаешь, что есть более важные темы, то давай, жги». «Ладно. Хорошо. Наша экспедиция имела сугубо научные цели. Орбитальная разведка показала, что Элпис богата редкоземельными металлами. Мы должны были произвести геологическую разведку и выявить местонахождение руды». «Нашли?» «Да. А когда собирались улетать, с удивлением обнаружили, что не можем. Полет сюда оказался путешествием в один конец». «Ничего нового», — усмехнулся я. «Вообще это странно, что вас об этом не предупредили. Даже нам сказали, что домой мы больше не вернемся». «Ты не понимаешь», — покачала головой Татьяна.
Что-то не выпускает нас отсюда». «О как!» — удивился я. «Да, именно так», — саркастическим тоном повторила девушка. «Ну и...» «Что ты хочешь услышать?» «Вы ведь нашли их? Руины древней цивилизации». «Ты тоже их видел?» Таня аж приподнялась. «Так это все из-за тебя?» «Эй, полегче!» Я выставил руки перед собой. «Я понятия не имею, о чем ты». «Еще бы!» — скривилась она. «Когда мы наткнулись на них впервые, тоже ничего не поняли. Даже попытались раскопать». Девушка замолчала, словно пыталась побороть горечь. Пауза была очень похожа на то, когда человек рассказывает об утрате близкого. Но мною овладело такое любопытство, что я даже про шашлык забыл. А уж на душевные терзания Татьяны мне и подавно было плевать. «Что там? Что вы нашли?» «Я точно не знаю, у нас не было возможности это изучить. Мы назвали явление роем». «Рой? В смысле американское имя?» «Ты дурак?» — огрызнулась девушка. «Рой в смысле пчелиный, идиот». «Я тебе сейчас в глаз дам», — пригрозил я. «Не умеешь нормально изъясняться? Твои проблемы». «Ну, конечно», — нагло ухмыльнулась Татьяна. «Дальше что? Чем опасен этот Рой?» «Своим существованием. Он всех убил. Всех. Понимаешь?» Девушка вдруг заплакала. «От них ничего не осталось. Нам даже нечего было похоронить». «Сожрал, что ли?» Задумчиво пробормотал я и все-таки вернулся к мясу, которое успело подгореть с одной стороны. «Я не знаю», — ноющим голосом ответила Таня и капитально разрыдалась. Я снова уселся на ствол поваленного дерева. Достал нож, счистил черноту с кусочка и закинул его в рот. Все равно из нее сейчас ни слова не вытянуть. Пусть для начала успокоится. Хотя... Его как-то можно убить? «Не знаю». Но ведь ты как-то выжила. Сколько вообще ваших осталось? 30. А было 300. Он убил их в считанные минуты. «Как ты выжила?» — с нажимом повторил вопрос я. «Не знаю. Спряталась. Я испугалась. Мне и сейчас страшно». «Ну, с винтовкой ты выскочила довольно смело». «Потому что ты шел к ним». «Вот ты снова за свое. Не можешь даже мысли нормально сформулировать. А я после этого идиот», — усмехнулся я. «Кому к ним?» «К руинам. В той стороне остатки древнего города. Я боялась, что ты снова его разбудишь». «Это многое объясняет». Я крякнул и закинул в рот еще один кусок мяса. «Поздно. Кажется, ты его уже побеспокоил». «С чего такие выводы?» «В прошлый раз все началось точно так же. Вначале ушли звери, затем исчезли птицы, а потом пришел он». «Так, стоп!» Я наспех проглотил недожеванный кусок. «Звери ушли до того, как я обнаружил храм». «С чего ты взял, что это храм?» «Да мне вообще насрать!» — пожал плечами я. «Пусть будет хоть склеп. Суть в другом. Звери ушли 2 недели назад, а на руины я наткнулся только вчера». «Значит, кто-то из твоих дружков его побеспокоил. Теперь нам всем конец». «Но это мы еще посмотрим. Где ты спряталась?» «По-твоему, я анализировала? Мне было страшно». «Показать сможешь?» «В смысле?» «Ты что, дура?» — язвительным тоном произнес я. Эдакая маленькая месть. «Место, где ты пряталась от Роя. Сможешь мне его показать?» «Думаешь, в этом есть какой-то смысл?» «Как знать. Ты же выжила. И, как я понял, еще 29 человек из вашей группы тоже. Полагаю, спрашивать, из чего состоит этот Рой, бессмысленно». «Ну, извини, в тот момент мне было как-то не до этого». «Ладно. В общем и целом, все ясно». «Серьезно? Да ты у нас просто гений!» «А ты не слишком дерзкая для связанного человека?» «Так ты развяжи, и я сразу подобрею». «Только учти, будешь дергаться, я тебя снова вырублю». «Ты же обещал отпустить, если я все расскажу». «Вначале покажешь место, где ты пряталась. В идеале я бы со всеми вашими пообщался». «Я подумаю, но ничего не обещаю. У нас 12 женщин, и вряд ли они обрадуются тому, что о них смогут прознать 500 озабоченных мужиков». «Значит, это вы за нами следили», — констатировал я. «Хотя на вашем месте я бы поступил точно так же». Я присел перед пленницей на корточки и в одно движение срезал веревку, охватывающую ее лодыжки. Помог подняться и вручил рюкзак, который принадлежал Талому. Татьяна попыталась откреститься от поклажи, но я был очень настойчив. Оружие оставил при себе, так, на всякий случай. Остатки костра засыпал грунтом, дабы избежать даже случайного возгорания.
Затем натянул шлем и привязал к себе дрон таким образом, чтобы он всегда держался на определенном расстоянии. Пусть показывает, что там творится впереди. Хуже от этого точно не станет. Мы отправились в путь. Я уже понял, что место, где произошла бойня, не имеет отношения к нынешнему расположению лагеря Татьяны. В противном случае она бы ни за что мне его не показала. Впрочем, и руины древнего города девушка старательно обходила. Я не стал заострять на этом внимание, потому как в любой день смогу к ним вернуться. Уж чего-чего, а ориентироваться в лесу я научился. Идти оказалось недалеко. Примерно через пару часов девушка остановилась у оврага. «Здесь все началось. Мы как раз возвращались с раскопок. Оттуда». Она указала на лес, как раз на то место, которое мы обходили, а затем махнула в противоположном направлении и продолжила. «Я побежала в ту сторону». Мы снова продолжили идти, пока не добрались до техногенной свалки неизвестного происхождения. По крайней мере, я так подумал, ибо взяться этому хламу здесь было неоткуда. «Это то, что осталось от нашего корабля», — ошеломила меня новой порцией информации Татьяна. «Серьезно? Это ваш корабль?» — не смог сдержать удивленного комментария я. «Нет, блядь, шучу», — резко ответила девушка. «Извини, просто... это реальная жесть». Я попытался сформулировать спутанные мысли. «Это сделал Рой?» «Да. Мы пытались спрятаться внутри, но он прошел сквозь обшивку, будто раскаленный нож, через пенопласт. Здесь произошла основная бойня. Я выбралась через брешь и бежала, пока не упала. Со мной вместе было еще несколько человек». «Подожди секунду, я хочу посмотреть на корабль поближе». Не дожидаясь ответа, я направился к останкам. Естественно, девушка без присмотра не осталась. Я закрепил за ней дрон, чтобы параллельно следить. Но она, похоже, и сама никуда не собиралась. Плюхнулась в высокую траву и наблюдала за моими потугами в изучении противника. Наверняка они и сами не раз осматривали это место, и, скорее всего, в ее глазах я выглядел идиотом, возомнившим себя большим специалистом, чем группа ученых. Но мне было плевать, любопытство гнало меня вперед. От корабля, способного протащить целую кучу людей сквозь космическое пространство, остался сплошной хлам. Обшивка изъедена, будто ее окунали в невероятно мощную кислоту. Однако следов коррозии на ней я не обнаружил. Ну, глупо было бы, ведь, по большому счету, этого монстра собирали из легких и прочных сплавов на основе титана и алюминия. А может, и еще каких. В подробности я не вдавался. Рой хорошо потрудился. Ему было совершенно без разницы, что жрать. Обшивку или ребра жесткости. Он обглодал корпус до такой степени, что тот провалился внутрь, и даже после этого загадочное существо не остановилось. Впоследствии над останками потрудились и люди. Следы их деятельности были очевидны. «Вы возвращались к кораблю?» — громко спросил я. «Да», — ответила Таня. «Пытались отыскать хоть кого-нибудь. Надеялись, что кто-то мог выжить. А затем просто собирали все, что может пригодиться для выживания». «Как-то так я и думал», — пробормотал я, разглядывая разбросанные повсюду части корабля. «Ну как, нашел что-нибудь?» — не скрывая сарказма, спросила Татьяна, когда я закончил с осмотром. «Дальше веди», — не поддался на провокацию я. Девушка самодовольно хмыкнула и поднялась на ноги. Вскоре мы продолжили следовать по маршруту ее бегства, и я нисколько не удивился, когда мы уткнулись в небольшую речушку. Судя по направлению течения, свое начало она брала в нашем водопаде. «Вы что, так и жили в корабле?» — спросил я. «Никакой лагерь не строили?» «А смысл?» — пожала плечами она. «У нас было все необходимое для жизни. Вряд ли нам удалось бы построить что-то лучше». «Резонно», — согласился я, вспоминая наши лачуги и сравнивая их с тем комфортом, который достался блатным, продолжающим жить на корабле. «Вон то место, в котором мы спрятались», — девушка указала на пещеру. «А Рой преследовал вас все время, пока вы отступали?» «Наверное. Я точно не помню. Было очень страшно». «Ты говорила, что с тобой был кто-то еще?» «Да. Ольга, Наташа и Толя. С Сергеем Степановичем». «И все спрятались в этой пещере?» «Да», — кивнула девушка. Я прошел внутрь и не смог обнаружить ничего особенного. Обычное природное образование, без каких-либо странностей. На всякий случай даже компас достал и убедился, что на магнитное поле ничто не влияет. Никаких других теорий у меня не было. Разве что речка, больше похожая на ручей и вряд ли способная сбить с курса высокотехнологичного убийцу. А в том, что это дело рук технологий, я почему-то не сомневался. Иначе у меня никак не вязались археологические исследования руин и нападения Роя. Если это связано, значит здесь задействованы какие-то защитные программы.
Но ведь по какой-то причине Рой оставил в живых кучку людей. «А ты не спрашивала, где прятались остальные?» — поинтересовался я. «Вы ведь наверняка не раз обсуждали то, что произошло, и тоже пытались разобраться». «Пытались, но все это гипотезы. Сергей Степанович вот так же, как и ты, с компасом по пещере ходил. Даже вдоль реки с ним прогулялся». «И каким выводом пришел?» «Может, река оборвала наш след, а может, камни скрыли тепловую сигнатуру. Но чуть ниже по течению есть похожая пещера, и в ней никто не выжил». «Откуда знаешь?» «Я слышала их крики». «Ладно, а где прятались остальные?» «По-разному. Олег вообще в кустах отсиделся. Спрятался еще в самом начале нападения прямо у оврага. Катя и Татьяна Степановна вначале с нами в пещере прятались, а когда услышали крики, побежали в ту сторону». Девушка махнула вверх по течению. «Где-то там и спрятались, за камнями». «А она этому Степанычу не родня случайно?» — зачем-то спросил я. «Сестра. Они руководители экспедиции». «Ясно». «Что именно тебе ясно? Лично мне ни хера не ясно». Отчего-то взорвалась Татьяна. «Я думаю, что дело именно в вас», — сделал странный вывод я. «Что-то отпугнуло Рой, или вы показались ему невкусными, не знаю. Но если убежище никак между собой не связаны, других объяснений у меня нет». Татьяна вдруг успокоилась и как-то странно на меня посмотрела, с неким любопытством, что ли. «Сергей Степанович сказал то же самое», — произнесла она. «Он проводил какие-то исследования?» «На пальцах», — усмехнулась девушка. «Все наше оборудование уничтожил Рой, а внешний осмотр мало что принесет». «Ладно, спасибо тебе», — вздохнул я и, вытянув нож, освободил Татьяне руки. Забрал рюкзак и вернул на него дрон. «Извини, но оружие я тебе не отдам». «У нас все равно к нему патронов нет», — усмехнулась она. «Да и аккумулятор давно разряжен». «Тем более. А нам лишний ствол не помешает». «К своим пойдешь?» — спросила Таня так, будто надеялась услышать другой ответ. «Не переживай. О вас я ничего не скажу». «Тогда тебе никто не поверит», — резонно заметила она. «Придумаю что-нибудь, но вас не выдам». «Вам нужно уходить». «Это я и сам понимаю. Осталось как-то убедить в этом начальство. Ладно, это уже не твои проблемы. Спасибо еще раз». «Да вроде как, не за что». Татьяна всплеснула руками. Похоже, она искала повод, чтобы попросить меня остаться. А может, это только мне так хотелось, а на самом деле она ждала, пока я уйду, чтобы не спалить направление, в котором находится их лагерь. Вот ведь чудная. Неужели решила, что я не в состоянии ее выследить? Честно говоря, желание было, но я себя переборол. Если я не знаю, в каком направлении идти, значит, эту информацию от меня не получить даже при помощи пыток. Сомневаюсь, конечно, что плов на такое решится, но лучше перебдеть. Перебравшись через реку, я на некоторое время завис у останков корабля ученых. Поразмыслив пару секунд, решил все-таки прихватить небольшой кусочек обшивки в качестве доказательства. Сомнительная улика, но хоть что-то. Захотят увидеть этот хлам воочию, отведу. Уж вернуться к нему я точно смогу. А вот любопытство я побороть так и не смог. Хотя не сильно-то старался. Оставшись без присмотра, я уверенной походкой отправился смотреть на руины древней цивилизации. Ну а смысл шифроваться, если Рой уже пробудился и со дня на день перейдет в активную фазу? Впрочем, птичьи трели все еще слышны, а значит, какое-то время у нас есть. Надеюсь, мне удастся убедить Плова сняться с насиженного места. Как оказалось, народ мы не сильно расторопный, особенно когда нас все устраивает. Может, смертельная опасность заставит нас шевелиться? Но как доказать ее существование? Видео с дрона и кусок обглоданного металла вряд ли на это способны. «Черт! Прибыл ведь еще один корабль!» — прошипел я. «Ладно, проблемы нужно решать по мере их поступления. Вначале наши, так как своя рубаха ближе к телу». Глава 4. Враг у ворот. Впервые в жизни я увидел настоящие руины былой цивилизации. Не те, прошедшие полный цикл раскопок и восстановления, выставленные археологами на всеобщее обозрение. Эти я бы никогда не смог идентифицировать. Нужно как минимум иметь какой-то опыт, чтобы понять, перед тобой находится разрушенный город. По факту я смотрел на поле, заросшее травой, кустарником и редкими чахлыми деревцами. Кое-где из-под земли торчали камни, к которым нужно как следует присмотреться, чтобы увидеть на них следы обработки.
Как человек несведущий в подобных вопросах, я просто прошел бы мимо, даже не заострив внимание на этих деталях. Но теперь-то я знал, что здесь находится, а потому внимательно осматривал торчащие на поверхности осколки. Не знаю, что я хотел увидеть или понять. Нечто невероятной, неведомой силой уничтожило город, перемололо его в труху, в каменное крошево. И от осознания этого по телу периодически пробегали мурашки. Пройдя совсем немного от кромки леса, я обнаружил раскоп, о котором рассказывала Татьяна. Не так уж и глубоко они погрузились в грунт, даже не добрались до основания стены, которую обнаружили. Я стоял на краю котлована и задумчиво рассматривал искусно вырезанный в камне барельеф. На нем был изображен человек, держащий в руке небольшой жезл, от которого исходила какая-то энергия, а может быть, обыкновенный свет. Но я больше склонялся к первому варианту, потому как в этих лучах над мнимой поверхностью парил некий ларь или саркофаг. Часть картины была разрушена, другая все еще скрывалась под толщей земли, отчего суть изображения не раскрывалась до конца. Но я все равно не мог отвести от нее взгляд, словно что-то насильно его притягивало. Не знаю, сколько я так простоял, прежде чем решил спуститься в шурф. При ближнем осмотре барельеф вызывал еще больший трепет. Точность линий поражала воображение, и это при учете того, что я ни хрена не понимаю в искусстве. Стоило больших усилий оторвать взгляд от лица главного героя картины, а все потому, что мне казалось, будто он внимательно наблюдает за каждым моим движением. Осмотрев стену, я обнаружил место, из которого мог вырваться тот самый рой. Небольшой участок был испещрен крохотными отверстиями. Выудив из нагрудного кармана небольшой фонарик, я убедился в том, что они сквозные, а заодно попытался рассмотреть то, что находилось внутри. Увы, сделать это не удалось. Блоки, из которых выложили стену, имели огромную толщину, и невооруженным глазом получалось увидеть лишь отдаленный блик фонаря. В попытке отыскать оптимальный угол обзора я провозился не менее получаса. В итоге плюнул на все, выбрался из раскопа и отправился к остову корабля, чтобы заполучить хоть какие-то доказательства присутствия опасности. При этом некоторые файлы с дрона я удалил, чтобы не спалить группу ученых. Не нужно пока нашим знать, что на планете есть еще кто-то, кроме нас. С вновь прибывшими еще не все ясно. Запустив дрон, я отснял груду металла, задерживая аппарат в местах, очевидно говорящих о том, что на корабль было совершено нападение. Затем подвесил его на некотором расстоянии, чтобы видеть происходящее на пути, и отправился в лагерь. Прилетевшие вчера земляне подождут. Сейчас есть более значимые вопросы, которые следует обсудить. Например, как поскорее свалить с опасного места. Ориентируясь по компасу, я проложил маршрут таким образом, чтобы пройти мимо вездехода. Не для того, чтобы посмотреть на останки, просто вчера я в попыхах забыл поставить метку на карте. Бросать добро у нас не принято. Да, может, восстановить машину не получится, но у нас есть и другие, вышедшие из строя. Возможно, за счет деталей с разбитого вездехода удастся оживить их. Оказывается, от места аварии я удалился неслабо. Пилить пришлось более 2 часов. А когда наконец добрался, замер, задумчиво почесывая макушку. Обглоданная туша медведя, возле которой лежало истерзанное тело синего, осколки стекла и пара искореженных кусков металла. Вот и все, что удалось обнаружить. Кто-то забрал наш вездеход. Но кто? Неужели наши? Так и не дождавшись ответа, отправили следом поисковый отряд. Но для этого слишком рано. Путь только в один конец должен был завершиться на рассвете. День перевалил за вторую половину, и максимум, что должно происходить в лагере, это бурное обсуждение на тему, что теперь делать. Но даже не это заставило меня заволноваться. Как я ни пытался, так и не смог обнаружить следы тех, кто забрал разбитую технику, словно они сюда по воздуху прилетели. А за время бодрствования я ничего такого на небе не заметил. Неужели рой? Но в чем смысл уничтожать разбитый вдребезги вездеход? Ответы взять было негде. Ночевать снова пришлось в лесу. Я опять отыскал подходящее дерево, вскарабкался на него и привязал себя к стволу, чтобы не свалиться во сне. Да, животных не было слышно, даже после заката лес не огласил ни один возглас. Но оставались насекомые, соседство с которыми не приведет ни к чему хорошему. На ветки, конечно, тоже достанут, но не в том объеме, в котором они носятся по поверхности. Ну и опять же, лучше перестраховаться. Медведя мы тоже не ждали.
Утром, закинув в живот остатки мяса, я вновь отправился в путь. За ночь при помощи специального прибора удалось выдавить из атмосферы около литра воды. Он прогонял через себя воздух, охлаждая его и конденсируя воду, которая сразу сливалась во фляжку. Отвратительная, с каким-то пластмассовым привкусом, но это лучше, чем ничего. С компасом я сверялся каждый час, и не безосновательно. Человеческий мозг не в состоянии постоянно придерживаться прямой. И даже я, привыкший к жизни в лесу, все равно загребал то вправо, то влево. Не сильно, но тем не менее каждый раз приходилось корректировать маршрут. Воду я не экономил, потому как знал, что ближе к обеду выберусь к ручью. Я сделал себе пометку, когда мы пересекали его на вездеходе. Помня в тот момент, я еще подумал, что эта информация может пригодиться, если что-то пойдет не так. Как в воду глядел. Я усмехнулся вышедшему каламбуру и в очередной раз бросил взгляд на стрелку компаса. Кто же знал, что мои лесные приключения — это лишь цветочки? Когда на закате вторых суток, уставший, злой и голодный, я выбрался к лагерю, как раз нарвался на те самые ягодки. И хорошо, что не попер напролом, а решил вначале присмотреться к тому, что там происходит. Какое-то внутреннее чутье подсказало. Повсюду сновали люди в военной форме, судя по опознавательным знакам, ни хера не наши. Вскоре я отчетливо рассмотрел в бинокль нашивку на рукаве одного из бойцов. Синий прямоугольник с золотыми звездами, выстроенными в равносторонний треугольник. «Вот так нихуя себе сюрприз!» — прошипел я. «Только вас, ублюдков, нам здесь не хватало». Усталость моментально развеялась, уступая место праведному гневу. Я спешил защитить своих, предупредить их об опасности, исходящей от планеты. А оказалось, что человечество справляется с этой задачей не хуже загадочного роя. Прямо перед основным въездом в лагерь на границе силового поля кучкой лежали тела моих товарищей. Сосчитать их точное количество не получалось, но навскидку около полусотни. Плюс-минус, конечно. Другие, те, что остались в живых, несмотря на ночное время суток, суетились, таская какие-то коробки. Впрочем, я и без подсказок понимал, что именно находится внутри. Все наше добро — еда, оборудование, боеприпасы. Судя по тому, что возле посадок тоже происходила какая-то суета, наши грядки точно так же опустошались. Все это аккуратно складывалось в некий шаттл, стоящий в самом центре нашего лагеря. Возможно, подобный как раз и забрал остатки разбитого вездехода. Осталось лишь понять, почему я его не видел. Скорее всего, это ответит на второй вопрос, как наши упустили появление противника. С Европейским Союзом у нашей страны давние терки. Еще в самом начале 21 века они едва не привели к Третьей мировой. Мир буквально балансировал на одной ноге над пропастью взаимного уничтожения, но, слава богу, одумались. Затем было несколько лет шаткого перемирия, снова конфликт и снова попытка экономической блокады, переросшей в боевое столкновение. Правда, на этот раз полем боя послужила территория колониального государства в Африке, а война больше походила на испытание новых видов оружия. Но и здесь все закончилось ничем, чтобы затихнуть на долгое время. Десятилетиями оба государства делали вид, что оппонентов не существует. И вот, как только у России случился прорыв в космической программе, Европа снова поднялась на дыбы, крича о справедливости и принадлежности науки всему мировому сообществу. В тот момент, когда нас отправляли на Элпис, к общему знаменателю страны так и не пришли. Не исключено, что произошла утечка информации, которая позволила Европейскому Союзу разработать собственную программу межзвездных полетов. Лично я сильно сомневаюсь, что наше правительство решило добровольно поделиться наработками. Сложно сказать. Мы уже года 3 как утратили связь с родной планетой. Причины, естественно, неизвестны, как и то, почему до вчерашнего дня к нам не прилетело ни единого корабля. Хотя, как планировалось изначально, колонизаторы должны были прибывать сюда не реже, чем раз в год. И это я молчу о том, что нам обещали снабжение. Ну, то такое. У каждого из нас есть свои претензии к государству, в особенности к тому, как им лучше управлять. Но одно мы никогда не потерпим, когда наших бьют. Вот и я не собирался, просто пока не решил, как правильно действовать, чтобы и самому зазря не подохнуть, и пацанов под монастырь не подвести. Медленно, смещаясь по кругу, я внимательно осматривал каждый сантиметр. Подмечал детали в поведении противника, выяснял, где располагается охрана, а где имеется брешь.
Когда уперся в скалу, которая служила задней стенкой лагеря, в голове уже сложился план действий. Но воплощать его я пока не спешил. Хотел дождаться, когда улетит шаттл. Противников я насчитал 60 человек, и часть из них наверняка покинет лагерь вместе с транспортом. Плюс они должны куда-то согнать всех наших, где я до них доберусь и смогу сразу организовать нормальное сопротивление. Пока все сводилось к тому, что мне придется действовать в одиночку, а подобная тактика изначально обречена на провал. Каким бы крутым бойцом я ни был, против 6 десятков хорошо вооруженных и явно обученных бойцов переть бесполезно. Опять же, нужно учитывать, что воин из меня никакой. Да, в рукопашной схватке я способен одолеть каждого в отдельности, но с кучей мне не совладать ни при каких раскладах. Здесь нужен другой подход. Воевать с ними я не собираюсь, просто хочу вытащить своих. Так что все может сработать. Ночь перевалила за вторую половину, и на небе появилась огромная красная луна. Понятия не имею, как она здесь может называться с точки зрения астрономии. Мы люди простые, а потому даем тому, что видим, понятные нам имена. Ее малиновый свет залил лагерь, и теперь о незаметном проникновении внутрь не могло быть и речи. А на небе ни облачко, словно кто-то специально решил подложить мне свинью. Зато шаттл наконец-то запустил двигатели, собираясь улетать. Как я и предполагал, наших согнали в одну кучу. Вот только бойцы не спешили покидать территорию. Они выстроились в одну шеренгу, направив стволы в сторону моих товарищей. И не успел я сказать «А!», как они открыли огонь, выкашивая людей, будто скот. Переполненный бессильной яростью, я смотрел на это и ничего не мог поделать, разве что выскочить из укрытия и подохнуть вместе с товарищами. Но кому от этого станет лучше? Стрельба стихла довольно быстро. Буквально за минуту я лишился всего. А бойцы Европейского Союза, как ни в чем не бывало, спокойно поднялись на шаттл. Кажется, я даже слышал их смех. Стоило огромных усилий не начать отстреливать этих ублюдков. Но ничего, время покажет, кто здесь прав. Летательный аппарат плавно поднялся над поверхностью, а затем вдруг исчез. Вот так, фактически растворился в воздухе. Нет, я все еще видел его, едва уловимые очертания на фоне красной луны, но они больше походили на мираж. Да и то лишь потому, что я знал, где он сейчас находится. Так вот почему я их не видел. По той же причине им удалось застать наших врасплох. Возможно, шум двигателей как-то выдавал их приближение, но куда стрелять, если не видишь цели? Враг улетел, и я покинул укрытие. Чем ближе я подходил к лагерю, тем жестче становился ком, внезапно вставший поперек горла. Не знаю, что я хотел там увидеть. Ноги сами несли меня туда, в голове было совершенно пусто, а в ушах все еще стоял гул стрельбы и крики умирающих. Нет, я не самый хороший человек для дружбы, скорее наоборот. Всегда стараюсь держаться особнячком где-то в сторонке, но сейчас при взгляде на тела погибших товарищей глаза почему-то намокли. По-хорошему, их бы похоронить, но как в одного закопать почти 500 человек? Тут без экскаватора не обойтись, да и с ним потребуется не 1 час для рытья котлована. Видимо, из-за шока я впал в некий транс и утратил чувство реальности. Просто стоял и смотрел в никуда. Мысли сменяли друг друга, но ни одна из них не задерживалась в памяти, отчего казалось, что их не было вовсе. Кажется, я планировал месть, придумывая изощренные способы убийства, о которых тут же забывал, переключаясь на новые. И все это больше напоминало бред. Спустя какое-то время я смог вынырнуть на поверхность сознания. Смахнул рукавом слезы, которые почему-то катились по щекам, и принялся за работу. В первую очередь обыскал лагерь. Враги забрали все, на что падал взгляд. Умудрились даже снять рабочее оборудование с корабля, в том числе и генератор силового поля. Но они не учли одного. В лагере жили бывшие заключенные. Не зря говорят, что привычка — вторая натура. И за долгие годы, проведенные в местах не столь отдаленных, у нас выработалась одна очень полезная. Мы всегда что-то прятали, делали заначки и тайники. Именно они меня сейчас и интересовали. Естественно, у меня имелось и собственное, как раз на корабле. Туда я и отправился первым делом. Вскрыл вентиляционную шахту и вытянул из нее сумку. Расстегнув молнию, убедился, что все на месте. Хоть крысятничество у нас не в чести, но пойди еще докажи, что у тебя что-то сперли. А затем еще и самому придется объяснять, откуда у меня вещи, которые должны находиться в общаке. Мое добро не тронули. Может, о нем не знали, в чем я сильно сомневаюсь, но, скорее всего, просто побоялись связываться. 2 запасных аккумулятора для винтовки,
Новенькая зарядная станция на солнечных батареях, плюс небольшой запас крылатых пуль. Но самое главное — 3 сухих пайка. Когда мы только прилетели на Элпис, у нас их девать было некуда, но спустя 2 года от них остались лишь воспоминания. А я как чувствовал, что рано или поздно они мне ой как пригодятся. Походу, момент настал. Затем я принялся за обыск каюты Плова. Вентиляция оказалась пуста, под кроватью тоже, но это самые очевидные места, а Плов совсем не дурак. Не просто так он дорос до смотрящего зоной. В воровской иерархии нет места слабакам и тупицам. Вытянув мультитул, я отыскал в нем отвертку и принялся вскрывать панели. И нисколько не удивился, когда обнаружил клад, сковырнув 3-ю по счету декоративную накладку. «Крысим!» Раздался голос за спиной, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. Уже 2-й раз не слышу, как ко мне подкрадываются сзади. Надо с этим срочно что-то делать, иначе долго я так не проживу. Я обернулся и встретился со строгим взглядом узбека. За его спиной с наглой ухмылкой стоял ушастый, с неизменными четками в руках. «Живой!» — выдохнул я и уселся на его кровать. «Твою же мать! Не думал, что когда-нибудь скажу такое, но я чертовски рад тебя видеть». «Ты почему о корабле не доложил? Где Талый с Синим?» Проигнорировав меня, тут же наехал Плов. На нас по пути медведь напал. Они не выжили. «Очень удобно, да?» — ухмыльнулся Ушан. «Ты с меня спросить, за что ты хочешь?» Я угрожающе поднялся с кровати. «Так говори прямо». «Захлопнулись оба!» — резко осадил наш пыл смотрящий. «На вопрос ответь». «Я до корабля даже не добрался», — честно признался я. «Ясно». Буркнул Плов и устало опустился на стул. «И ты ему веришь?» — попытался раздуть пламя раздора ушастый. «Да мы его, считай, с поличным взяли. Это он нас аватаром сдал!» «Сука!» — выдохнул я и ринулся в атаку. Боец из ушастого никакой, а потому кончился он буквально со 2-го удара и обрушился на палубу, словно мешок с дерьмом. Однако все еще оставался в сознании и прекрасно почувствовал мой ботинок, который врезался ему в живот. От дальнейших побоев его спас Плов. Он ужом вкрутился между нами, не давая мне нанести очередной удар. «А ну сядь, ровно!» — рявкнул он. «Хватит нам между собой грызню устраивать! Сел, я сказал!» Я нехотя подчинился. Снова уселся на кровать, пытаясь унять дрожь в руках. Внутри продолжало все кипеть, над головой я понимал правильность посыла. Нас и без того почти не осталось. В коридоре раздался топот, и вскоре в и без того тесной каюте нарисовались еще 3. Клоп, мутный и жухлый. Последний держал в руках кувалду. «Че за шум?» — тут же поинтересовался Клоп. «О, Тень, здорово! А ты здесь откуда?» «Из чрева матери!» — огрызнулся я, все еще находясь под действием адреналина. «Ясно!» — ухмыльнулся он. «Ну, мы пойдем?» «Что у вас?» — остановил вошедших Плов. «Так, по мелочи!» — поморщился тот. «Пара стволов да пуль россыпь. Синепупы почти все забрали. Видать, как шухер начался, пацаны заначки опустошили». «Хуй-вам!» — заключил Плов. «На складе кто?» «Ржавый и Суслик. Там с ними еще пара пацанов». «Ладно. Пакуйте все, что нашли, и цепляйте за квадрик. Стой, мое добро зацепите». Плов кивнул на вскрытую нишу в стене. «Момент!» — кивнул Клоп и двинулся к заначке. «Айда, пацаны, принимай ништяки!» Через пару минут мы снова остались в прежнем составе. Ушастый пыхтел на полу, прижавшись спиной к стене и придерживая рукой отбитые потроха. Плов некоторое время молча сверлил меня взглядом, но глаза я не отвел. «Ладно, уходить пора». Он поднялся со стула. «Эти, скорее всего, еще вернутся, чтобы остатки с корабля снять». «И че, мы просто так все это оставим?» — спросил я. «А какие у нас варианты?» — пожал плечами Плов. «Нас осталось человек 30. Я не просто так до корабля не добрался». «Кто бы сомневался!» — прокомментировал Ушан. «Тебе что, добавить?» — я шагнул в его сторону. «Замер, нахуй!» — снова вмешался Плов и обернулся к Ушастому. «А ты хлебало захлопни. Уходим. Потом побазарим, когда зашкеримся». Он помог подняться подручному, и мы вместе отправились на выход. К этому моменту у мужиков уже все было готово, и они дожидались лишь нас. Клоп восседал на квадроцикле, позади которого красовался прицеп, нагруженный под завязку. «Ну, выкладывай, что там у тебя?» —
Поинтересовался Плов, едва мы организовали привал. «В 2 словах не расскажешь», — поморщился я. «А по мне видно, что я куда-то спешу». Он бросил на меня строгий взгляд. «Как скажешь», — пожал плечами я и принялся выкладывать информацию. Я наткнулся на древние руины, когда ходил на охоту. «Это давно не новость», — усмехнулся узбек. «Нам с этого какой понт?» «То есть ты знал?» «Мутный набрел на них примерно месяц назад». «И ты молчал? А ты что за хер, чтобы перед тобой отчитываться?» — огрызнулся смотрящий. «Ты вроде что-то сказать собирался». «Послушай, с этими руинами что-то не так. Позавчера я наткнулся на еще один корабль, и, судя по виду, на него что-то напало». «Какой еще корабль?» «Смотри». Я вытянул из рюкзака планшет и подключился к памяти дрона. Отыскал нужный файл и протянул Плову. «Вот то, что от него осталось. Видишь, как обшивку разъело?» «Не понимаю, к чему ты клонишь?» «Ща». Я забрал планшет и включил предыдущее видео с места раскопок. «На отверстие внимание обрати». «Ну и?» Он снова вернул мне устройство. «Хочешь сказать, это нечто выбралось из руин и напало на корабль? Кстати, а чей он?» «Судя по тому, что я там нашел, он наш. Не знаю, сколько он там простоял, но, скорее всего, прибыл на Элпис еще до нас». «Мутный, подойди-ка на минутку», — окликнул охотника Плов. Тот оторвался от котелка, вручил ложку приятелю и направился к нам. «Похоже, твоя история про баб только что перестала считаться глюком. Где, ты говоришь, их видел?» «Да там...» — махнул тот в сторону, с которой явился я. «Чуть дальше, за рекой, небольшое озеро. Они там белье стирали. Вот с такими бидонами». Мутный наглядно изобразил размер тех самых бидонов. «Далеко до них?» «Около дня пути. Я вначале тоже подумал, что мне привиделось». «Все, стоп, я тебя услышал», — прервал Мутного Плов и посмотрел на меня. «Как думаешь, они связаны с тем кораблем?» Тяжело выдохнул я, уже понимая, что дальше врать нет никакого смысла. Я разговаривал с одной из них. «О, как!» — выпучил глаза Мутный. «И чё, есть там варианты нормальные? Хотя я бы сейчас и козе вдул». «Мутный, свали в туман!» — рявкнул Плов. «Ну, как всегда, на самом интересном месте», — обиженным голосом пробормотал тот и направился обратно к костру. «И языком там не лязгай, понял?» — предупредил его смотрящий, на что тот просто отмахнулся. «Так вот», — продолжил я, — «это она показала мне корабль. Они прилетели сюда за 3 года до нас в составе геологической экспедиции. Нас, по факту, отправили сюда им на помощь. Ты помнишь, что нам полковник в учебном центре втирал? Ты о том, что мы должны построить лагерь и дождаться второй волны переселенцев?» «Именно. И речь там велась об инженерах. Мы еще возмущались, что правильнее было бы вначале умные головы отправить, а затем уже нас. Так вот, головы как раз и отправили, в первую очередь». «Что случилось с их кораблем?» «А вот здесь и начинается самое интересное. На них напало нечто из тех самых руин. После атаки из 300 человек в живых осталось всего 30. Ну а корабль? Она сказала, что Рой уничтожил его за пару минут». «Рой?» — так она его называла. «И где он сейчас?» Подозреваю, вернулся обратно в руины. «То есть, если нам удастся его разбудить...» «Аватаром пиздец». Закончил я фразу за Плова. «Но ты сам понимаешь, что здесь рискуем и мы. Рой вряд ли станет разбираться, кто свой, а кто чужой. Мы все для него не местные». «Ты сможешь договориться с той бабой, чтобы они нас приняли?» «Вряд ли они захотят объединяться с бывшими зэками. Там все-таки женщины, Плов. А реакцию Мутного ты сам видел. Не думаю, что это хорошая идея». «Резонно. Тогда пусть хоть расскажут, как они пережили атаку Роя». «У них нет ответа. Я уже пробивал. В общем, я именно поэтому и не пошел к кораблю, а сразу отправился в лагерь. Она сказала, что перед прошлым нападением вначале исчезли звери и птицы». «Думаешь, это как-то связано с тем, что творится у нас?» «Уверен. И, скорее всего, это из-за находки Мутного. Ты говорил, что он наткнулся на руины месяц назад. Как раз спустя 2 недели ушла дичь, а сейчас и птиц уже не слышно». «Твою мать!» — поморщился Плов. «Только не говори мне, что вы собирались в них отсидеться». «Ну, в общем, да»,
— ухмыльнулся смотрящий. «Ладно, варианты еще есть. Надеюсь, и время тоже. Примерно в 50 километрах к югу есть сеть пещер, попробуем схорониться там. Клоп сказал, что неподалеку видел оленя пастбище, а значит, Рой туда не достает. Точку на карте поставить сможешь? А ты разве не с нами? Нет, хочу попробовать активировать Рой. Дело хозяйское, но людей я тебе не дам. Жухлый, мой шнырь. Он же тупой, как 3 хера вместе. Зато здоровый, как слон. Сдохните ведь. Может, стоит подождать? Глядишь, еще что-нибудь придумаем. Боюсь, пока мы здесь думать будем, синие как следует укрепятся, и мы к ним на пушечный выстрел не подойдем. Пока они думают, что мы все мертвы, есть хоть какой-то шанс. И я собираюсь отыграться за смерть пацанов. Правильный ты мужик, Тень. Мне бы таких, как ты, с десяток. Нет, на эту тему мы с тобой уже говорили. Я не блатной, и ваш мир мне не интересен. Знаю, вздохнул он. Ладно, пожрите хоть на дорогу. Это само собой. Усмехнулся я и направился к котелку. Плов еще какое-то время смотрел мне в спину, привалившись плечом к дереву. Я чувствовал его взгляд, но оборачиваться не стал. Глава 5. Склеп. Европейцы основательно подошли к организации лагеря. Хотя при взгляде на то, что они успели создать, на ум приходило совсем другое определение — поселок. Здесь во всем ощущалось долгое и тщательное планирование. Огромные машины вовсю печатали полимерные дома, и не абы как, а по четко выверенному проекту. Уже было понятно, где пройдет главная улица, в каком месте станут выращивать овощи. Ближе к окраине, там, где часть домов полностью закончили и даже отделали, возвышалась водонапорная башня. В отличие от них, у нас все выстраивалось экспромтом, методом проб и ошибок. Минимум техники, максимум человеческих ресурсов. Да что там говорить, мы за неделю всю округу засрали, прежде чем поняли, что нужно определить место для нужника. С другой стороны, наша экспансия состояла из особого контингента. Синие явно летели на Элпис совершенно иным составом. Нет, я не восхваляю их подготовленность, как может показаться на первый взгляд. Напротив, их привычка планировать каждый шаг в итоге может сыграть нам на руку. Достаточно внести в строгий порядок всего немного хаоса, и все пойдет по одному мохнатому месту. Работы остановятся, начнутся совещания, обсуждение вариантов решения возникших проблем, а нам останется лишь периодически подливать масло в огонь. Партизанские войны в свое время умудрились остановить и более подготовленного противника. «Да хорош ты ерзать уже!» — зло зашипел я на Жухлова. «Мне какая-то ветка в пузо колет», — попытался оправдаться он. «А мне насрать! Еще раз зашуршишь, я тебе челюсть сломаю!» Напарник обиженно запыхтел, но хотя бы перестал двигаться. А я снова припал к биноклю, продолжая наблюдать за жизнью противника. Цель их прилета была все еще непонятна. Нет, освоение новых горизонтов — это само собой, плюс я уже знал о существовании богатых месторождений редкоземельных металлов. Однако неясно назначение этого конкретного лагеря. Большая часть людей в нем военные, да и само обустройство, проект, если угодно, больше походило на опорный пункт. Зданий явно больше, чем людей, а их количество я уже примерно прикинул, когда наблюдал за столовой. А значит, следует ждать подкрепления. И, собственный вопрос, а чем занимаются наши? Что вообще творится на земле? Как синюшные получили доступ к технологиям, да еще и в наглую напали на наш лагерь, при этом нисколько не опасаясь мести со стороны России? Нет, самомнение им, конечно, не занимать, но инстинкт самосохранения тоже должен присутствовать. Опять же, почему нет связи с родной планетой? Эх, взять бы одного в плен и допросить с пристрастием. Вот только как с ним разговаривать? Я ведь за свою жизнь так и не удосужился овладеть каким-либо языком, хотя в тюрьме времени для этого более чем достаточно. «Ладно, уходим», — наконец решился я. Мы медленно поползли назад, и как только выбрались из кустов, пригибаясь, спустились с холма. Примерно через 20 минут у противника должен начаться обход. Они проверяли ближайшие подступы к лагерю каждые 2 часа, что опять же прямо говорило о военной выучке. В общем, лучше не рисковать.
Пошел третий день, как я осматривал позиции со всех возможных ракурсов. Припасы уже подходили к концу, и пора было принимать какое-то решение. Или уходить, или начинать развивать атаку. Естественно, речь не идет о том, что мы вдвоем с Жухлым набросимся на хорошо вооруженный лагерь противника и разнесем его в щепки, как герои какого-то кино. Все это время я не только наблюдал и изучал врага. Я также искал хоть какие-то остатки древних поблизости. Если сегодня не удастся их обнаружить, придется отступать, а этого мне ой как не хочется. «Чё, опять будем круги по лесу нарезать?» Смахнув со лба пот рукавом, поинтересовался Жухлый. «Ага», — кратко ответил я и сверился с компасом. Затем выудил планшет из рюкзака и убедился, что мы в нужном месте. Почти вся территория вокруг европейцев была уже закрашена в синий цвет. Этот участок последний, хотя можно попробовать увеличить площадь поиска. Животные здесь имеются, источников воды мы обнаружили аж 7 штук, и наверняка на этом квадрате найдется еще. Вопрос в другом. А достанет ли рой до европейцев? По идее, должен, если прикинуть поведение животных возле нашего бывшего лагеря. Там диаметр зоны отчуждения составил чуть больше 60 километров. Но попусту рисковать не хочется, ведь неизвестно, будет ли у нас второй шанс. Мы двигались по спирали, останавливаясь у каждого камня. Я все пытался обнаружить на них следы обработки, но каждый раз приходил к выводу, что это обычные дикие валуны. Некоторые, наиболее подозрительные, откапывал и снова убеждался в тщетности труда. Но к вечеру нам наконец-то повезло. И, как это ни прискорбно понимать, строение древних обнаружил Жухлый. «Смотри, это нора, что ли?» — окликнул меня он, указывая на провал в земле. «Я чуть башку у себе не свернул. Хотел посрать в кустах, а там яма». «Ну-ка, подвинь жопу», — заинтересовался находкой я. Присев перед ямой на корточке, я посветил внутрь фонарем, и улыбка невольно наползла на мое лицо. Внутри отчетливо просматривались ровные линии уложенных друг на друга блоков. Прежде чем лезть внутрь, я запустил туда дрон, оценил глубину провала и, закрепив веревку за ближайший ствол дерева, немедленно приступил к спуску. Первым делом в яму нырнули рюкзаки, затем Жухлый, и только в самом конце спустился я. «И чё здесь?» — спросил напарник, освещая фонарем ровные стены. «Пока не знаю», — ответил я и бросил к его ногам лопату. «Будем копать, пока что-нибудь не найдем». «Хернёй какой-то страдаем», — пробормотал Жухлый, но инструмент все же поднял. «И глубоко копать». «Отсюда и до обеда», — ответил я крылатой армейской фразой. «Бери ту стену, а я с противоположной начну». «А землю? Куда девать?» — резонно заметил он. «Пока на середину кидай. Завтра с утра подумаем, как ее выносить». «Может, тогда с завтрашнего дня и начать? Я и так заебался по лесу шастать». «А ты ничего не попутал?» Жухлый буркнул что-то непонятное и отошел к стене, на которую я указал. Вскоре с его стороны доносилось лишь мерное сопение. Помещение сразу заполнил запах сырой земли. Я осмотрел свою сторону, прикинул, откуда лучше начать, и тоже взялся за дело. Как и следовало ожидать, сходу мы так ничего и не нашли. Провозившись до полуночи, грязные и уставшие, мы распотрошили первый сухой паек и вырубились возле свежей земляной кучи. А наутро, когда я смог оценить объем проделанной работы, стало ясно, что от грунта действительно следует как-то избавляться. Не придумав ничего лучше, я освободил рюкзаки и в них при помощи веревки принялся вытаскивать землю наружу. Точнее, мы оба взялись за дело. Я нагружал, а Жухлый вытягивал и вытряхивал все это, находясь на поверхности. Провозились почти до обеда, зато знатно расчистили середину, даже слегка ее углубив. Напарник вновь спустился ко мне, и мы взялись откапывать нетронутые стены. Работа шла довольно быстро, потому как мы не разбирали слои, как это делают археологи. Нас не интересовали осколки посуды или какие-то другие предметы быта древних цивилизаций. Честно говоря, я вообще не понимал, что конкретно мы ищем. Я знал лишь одно. Дойдя до определенного места, мы должны наткнуться на охранную систему и активировать рой. Если он здесь, конечно, имеется. «Тень, я, кажется, что-то нашел», — уже в который раз привлек мое внимание Жухлый. На его первые призывы я реагировал с любопытством и сразу срывался посмотреть на находку.
Но вскоре мне это надоело, потому как ничего достойного внимания ему не попадалось. «Чё там?» — без особого энтузиазма спросил я. «Ну ты подойди, я тебе это так не объясню. Здесь в стену какая-то херня вмонтирована». «Бля!» — выдохнул я и выбрался из своего раскопа. А когда обошел кучу грунта, который мы снова навалили посередине, уселся на край ямы, не понимая, как реагировать. Жухлый с довольной рожей светил фонарем на что-то металлическое. Судя по форме, то ли откос, а возможно часть створки. Пока было неясно, что конкретно нам удалось отыскать, но это явно стоило всех наших усилий. «Как думаешь, это дверь?» — словно прочитал мои мысли Жухлый. «Очень на это надеюсь», — кивнул я. «Ладно, на сегодня все. Землю сыпать уже некуда. Завтра уберем грунт и вместе продолжим». Жухлый тут же выбрался из раскопа и развалился возле меня, раскинув руки в стороны. «Пожрать бы чего!» — выдохнул он. «Может, вылезти ловушки проверить?» «Сгоняй, только не накосячь там», — разрешил я. «Да когда такое было?» — заворчал он и полез на кучу к веревке. Я в очередной раз посветил на вмонтированный в стену кусок металла, а затем не удержался и спустился в раскоп. Странно. На ощупь это больше напоминало кожу, такое же теплое, шероховатое, хотя при простукивании издавало характерный звенящий звук. Не знаю, сколько веков оно находилось под землей, но за это время на нем не образовалось и капли ржавчины. Впрочем, и человечество уже давно научилось изготавливать нержавеющую сталь. Но эта хрень явно была на порядок круче, даже по тактильным ощущениям. Пока напарник осматривал ловушки на мелкого зверя, я взялся за лопату и принялся освобождать находку от грунта. Любопытство побеждало усталость. Да я и не спешил, просто хотел понять, насколько широк этот проем. А в том, что здесь находится дверь, я уже не сомневался. Арочная облицовка уже полностью оголилась, а под ней обнаружилась плоская поверхность самой створки, сделанной из такого же материала. По крайней мере, визуально, а на углубленный анализ мне было наплевать. Мало того, я даже забыл изначальную цель работы. Теперь мне непременно хотелось узнать, что находится за этой дверью. Вскоре сверху раздалась возня, а затем на фоне темнеющего в потолке отверстия появилась довольная рожа Жухлого. «2 зайца попались», — констатировал он и даже продемонстрировал добычу. «Отлично. Начинай шкурить, я сейчас вылезу». Зайцами, конечно, этих пушистых можно было назвать с большой натяжкой. На наших земных они походили разве что ушами. По факту являлись падальщиками, передвигались на 2 ногах, чем-то напоминая кенгуру, только без хвоста, но морды были точно так же вытянуты и усеяны острыми, крючковатыми зубами. А вот размер и правда имели чуть больше земного зайца, отчего и получили именно это название. Я вскарабкался наверх и, осмотрев себя под лучами вечернего солнца, натурально ужаснулся. Чумазый с головы до ног. Под толстым слоем грязи с большим трудом удавалось рассмотреть натуральный цвет кожи. Жухлый выглядел не лучшим образом. Попадись мы кому-то на глаза, нас бы пристрелили, без лишних вопросов, приняв за дикарей. «Как думаешь, что там за дверью?» — спросил напарник, аккуратно надрезая шкуру у задних пяток. «Понятия не имею», — пожал плечами я. «Наверное, мумия», — сделал непонятный вывод он. «Почему мумия?» «Потому что на склеп похоже». «Ты ловушки взвел?» «Да, все как ты показывал. Я, может, и тупой, но не рукожопый». «Слушай, а почему Жухлый?» Впервые за долгое время я вдруг заинтересовался странной кличкой приятеля. «Ты же здоровый, как шкаф». «Я раньше еще и жирным был, а когда на зону попал, на нервной почве худеть быстро начал. Кожа на мне, как тряпка старая, висела. Вот погоняла и прилипла. Я же потом из зала не вылезал, хотел массу набрать, чтоб хоть немного шкуры подтянулась. А в итоге, вот, раскачался». «А издевательство? Почему терпел?» «Ты серьезно? Думаешь, так легко подняться с низов в тюремной иерархии?» Усмехнулся он и в одно движение сорвал шкуру с одного из зайцев. «Как готовить-то будем? Дым ведь за 100 километров увидеть могут». «В яме запечем», — ответил я. «Но для начала отойдем подальше». «Как вариант», — согласился Жухлый. «Блин, мне теперь эта дверь покоя не даст. Может, сегодня откопать попробуем?» «Видно будет», — неопределенно ответил я.
Давай вначале со жратвой разберемся». Удалившись от руин метров на 500, я выкопал яму чуть глубже, чем по колено, и загрузил ее максимально сухим топливом. Однако сразу поджигать не стал. Дождался, когда на мир опустятся вечерние сумерки. Теперь даже если от костра пойдет дым, на фоне общей серости это будет не столь заметно, как днем. Место тоже выбрали не случайно. Крохотная полянка со всех сторон окружена высоким кустарником, который поможет скрыть отблески пламени. Единственный минус во всем этом — запах, но если ветер внезапно не сменит направление, его должно сносить в противоположную от базы синих сторону. Огонь быстро пожирал сухую древесину, и когда на дне ямы скопилось достаточно углей, я подвесил над ними добычу. Затем накрыл ее сырыми ветками и слегка присыпал землей. К тому моменту стало совсем темно. Жухлый дремал, привалившись спиной к дереву, а я периодически бросал взгляд на планшет, на который передавалось изображение с камеры дрона. Пока все было тихо, а потому мысли снова вернулись к насущному, европейцам и загадочной двери. Утро снова началось с поднятия грунта. Затем я решил, что нужно убрать всю середину, прежде чем продолжать раскопки двери. Во-первых, мы понятия не имеем, в какую сторону она открывается, а во-вторых, если за ней опасность, у нас не будет места для маневра. Со всех сторон глубокие траншеи, что того и гляди шею свернешь при любом неосторожном движении. В таких условиях в схватку лучше не вступать. С другой стороны, я также понимал, то нечто, которое может прятаться за дверью и представлять для нас опасность, вряд ли получится победить голыми руками. Гипотетически, конечно. Любопытство гнало меня вперед, отчего работалось легко. Я продолжал грузить грунт в рюкзаки, а Жухлый вытягивал их наружу и освобождал за соседним кустарником. Но все же земли оставалось еще очень много. Без помощи техники такими темпами мы здесь провозимся не один день, прежде чем полностью освободим эту чертову дверь. А еще мне начало казаться, что мы занимаемся какой-то ерундой. Звери никуда не ушли, и, судя по их поведению, даже не собираются. Птицы тоже весело щебечут на ветвях, да так громко, что от них уже голова болит. Мысли прервал металлический скрежет лопаты обо что-то твердое. Любопытство вновь всколыхнулось, но мерное простукивание грунта штыком показало, что это обычный камень. Ну, может, не совсем обычный, а тот, что раньше был частью потолка. Однако никакой практической пользы он не несет, разве что дополнительных проблем добавит. «Все, хорош!» — крикнул Жухлому я. «Здесь дальше камень не пускает». «Понял, сейчас спущусь», — ответил приятель. «Стой! Вначале фонари на зарядку поставь», — остановил его я и, закинув в сумки фонари, подергал веревку, намекая, что пора ее вытягивать. После того, как я остался без дополнительного освещения, темнота внутри показалась непроницаемой. Тот жалкий пятачок, который освещался сквозь рваную рану в потолке, можно не брать в расчет. Но именно темнота позволила мне приметить то, чего я не видел под светом фонаря. Вначале я думал, что мне показалось, но стоило присмотреться, как я тут же подскочил, хватаясь за лопату. С одной стороны из-под камня виднелось какое-то свечение. Я как раз пытался его там откопать, пока до меня не дошли его истинные размеры. Ковырнув штыком в том месте и убедившись, что все это не глюк и свечение стало более ярким, я заработал еще быстрее. Даже удивительно, откуда только силы взялись. Ведь всего минуту назад я был готов сдаться. «Ну чё? Я спус...» «Ох, нихуя ж себе! Это что там за херня такая?» — прогремел возглас над головой. «Лезь сюда и помоги!» — выдохнул я и снова вогнал лопату в грунт, откидывая приличный ломоть в сторону. «Дай-ка, гляну, чё там?» Жухлый опустился на четвереньки. Я отстранился, но ненадолго. Вскоре приятель отвалился от светящейся дырки в земле и, усевшись на задницу, захлопал глазами. «Бля, ничего не вижу», — выдал он. «А внутри-то чего?» — сгорая от любопытства, спросил я. «Да не знаю я. Там светит, как будто фонарем в рожу». «Ну-ка, сдрисни!» — я пнул приятеля и сам опустился на корточки. «Ень, чнись, твою мать!» Мне прилетела чувствительная пощечина. «Тень, бля, очнись, братан!» «Отвали, придурок!» — огрызнулся я, и мне показалось, что я произнес это громко и отчетливо. «Чего?» — переспросил Жухлый, а затем склонился, поднося ухо к моему рту.
В этот момент мне как раз удалось сфокусировать зрение. У меня возникло огромное желание громко крикнуть, но я понимал, что вряд ли сейчас на такое способен. Руки и ноги покалывало, словно я их отлежал. Вот только, судя по позе, в которой я нахожусь, это попросту невозможно. В голове вакуум. Я, в принципе, не понимаю, где я и что со мной случилось. Хотя нет, место вроде понятное, все тот же склеп. Или что это? Мы вроде как что-то нашли и пытались откопать. Стоп. «Что случилось?» — спросил я уже более-менее нормальным голосом. «Да хуй знает. Ты в дырку заглянул, а там такое началось. Все замигало, засвистело, а потом ты умер. Ну, я так подумал. А ты нет, вроде живой. Ты вообще как?» «Вроде живой», — с ухмылкой повторил фразу я. «И что там было-то?» «Где? В дырке или в загробной жизни?» «А ты что, в натуре коньки отбросил?» «Бля, жухлый, ты в натуре тупой, как 3 хера вместе. По мне видно, что я мертв?» «Я тебе что, доктор?» «Пиздец!» — выдохнул я и попытался сесть. Но подняться оказалось не так просто. Силы словно покинули меня. Мышцы не слушались или делали это как-то неправильно. Если описать ощущения на примере, то я будто пытался начать писать левой рукой, только таким образом вело себя все тело. Неуклюже, словно чужое. Надо отдать должное соображалке Жухлова. Каким-то неведомым образом он догадался, что я собираюсь сделать, и помог мне сесть. «Свет пропал», — выдал он новую порцию информации. «Куда?» Теперь пришла моя очередь тупить, но мне можно, я только что вернулся из беспамятства. Точнее, как пропал? Почему? «Откуда мне знать? Я же тупой», — вернул мне шпильку приятель. «Ну ты заплачь еще», — укорил его я. «Когда свет пропал?» «Вот как только ты умер, так сразу и пропал». «Я вообще-то живой». «У тебя сердце не билось», — подкинул еще немного информации Жухлый. «Я надеюсь, ты мне искусственное дыхание делать не пытался?» «А это как?» «Ладно, закрыли тему. Лучше этого не знать, даже если что-то было». «Я тебя вообще сейчас не понял», — отмахнулся он. «Воды дать?» «Ну, дай», — пожал плечами я, потому как сам не понимал, хочу я пить или нет. Тело все еще оставалось ватным, но с координацией вроде наладилось. По крайней мере, флягу я удержать смог, да и в рот ее вставил с первой попытки. «Сваливать отсюда надо», — внезапно выдал я. «Так мы что, оружие древних больше искать не будем? А как же дверь?» «За ней ничего нет». «Откуда ты знаешь?» «Мы находимся в квадратном помещении без окон и других видимых отверстий, кроме как в крыше. Как ты думаешь, чем является эта дверь?» «Ну, может, она в какую-нибудь еще комнату ведет», — предположил Жухлый. «Нет там ничего», — уверенно заявил я. «Все, что здесь находилось, мы уже обнаружили и, кажется, успели сломать». «Че, прям ночью пойдем?» «Сколько я в отключке пробыл?» — поинтересовался я. «Долго», — смущенно ответил Жухлый. «Часа 2 где-то». «И все это время ты меня по морде лупил, чтобы я очнулся?» «Нет, я начал, когда ты закашлял. А до этого просто свалить хотел». «И почему не свалил?» «Да неудобно как-то», — поморщился он. «Мы, может, и не друзья, но ты мне здорово помог на тюрьме. Я тебе, можно сказать, должен. Я вон яму тебе выкопал, похоронить по-человечески хотел, а ты вдруг кашлять начал. Ну, я и...» «Понятно», — остановил я словесный понос. «Пора сваливать. Мы и так много времени зря потеряли». «Выходит, что эти ублюдки так и не поплатятся за наших?» «А вот этого я не говорил», — ухмыльнулся я. «Но теперь все будет чуточку сложнее. Мы попробуем навязать им...» «Эй, Иван!» На ломаном русском языке донеслось сверху. «Выходить или быть мертвый?» «Ну, пиздец. Допрыгались», — выдохнул я. «Выходить, Иван! Сейчас граната лететь!» «Не нужно гранату, мы выходим!» Вместо меня прокричал Жухлый, а затем перешел на заговорщицкий шепот. «Че делать-то, шеф?» «Ни хера!» — буркнул я. «Можно подумать, у нас есть какой-то выбор». «Эй, Иван, хватит ждать! Граната лететь через 5, 4...» «Мы выходим!» — Жухлый схватился за веревку. «Ты как, Тень, сам подняться сможешь?» «Вот сейчас и проверим», — пробормотал я. «Интересно, как они нас нашли?» «Наверное, по свету», — предположил Жухлый, уже начав подъем по веревке. «Здесь такая светомузыка была, что ее, наверное, из космоса было видно».
«Молчать, Иван!» — резко оборвал его Синий. «Выходить и молчать!» «Чтоб тебя черти дрючили!» — прошипел Жухлый, но все же продолжил подъем молча. Я не без труда поднялся на ноги, но теперь хотя бы смог на них удержаться. Самочувствие улучшалось с каждой секундой, но все-таки восстанавливалось не так быстро, как того требовала ситуация. Наверняка за нами отправили небольшой разведывательный отряд, максимум человека 4. И в нормальном состоянии, в ближнем бою, я мог бы попытаться их отделать. Но сейчас мне легкого поджопника хватит, чтобы я потерялся, так что о сопротивлении придется на время забыть. Впрочем, убивать нас не спешат, а значит, мы нужны им живыми. Пока непонятно зачем, но, полагаю, скоро мы это выясним. Глава 6. Салочки. Попытка оценить ситуацию с помощью дрона ни к чему хорошему не привела. Его сбили быстрее, чем я успел что-либо понять, а затем, до кучи, синие заглушили все сигналы. Я благоразумно оставил все оружие в яме и быстро присыпал его грунтом, чтобы враги сходу не нашли. Если повезет, оно меня дождется. Схватившись за веревку, я не спеша полез наверх, делая вид, что мне это дается не так просто. В общем, имитировал слабость. Но стоило показаться на поверхности, как меня подхватили и тут же уложили мордой в землю. Руки завернули за спину и сковали наручниками, и только после этого позволили подняться. Но не полностью, только на колени. Жухлый находился рядом, в той же позе. Как я и предполагал, отряд оказался небольшим. Стандартная разведывательная группа из тех, что осматривала периметр. Жухлый, скорее всего, прав. Они явились на светопредставление. И мы могли бы заметить их появление заранее, если бы я не пребывал в отключке. Ну а мой напарник оказался слишком туп, чтобы присматривать за подходами, пока я пускал пузыри из жопы. Однако нас пока не убили, а значит, еще есть надежда. Можно даже попробовать побрыкаться, но для этого придется выждать удобный момент, пока наше положение оставляет желать лучшего. «Что нашел, Иван?» — с жутким акцентом спросил европеец. Мы продолжали молча сверлить его взглядом. «Отвечать!» — рявкнул он и ударил Жухлого сапогом в живот. Видимо, он решил, что если на моих глазах забьет самого здорового, то тем самым внушит мне страх. Ему и в голову не пришло, что из нас двоих именно я обладаю авторитетом. Ну, так еще бы, ведь выгляжу я совсем обычно, несмотря на то, что обладаю достаточными навыками, чтобы ушатать всю их бригаду. В моем случае огромная мускулатура была бы только помехой. Помню, еще в самом начале, когда я делал первые шаги в изучении боевых искусств, к нам в секцию пришел паренек. Крепкий, мускулистый, сразу видно, что тягал железо не один год. Выглядел он внушительно, но стоило ему встать в спарринг, как вся эта гора мышц тут же обернулась против него. А все потому, что удар в разы быстрее, если его наносить из расслабленного состояния. Вот только бодибилдеры всегда напряжены, отчего движения скованы и неуклюжи. Нет, впоследствии он научился пользоваться своим телом и даже места на соревнованиях начал занимать. Вот только рельеф постепенно пропал, а сам он стал выглядеть как обычный человек, ну, может, чуть крепче других. Я же никогда не прикасался к тренажерам, предпочитая работать собственным весом, отчего моя внешность была обманчива. «Я повторять вопрос! Что нашел, Иван?» Устав от избиения Жухлого, хриплым голосом выдохнул европеец. «Ничего мы там не нашли. Можешь сам спуститься и проверить», — все же заговорил я и как мог попытался изобразить страх. «Мы все видеть», — приблизив ко мне лицо с ухмылкой, произнес тот. «Иван, нас не обмануть!» «Да я честно говорю!» Добавив в голос немного нытья, продолжил отпираться я. «Мы просто копали, а потом что-то засияло. Я не знаю, что там, мы ничего не нашли. Там только камни и земля!» Подсокал языком он. «Иван, не хотеть жить! Плохой Иван!» Как же мне хотелось вцепиться зубами в его глотку. Но я понимал, что это не приведет ни к чему, кроме моей смерти. Нет, скорее всего, этим наша беседа и завершится, но вдруг мне все-таки повезет и подвернется удобный момент, чтобы забрать с собой хотя бы парочку ублюдков. Европеец отвернулся и что-то промяукал на английском. Видимо, попросил своих спуститься и проверить правдивость моих слов, потому как двое бойцов двинулись к провалу. И да, вскоре они один за другим исчезли в прорехе, используя нашу веревку. И мы остались вдвоем против 4. Отличный расклад, если бы у меня были свободные руки.
Хотя прыгать в рукопашную схватку против вооруженных автоматами бойцов все же не лучшая идея. Но я был готов именно к последнему бою. Гнев переполнял душу, и приходилось прилагать немало усилий, чтобы сдержаться. Снова этот мяукающий картавый язык, после чего еще один из бойцов сместился к дыре. Я, наконец, решился, потому как более подходящего момента может и не представиться. Обменявшись взглядами с Жухлым, я сорвался с места и бросился в сторону того бойца, что стоял на краю провала. Да, может, таким образом я его не убью, но падение с высоты в 6 метров все равно не пройдет бесследно. Позади дважды хлопнул автомат, но, видимо, из-за неожиданности пули прошли мимо. А затем раздался звук падающего тела и какая-то возня. Похоже, Жухлый понял намек и тоже ввязался в драку. «Don't shoot! Don't shoot!» — закричал кто-то из европейцев. А я уже достиг цели и со всего разгона толкнул плечом бойца у ямы. Тот нырнул вниз, даже не успев понять, что происходит. И в этот момент тело пронзила острая боль. Все мышцы скрутило судорогой, стало невозможно дышать, мир перед глазами померк, но я не отключился. Все, что происходило со мной, в один миг отошло на второй план. Я даже на мгновение забыл о боли. Сквозь мутную пелену я с удивлением смотрел на город. Величественный, огромный мегаполис, выстроенный из камня. Колоннады ровными рядами украшали улицы, резные фасады зданий выглядели так, словно кто-то украсил их к празднику. Такого великолепия я не видел даже на картинках. Это длилось всего мгновение, но образ великолепного города еще долгое время стоял у меня перед глазами. Гул в ушах постепенно затих, и сквозь него вырвался мяукающий гомон европейцев. Они суетились, о чем-то переговариваясь. В целом я кое-что понимал, например, фразу «Are you okay?». Позже командир справлялся о здоровье упавшего в яму. Вскоре его вытянули, и, к моему глубочайшему сожалению, он был вполне себе окей. Зато мы с Жухлым не очень, потому как в следующую секунду на наши тела посыпался град ударов. Били нас сознанием дела, полностью игнорируя голову, чтобы мы, не дай бог, не отключились, и прочувствовали всю экзекуцию до конца. Я всячески пытался смягчить попадание, то сворачивался калачиком, то крутился ужом, но положение явно было не в мою пользу. Кишки отзывались резкой болью после каждой встречи с тяжелой обувью, а спина наверняка превратилась в один большой синяк. Радовало, что мы все еще оставались живы, и я все никак не мог понять, почему. Однако ответ не заставил себя долго ждать. Закончив избиение, с нас срезали одежду, даже трусы сняли, извращенцы. Но самое интересное нас ожидало на рассвете. Нас приковали наручниками друг к другу, а Жухлова заставили проглотить ключ. А спустя несколько минут мы вновь стояли на коленях, а русскоговорящий европеец присел перед нами на корточки. «Что, Иван, думать ты крутой? Сейчас я показать тебе, кто крутой. Я дать тебе шанс и посмотреть на крутой Иван». «Говорить вначале научись, гондон картавый!» — огрызнулся Жухлый и тут же заполучил звонкую пощечину. «Я сегодня хорошее настроение, это ваш удача!» — продолжал ухмыляться европеец. «Я настолько добрый, что даже дать тебе оружие!» К моим ногам упал крохотный перочинный нож, которым даже карандаш наточить казалось проблематично. «А еще дать вам фора! Целый час! Но потом я вас убивать! Насмерть!» Я не сдержался и хмыкнул над последней фразой. «Тебе смеяться?» — тут же отреагировал он. «Я посмотреть, как смеяться последний! Бежать, сучки!» — рявкнул он и зачем-то несколько раз выстрелил в воздух. «Я говорить, бежать!» Не дожидаясь пинка, я подхватил игрушечный нож, которому место только на ключах в качестве брелока, и мы с Жухлым рванули в лес, мелькая среди деревьев голыми задницами. Видимо, эта картина показалась синим очень забавной, и они грохнули дружным хохотом нам в спины. Избитое тело отдавало резкой болью при каждом шаге, но пока по венам блуждал адреналин, мы упорно перли вперед. Естественно, дорогу при этом не разбирали, отчего кто-нибудь из нас периодически падал, неминуемо утягивая за собой товарища. В ступни постоянно впивались корни и мелкие камешки, что сильно влияло на скорость. А Жухлый так и вообще умудрился разодрать большой палец, когда споткнулся. «Стой!» — придержал приятеля я, и наручники жестко врезались в запястье. «Так мы далеко не уйдем. Да и понтов с нашего забега, с Гулькин хуй. У них дроны, стволы и вездеход, они нас вычислят уже минут через 10. «Че предлагаешь?» «Зашкериться и напасть первыми». «Мы вроде уже пытались, нет?» «Сейчас все иначе. У нас есть реальный шанс победить». «Кого? Вооруженных солдат? Тень! Не гони хуй
Они нас под орех разделают!» — взвизгнул он. Приятель явно был на панике. Глаза бегают, понимание происходящего ноль. Да он, скорее всего, меня даже не слышит. «Заткнись!» — рявкнул я и всыпал ему ладонью по уху. «Все? Успокоился?» «Вроде», — помотал головой он. «Да, нормально. Извини. Что делать-то?» «Место найти для засады», — осматриваясь, ответил я. «Желательно вообще окопаться. Но нечем. Да и времени нет». «И где мы сейчас такое найдем?» Жухлым снова овладевал страх. «Мы здесь уже проходили», — попытался успокоить его я. «Там левее небольшой овраг должен быть. Мы там еще воду в роднике набирали». «Да нахуй нам всралась твоя вода!» — сорвался на крик он. «Валить надо! Как можно дальше! Пусти, блядь!» Жухлый дернул меня так, что я полетел носом в землю. Не знаю, что на меня нашло в тот момент, но крыша отвалилась окончательно. Гнев, который я сдерживал все это время, наконец-то нашел выход. Мозги попросту замкнуло, и я совершенно не понимал, что делаю. Не поднимаясь с земли, я резко развернул тело и, получив достаточной инерции, со всего размаха ударил ногой Жухлова под колено. Он тут же грохнулся на спину. Наши руки все еще оставались скованными, что позволило прекрасно завершить прием. Зажав его конечность между ног, я как следует надавил на запястье, используя бедро в качестве точки опоры. На ринге в этот момент бой бы был остановлен. Но сейчас нам не мешал рефери, да и правилами я не был скован, а потому довел начатое до конца. Послышался влажный хруст сустава, а Жухлый завопил так, что птицы с деревьев послетали. И этот крик, наконец-то, вернул мой разум в реальность. Я вдруг понял, что натворил. Мало того, что я сделал товарища инвалидом, так еще и указал противнику наше точное местоположение. Гнев хоть и улетучился, но адреналин все еще зашкаливал, продолжая туманить мозг. Я просил приятеля заткнуться, закрывая его рот ладонью. Да где там? Вытерпеть такую боль выше человеческих сил. А время и фора катастрофически утекали сквозь пальцы. Возможно, в будущем я еще не раз пожалею о содеянном. Скорее всего, совесть будет медленно пожирать меня изнутри на протяжении всей моей жизни. Но пока она у меня есть, я не желаю с ней расставаться. Коротким ударом я перебил Жухлому трахею, но это оказалось не лучшей идеей. Утратив возможность дышать, он принялся трепыхаться с такой силой, что едва не оторвал мне руку. Пришлось сменить позицию и перехватить товарища на удушающий прием. Нет, душить того, кто и так сейчас задохнется, я не собирался. Подсунув предплечье под подбородок товарища, я навалился всем корпусом на его затылок, а затем резко толкнул всей массой вперед, чтобы сломать ему шею. От потери связи с мозгом конечности понесло в адский танец. Тело и без того противилось смерти, а когда та вдруг явилась за душой, организм напрочь отказался в это верить. Удержать человека в таком состоянии невозможно, кто бы что ни говорил. Буйный псих в момент припадка — это утренник в детском саду по сравнению с умирающим насильственной смертью. И хоть длилось это недолго, наручники порвали мне запястье до самого мяса. Я пытался освободиться всеми возможными способами. Пинал руку Жухлова в попытке сломать большой палец. Нога постоянно соскальзывала из-за крови, да и размахнуться как следует не получалось. Я даже хотел отгрызть ему палец, но это оказалось еще более тупой затеей. А время продолжало утекать. Какой только бред не приходит в голову, когда человек находится в состоянии близком к сумасшествию. А именно где-то здесь, на самой грани, сейчас балансировал я. Слезы бесконечным потоком текли из глаз, адреналин превращал кровь в раскаленную лаву, и когда взгляд наткнулся на утерянный в драке нож, решение самостоятельно всплыло в воспаленном воображении. Оставив труп товарища с разбросанными вокруг него кишками, я рванул в сторону, пытаясь как можно скорее увеличить разрыв с охотниками. В висках, словно набатом, раздавался стук сердца, мысли путались, напрыгивая одна на другую. Но самым поганым был запах и привкус дерьма во рту, и мне никак не удавалось от него избавиться. Даже ветка хвои, казалось, лишь усиливала его. А потом я сплюнул эту горечь, замер на мгновение и снова осмотрелся. Да, это место прекрасно подходило для засады. Небольшая ровная площадка в низине, где ручей, что бежал от родника, растекался в приличную лужу. Песчаное основание без проблем поддавалось голым рукам, и вскоре я нырнул в ледяную воду, прячась от тепловых сканеров дрона. Шок от холода моментально выбил из головы всякую дурь и снова запустил сердце в бешеный скач. Но долго я так не продержусь. Вроде как при температуре воды от 2 до 5 градусов человека ждет летальный исход. Максимум через 15 минут. Гипотермия наступит гораздо раньше, а мне еще нужно в схватку вступить. Так что спрятаться здесь, похоже, не такая уж и прекрасная идея.
Примерно такие мысли крутились в голове, когда я мазал рожу илом, чтобы окончательно слиться с ландшафтом. Охотники были уже близко, я прекрасно их слышал. Да они даже не пытались таиться, разговаривали и хохотали во весь голос, понимая, что я перед ними беззащитен. Я четко осознал момент, когда они наткнулись на тело Жухлова. Эти выкрики, когда охотник находит след жертвы, не спутать ни с чем, даже если ты совершенно не понимаешь язык противника. Мне оставалось только молиться, чтобы эти мудаки сейчас разделились. Учитывая их уверенность в своем превосходстве, именно так они и поступят. Даже я бы совершил такой ход, будь на их месте. Ну а что, кого им бояться? Голову раненого одиночку? Меня уже натурально трясло от холода. Мысли по поводу глупости противника не очень-то помогали расслабиться. Я уже готов был сдаться, как вдруг услышал над головой назойливое жужжание. Подсказки мне были не нужны. Уж чего-чего, а как работает дрон, я прекрасно знаю. Во мне словно второе дыхание открылось. Я моментально взял тело под контроль, расслабил все мышцы и перестал трястись. Робот облетел низину и умчался дальше, вдоль оврага. Вскоре сверху донеслись голоса, и, судя по тому, что я слышал, обход данной местности совершали всего двое. А через некоторое время я их даже увидел. Они замерли у самого склона, внимательно осмотрели низину, но меня так и не заметили. Не так-то просто рассмотреть грязную рожу на фоне грязи. К тому же обзору мешала высокая трава и жидкий кустарник, которые оккупировали территорию возле воды. Один из охотников присел на корточки, изображая опытного следопыта. Он что-то промяукал своему напарнику, а затем указал в противоположном от меня направлении. Тоже мне мастер. «Эй, Иван!» — крикнул он, а затем добавил что-то на английском. «Сейчас я тебе покажу, блядь, Ивана!» — прошипел я. Как только преследователи скрылись из вида, я покинул свое убежище и, стараясь не шуметь, пригибаясь, рванул вслед за ними. Вот сейчас я был очень рад своей наготе. Ступни чувствовали старые ветки прежде, чем я переносил на них вес, что позволяло быстро сместить ногу в сторону. Я не издал ни единого звука, пока догонял своих палачей, которые беззаботной, неспешной походкой шагали навстречу со смертью. Человек, каким бы он ни был крутым, на самом деле очень хрупкий. Нужно просто знать, куда бить и как сильно, чтобы отключить работу организма. Вначале я хотел свернуть шею одному из ублюдков, но на самом деле затея так себе. Это только в кино ловким движением руки герой убивает врагов направо и налево. На деле же такой прием может завершиться простым падением оппонента. Сломать шею и разорвать при этом нервное окончание не так-то просто, а потому я выбрал наиболее действенный способ. Да, возможно, сразу он и не убьет, но зато гарантированно выключит. И времени займет всего доли секунды. Удар ребром ладони по сонной артерии свалит с ног кого угодно. А если нанести его с достаточной силой, возможен и летальный исход. Жалеть этих ублюдков я не собирался, потому вложил в выпад всю свою силу и знания. Вышло замечательно. Боец шел и о чем-то трепался с коллегой. Как вдруг споткнулся и полетел рожей в траву. Естественно, при таком раскладе до друга не сразу дошел весь смысл происходящего. А многого я и не просил. Всего-то мгновение, чтобы атаковать оставшегося. И никаких красочных приемов я не изобретал. А точно так же сухо и лаконично отправил противника спать, перебив подачу крови к мозгу. Было огромное желание пристрелить мудаков, но делать этого я не стал, хотя оружие, конечно же, забрал в первую очередь. Нет, в живых я их тоже не оставил. Не совсем идиот. Просто несмотря на то, что оружие было довольно бесшумным ввиду отсутствия порохового заряда, все же звуков в момент выстрела производило достаточно. Лязг затвора, сам полет пули, особенно если настроить магниты на сверхзвуковой разгон снаряда. Но даже на дозвуковом небольшой хлопок всегда слышно, а я понятия не имел, где находятся остальные. Короче, я просто перерезал им глотки, предварительно сняв с одного из них куртку. Переодевание много времени не заняло, больше провозился с ботинками. Очень уж непривычная была у них система регулировки размера. То ли дело наши, 2 крутилки и никакой электроники. Европейцам же обязательно нужно повыпендриваться и заблокировать настройки биометрической защитой. Зачем? Они что, друг у друга обувь воруют? Но в итоге справился, подогнал все под свою ногу, и вдруг в голову пришла совсем уж сумасшедшая мысль. Если они блокируют ботинки, что мешает им поступить так с оружием? Слава богу, что этот бред возник в моей голове, и я даже решился его проверить. Нажатие на спуск так и осталось просто нажатием.
В том смысле, что оружие отказалось стрелять, а на крохотном дисплее высветилась надпись «Locked». К сожалению, инструкция к этому дерьму не прилагалась. Я потыкал пальцем владельца во все очевидные места, но выстрела так и не последовало. В итоге я просто плюнул на все и как следует приложил оба автомата о дерево. Хрен знает, сломал или нет, но в одном что-то заискрило, а у второго немного погнулся ствол. Зато у меня теперь было 2 приличных ножа. Гранаты я тоже брать не стал. Скорее всего, их также заблокировали биометрией, и, возможно, она напрямую привязана к шлему. А тот в качестве доступа сканирует сетчатку, а может даже каким-то образом анализирует ДНК. Короче, вряд ли мне удастся обмануть его в полевых условиях. Европейцы сильно гордятся своими изобретениями, но им невдомек, что на войне побеждает простота. Ведь порой приходится брать в руки оружие погибшего рядом товарища. Да дело даже не в этом. Чем проще конструкция, тем меньше деталей может выйти из строя, а значит, повышается надежность. И прямое тому доказательство легендарный автомат Калашникова, который простоял на вооружении большинства стран мира почти 150 лет. Ходят слухи, что некоторые до сих пор предпочитают его новым магнитно-индуктным образцам. Хотя хрен знает, что там произошло на Земле за время нашего отсутствия. Тем не менее, вооружившись ножами, заполучив одежду и обувь, я почувствовал себя намного уверенней. Вот только адреналин наконец сошел на нет, и на его смену пришла дикая усталость и боль. Истерзанное побоями тело ныло, порванное наручниками запястье соднило и дергало. Хорошо, что аптечки у европейских воинов были доступны без всяких выкрутасов. Подхватив одну из них, я скрылся с места преступления и засел в кустарнике метрах в 300. Наспех перевязал руку, отыскал среди запасов шприц с надписью «Energy» и вколол его содержимое себе в бедро. Коктейль оказался очень хорошим, и уже через пару минут боль начала отступать, а тело наливаться той самой энергией, о которой гласила надпись. Вот теперь можно продолжать войну. Я больше не дичь. Теперь настала моя очередь выслеживать добычу. Глава 7. Немного новостей. Первым делом я вернулся к трупу Жухлова, а уже от него двинулся по следам европейцев. Мне очень хотелось оставить русскоязычного на потом, но, увы, судьба распорядилась иначе. Некоторое время я преследовал 2 охотников, а затем ушел в сторону и помчался на перерез. Бегать по пересеченке — то еще удовольствие, но опыта мне хватало. На охоте не раз приходилось догонять раненого зверя. А иначе никак. Чуть зазевался, и твоя добыча сразу станет завтраком для пробегавшего мимо хищника. Выскочив на предполагаемую точку пересечения маршрутов, я снова затихарился, всматриваясь в пустоту между деревьями. И едва сдержался, чтобы не запрыгать от радости. Мои цели разошлись в стороны, чтобы обыскать большую площадь. В некоторые моменты они наверняка теряли друг друга из вида, что было мне только на руку. Осторожно, стараясь не производить лишнего шума, я пошел на перехват одного из них. Издалека было не понять, мой ли это клиент. Все-таки мне очень хотелось пообщаться. И если я ошибся, то придется обходить их еще раз, чтобы сделать все тихо. Однако мне повезло, и тот, кого я собирался сейчас убрать, русским языком не владел. Я выскочил на него, словно чертик из табакерки, и тут же нанес удар ножом в горло, буквально пробив его насквозь. Боец выпучил глаза, но его мозг еще некоторое время не понимал, что хозяин уже мертв. Он пытался кричать, по крайней мере мне так показалось, когда он несколько раз раззявил хавальник. Вот только клинок, торчащий в гортани, не позволял выдавить ни малейшего звука. А чтобы он ненароком не выстрелил, я повалил его на землю и, поджав под себя руки противника, дважды приложил ему лбом в переносицу, окончательно лишив воли к сопротивлению. Как только он поплыл, я свободной рукой схватился за рукоятку ножа и несколько раз качнул его в стороны, максимально расширяя рану. Хотел даже провернуть, но кость позвоночника сильно мешала. Впрочем, хватило и этого, чтобы в гортани забулькала кровь, заполняя его легкие. Несмотря на всю хрупкость человеческого тела, подыхал этот ублюдок долго. Пытался даже трепыхаться, но моих знаний биомеханики хватило, чтобы его удержать. И все же наша возня не осталась незамеченной. «Бен! What have you got there?» — промяукал напарник. «Бен! Answer me, motherfucker!»
Пришлось срочно уносить ноги и прятаться. Синий безошибочно вышел на мертвеца и тут же схватился за оружие, выставив его вдоль глаз. Он резко ворочал стволом, пытаясь меня отыскать. При этом постоянно что-то выкрикивал на своем картавом языке. Уже в который раз я пожалел, что не нашел времени для его изучения, поскольку до меня не сразу дошло, что он вызывает подкрепление. Лишь когда вдалеке раздался треск веток, я догадался, чем дело пахнет. Больших усилий требовалось, чтобы удержать себя на месте. Хотелось выскочить и заставить Синего заткнуться. Вот только толку от этого уже никакого, а засветиться можно легко. Да, я мог убить его прямо сейчас, однако мои желания слегка отличались от возможностей. А вырубить его и скрыться с телом уже не получится. Драться с 3 вооруженными солдатами при помощи ножа даже не смешно. Меня изрешетят раньше, чем я доберусь до первого. И самое страшное, что уйти я сейчас тоже не мог. Любое неосторожное движение меня сразу демаскирует. Везунчиком меня точно не назовешь, хотя это с какой стороны посмотреть. Я успел лишь мысленно выругаться, когда среди деревьев эхом заметалось назойливое жужжание. В азарте охоты я напрочь забыл о присутствии дронов, за что моментально поплатился. Синие больше не планировали взять меня живым. Вообще, зная они, кто я такой и на что способен, пристрелили бы меня сразу, возле той злополучной ямы. Только их излишняя самоуверенность и желание повеселиться позволили мне прожить чуть дольше. Но любому везению рано или поздно приходит конец. Русскоговорящий боец резко развернул в мою сторону автомат и тут же вдавил спуск. Меня спасло лишь то, что его оружие было настроено на бесшумную стрельбу, а именно на дозвуковой выброс пуль. Их энергии попросту не хватило, чтобы добраться до меня сквозь густые ветки кустарника. Да, куст тоже не выдержал, но смог отклонить первый залп. Второго я дожидаться не стал и прямо на четвереньках ломанулся прочь от опасного места. Позади раздались картавые возгласы, и, судя по командирскому тону, предназначались они вовсе не мне. Походу, сейчас меня попытаются загнать, как дикого зверя, чтобы вывести на одного из охотников. Мое местоположение они знают наверняка, ведь этот чертов дрон висит над макушкой, словно привязанный. Сейчас мой единственный шанс на спасение — скорость, главное не дать им себя обойти. Вот ведь 1000 раз зарекался сделать себе рогатку. Сейчас бы она пришлась как нельзя кстати. Чтобы снести дрон, ее мощности хватит с большим запасом. Да даже просто дезориентировать противника камнем в лицо. Ну, чего нет, того нет. А спасаться как-то нужно. Прикрывая лицо руками, я с треском продирался сквозь кусты. Помогало слабо. Ветки то и дело хлестали по щекам, разрывая кожу. Но я упорно пер вперед и старался не сбавлять темп. Пока еще у меня есть слабая фора. Данное направление я выбрал не просто так. Там впереди меня ожидал горный ландшафт, а это всевозможные ущелья и пещеры, где можно спрятаться даже от зорких датчиков дрона. Бежать стало сильно сложнее, и не только из-за смены уклона. Под ногами все чаще попадались камни, на которых того и гляди лодыжку подвернешь. Лишиться маневренности в моем положении равнозначно смерти. А потому в угоду внимательности пришлось сбросить скорость. Впрочем, противник наверняка сделает то же самое. Я позволил себе остановиться. Ненадолго, буквально на пару секунд. Подобрав несколько камней, друг за другом швырнул ими в дрон. Один даже пролетел в опасной близости от искусственной птички, и хозяева тут же убрали ее на безопасное расстояние. Как раз именно этого я и добивался. Ну а если бы по счастливой случайности попал в цель, вообще бы ни разу не расстроился. Вряд ли смогу объяснить, зачем я, сломя голову, бежал в горы. Казалось логичным то, что здесь у меня больше шансов скрыться. Но в реальности пещера могла за мгновение стать смертельной ловушкой. Одна граната и все. Либо я навеки погребен под скальным основанием, либо сдохну от осколков, которые взорвут мое тело в труху. Но мне словно кто-то нашептывал, что там я непременно найду спасение. Да и процесс метания камней будто кем-то навязан. Дыхание с хрипом врывалось в легкие, перед глазами все плыло, а ноги налились свинцом и отказывались нести тело дальше. Каждый новый шаг, а бежать я уже не мог, давался с огромным трудом. Радовало одно — европейцы чувствуют себя не лучше, иначе я уже давно схлопотал бы очередь в спину. Но нет, их голосов даже не слышно. Лишь этот проклятый дрон, не переставая, жужжит где-то сверху. Шаг за шагом я продолжал подниматься.
На некоторых участках приходилось останавливаться, чтобы отыскать более безопасный путь. Горы коварны, здесь нельзя постоянно идти напрямую. Они то и дело подбрасывают непреодолимые препятствия в виде отвесных участков или настолько сыпучего гравия, что того и гляди сверзишься до самого подножия. Каждая такая пауза заставляла нервничать, ведь в отличие от меня у преследователей есть четкий маршрут, им не нужно искать обход, так как я прекрасно справляюсь с этой задачей. Иногда мне казалось, что я двигаюсь по какой-то тропе. Да, заросли здесь повсюду, и порой такие, что продраться сквозь них удается с большим трудом. И тем не менее я каждый раз ступаю по относительно ровной поверхности. Словно когда-то давно кто-то вырезал этот путь прямо на теле скалы и не забыл учесть всю сложность ландшафта. Хотя не исключено, что это козьи тропы, а может и каких-то других зверей, предпочитающих жить повыше от хищников. Присматриваться, к сожалению, было совершенно некогда. Наконец-то на глаза попалось именно то, что я искал. Некая расщелина, которая брала начало из темного провала пещеры. Не думая о последствиях, я нырнул внутрь и, сделав несколько шагов, замер. Просто потому, что перестал что-либо видеть в полной темноте. Здесь пахло сыростью. А когда глаза привыкли к полумраку, я откровенно удивился ровному полу. Нет, он, конечно, был знатно усыпан камнями различной фракции, но при этом все равно оставался идеально ровным. Природа таких вещей не приемлет. А значит, я снова забрел туда, где побывала рука человека. Или, как там себя называла, местная форма разумной жизни. Только сейчас до меня дошло, что все это время не я выбирал путь. Точнее, я, но с чьей-то подачи. Кто-то невидимый подсказывал мне направление, и да, та тропа не была козьей, слишком уж широкая и ровная. Звери так даже в поле не ходят, предпочитают петлять, словно пьяный комбайнер. Однако сейчас мне было совершенно не до любопытства, шкуру бы спасти. А потому вместо того, чтобы исследовать странное образование, я бросился на поиск укрытия. И, как оказалось, вовремя, едва я скрылся под лежащим по диагонали валуном, сюда влетел дрон. Его жужжание тут же заполнило пещеру. Вспыхнули фонари, отбрасывая на стены причудливые тени. Некоторое время он кружился в огромной первой галерее, а затем нырнул в один из узких тоннелей. Я не двигался и попытался как можно тише дышать. В замкнутом каменном пространстве казалось, что его слышно за километр. Вскоре раздался гул голосов, а затем появились и их обладатели. Сейчас я не боялся взрыва гранаты. В таком огромном пространстве она вряд ли причинит мне много вреда. Хотя контузию обеспечит. Но я не думаю, что европейцы станут их применять. Ведь они хотят видеть мой труп, а подрыв породы может лишить их этого удовольствия. «Эй, Иван! Мы знать, что ты здесь!» Гулко обозначил себя командир отряда. «Выходите, я убивать тебя быстро!» Хруст гравия под ботинками выдал тот факт, что внутрь они все-таки вошли. Спустя несколько секунд пространство вновь заполнило жужжание дрона. В целом, мне это тоже на руку. Так они меня не услышат, когда я перейду к активным действиям. Осторожно высунувшись из укрытия, я определил положение противника. Командир четким силуэтом выделялся на фоне входа, двое других уже плавно двигались вдоль стен, держа оружие вдоль глаз и готовы в любой момент открыть огонь. Один из них как раз направлялся в мою сторону. Он на мгновение замирал перед большими валунами, а затем резко заглядывал за них. При каждом раскладе неожиданной атаки у меня не выйдет. Плюс командующий контролирует всю пещеру от входа, а дрон быстро подскажет ему, где конкретно начался кипиш. «Диего, what the fuck is this?» Привлек его внимание один из бойцов. Впрочем, не только его, я тоже обернулся на голос, а там действительно творилось нечто странное. Один из тоннелей светился. Не так, будто кто-то включил в нем свет, а словно внутри что-то двигалось, притом совершенно бесшумно. Свет постепенно усиливался и вскоре сделался таким ярким, что было невыносимо держать глаза открытыми. Первым в крутое пике ушел дрон. В навалившейся тишине я отчетливо услышал, как он брякнулся на камни. От входа донеслось «щит», сопровождаемое топотом ног. Похоже, остались двое против одного. И этот расклад куда как веселее, даже несмотря на наличие оружия в руках противника. Жаль, глаза не открыть, то бы я с удовольствием воспользовался замешательством. Но, как оказалось, я сильно опережал события в своих догадках. Едва мысль об изменении в соотношении сил покинула мозги, как раздался взрыв.
Нет, 2 взрыва, просто одновременных. Это я определил по крику, который донесся с 2 сторон. Свет тут же погас, и я, больше не теряя ни мгновения, выскочил из своего убежища, заново привыкая к полумраку пещеры. Противника я обнаружил в плачевном состоянии. Руки бойцов выглядели так, словно их прокрутили через мясорубку. Еще один минус энергетического оружия — аккумуляторы, которые управляют электромагнитами, имеют свойство взрываться. Да, такое случается крайне редко, но все же бывает. Однако военные, проанализировав все плюсы и минусы, все-таки взяли новинки на вооружение. И я их понимал. Одна только емкость магазина чего стоит, плюс бесшумность стрельбы. В живых я бойцов не оставил. Перерезал им глотки и поспешил за их командиром. Ох, как же мне хотелось поближе взглянуть на загадочные тоннели явно рукотворного происхождения. Об этом говорила их ровная арочная форма. Но допросить Синего я хотел еще больше. В первую очередь меня интересовало, что происходит дома, на земле. А пещера с ее загадками никуда не денется. Столько лет простояла, так что пара часов погода не сделает. Побегать пришлось знатно. Командир оказался довольно шустрым, к тому же преследование сильно усложняло наличие оружия. Несколько раз мне приходилось прятаться от пуль за валунами. В любом случае, я бы плюнул на гонку и отпустил засранца, чтобы впоследствии застать его врасплох. Но этот ублюдок наверняка вызвал подкрепление. Я бы на его месте именно так и поступил. Вообще странно. Группа, которая должна проверять периметр, пропала больше, чем на сутки, и никто не чешется. Хотя, возможно, командир предупредил своих, что собирается поохотиться. Хрен их там разберешь, этих синепупых. Нет, на самом деле выглядят они нормально, по-человечески. Синими мы их называем из-за флага. Ну, то такое. Казалось бы, спускаться должно быть легче, чем ползти вверх по крутому склону. Но фактически все с точностью, да наоборот. Легкость обманчива, и любое неосторожное движение неминуемо приведет к падению. Так и произошло. Европеец оступился и кубарем полетел вниз, благо отвесные участки остались позади, хотя возможностей убиться в горах хватает. Синего остановило дерево, в которое он влетел со всего разгона прямо спиной. Я невольно поморщился, наблюдая эту картину, и, честно говоря, уже решил, что останусь без информации. Но нет, парень оказался крепким орешком. Пока я к нему подбирался, он успел продышаться и даже предпринял попытку встать. Да где там? Я оказался быстрее. «Лежать, сучка!» — выдохнул я и, отбив ствол автомата в сторону, пнул его в живот. Успел в самый последний момент. Еще бы секунды, и лежать мне рядом с пулей в брюхе. Повезло, что он находился в ауте после встречи с сосной. Еще несколько пинков уже в лицо окончательно выбили из него дух. Сейчас мне было не до жалости и сантиментов, приходилось торопиться. Шлем, оружие и одежда сразу полетели в сторону. Хрен знает, где в них может находиться маячок. Не исключено, что он вшит куда-то под кожу. Тогда дело дрянь. Или... Я посмотрел наверх и поморщился. Тащить эту тушу в гору очень не хотелось, но пещера на 100% скроет сигнал. Через такую толщу породы ничего не выйдет наружу. С другой стороны, они ведь все равно увидят, в каком месте исчез сигнал, так что наверняка не станут лениться и проверят, что там такое. Я нарезал из одежды пленного полосы, крепко связал ублюдка. Затем разбросал его шмотки по округе и, взвалив тушу себе на плечи, постарался максимально удалиться от места схватки. Сил хватило ненадолго. Минут через 10 я сбросил Синего на землю, ничуть не заботясь о сохранности груза, и принялся приводить его в чувство. Немного воды на лицо, как следует растереть уши для притока крови к мозгу, ну и совсем немного боли для учащенного сердцебиения, и вуаля, пленник разлепил глаза. Взгляд все еще мутный, но это дело поправимое. Звонкая пощечина быстро взбодрила командира. Он даже промяукал что-то на английском и попытался отползти. «По-русски говори!» — с нажимом произнес я и для острастки добавил еще одну оплеуху. «Тебе конец, Иван!» Он попробовал изобразить ухмылку. «Это мы еще посмотрим», — ответил я и всадил ему нож в бедро. Крик ударил по ушам, зато глазки быстро прояснились, а желание повыделываться ушло на второй план. «На меня смотри, говна кусок! Имя свое назови! Имя я сказал!» «Диего!» — простонал пленный. «Вот умничка!» Я похлопал его по щеке и перестал ворочить клинком в ране.
А теперь ответь мне на пару вопросов, и, может быть, я оставлю тебе жизнь. Ферштейн?» «Я не знать! Я ничего не знать!» «Что происходит на Земле? Почему нам никто не отвечает?» «Я не знать! Снова заорал от боли Диего, потому как второй клинок вонзился уже в левое бедро. Видимо, я слегка переборщил. Пленник поплыл и едва не отключился, пришлось снова принимать меры. Но где же мне набраться опыта? Я ведь впервые в жизни кого-то допрашиваю. Даже понять не могу, врет он мне или нет. «Зачем вы напали на наш лагерь?» Решил сменить тактику я. «Это был месть!» «Что? Какая нахрен месть? Мы вас не трогали!» «Вашей напасть на наш карьер, всех убить!» «Наши? Ты уверен?» «Я!» — перешел он на английский. «Уничтожить вся техника, всех убить! Мы пришел мстить!» «Почему нет связи с землей?» «Я не знать. Мы тоже не получать связь с дом». «Как давно вы здесь?» «Ровно год после вас». «А что ты думал, Иван?» — криво ухмыльнулся Диего. «Только ваш быть умным, мы суметь понять принцип двигатель и построить свой». «Ты видел, кто напал на вас?» «Нет, но все говорить, что это русский». «Дебилы, блядь!» — выругался я. «Когда уже до ваших тупых мозгов дойдет, что нам на вас насрать?» «Я не понимать». «Еще бы! Сколько ваших в лагере на западе?» «Я ничего тебе больше не сказать! Закричал он, так и не закончив фразу. На этот раз я не стал делать в нем новую дырку, а просто поковырялся в старой. Пленник опять поплыл, все-таки болевой порог у него не очень. «Сколько ваших прилетело на эти земли?» 1500. «Ну вот, а говорил, не умею», — похвалил его я и снова с одобрением похлопал по щеке. «Тебе конец, Иван. Скоро здесь быть много наших. Мы успеем отправить 3 корабль, пока был связь. Мы убить почти всех ваш. А вот с этого места поподробней, — попросил я. Здесь есть еще русские?» «Да, ближе к экватор. Стоп, но я же тебе все сказать. Ты обещать!» «Я соврать», — под стать его акценту ответил я и перерезал Диего глотку. Я узнал все, что хотел, а оставаться на месте было уже опасно. И без того наследил выше крыши. Да, возможно, я что-то упустил, и можно было задать еще пару вопросов, но голова соображала с трудом. Адреналин затмил разум. Подхватив фляжку с остатками воды, я осмотрелся и, определив направление, двинул обратно к яме, с которой нас вытащили. Нужно забрать свои вещи, а там уже можно подумать о дальнейших планах. Хотелось, конечно, вернуться к пещере и изучить ее секреты, но лучше немного выждать и понаблюдать за окрестностями. А то как бы не получилось, что я загоню себя в очередную ловушку. С минуты на минуту подлетит подкрепление, к этому моменту лучше бы успеть убраться подальше. Пара дней погоды не сделает, однако данные я получил не самые утешительные. Все еще не ясно, что творится на земле. Здесь поблизости осели 1500 синих, которые жаждут мести за уничтоженный карьер. Плюс этот рой непонятный. Стоп. А что, если на синих напал именно он? Черт. Вот же идиота кусок. Нужно было спросить, что они там копали и где. Ладно, радует одно. Мы не одни на этой проклятой планете. Где-то ближе к экватору есть еще наши. Странно. Почему они с нами не связались? Как давно они прилетели и сколько вообще кораблей было отправлено на Элпис? Впрочем, со связью здесь постоянно творится что-то неладное. Иногда рации переставали работать всего в паре километров от лагеря, а на другой день и за 30 брали так, что, казалось, собеседник находится рядом. Но ведь наши знали, где мы совершили посадку. Даже если мы немного промахнулись, все равно отыскать нас не так-то сложно. С этой планетой явно что-то не так. Может, вначале попытаться отыскать ученых? Они-то получше меня разберутся со всем этим дерьмом. Что-то слишком много я на себя взял, пробормотал я. Нужно как-то систематизировать задачи. Глава 8. Приятель. После убийства Жухлова во мне что-то сломалось. Я это чувствовал.
Одно то, как я без малейших угрызений совести пытал человека, уже говорило о многом. А ведь еще совсем недавно мне приходилось перешагивать через себя, чтобы убить зверя на охоте. Впрочем, это занятие я выбрал по другой причине. Хотел как можно меньше времени проводить в колонии в окружении бывших заключенных. Казалось, что так я избегу нежелательных изменений характера. Не превращусь в беспринципную тварь, которая заботится лишь о себе. А оно вон как вышло. Похоже, от судьбы не убежать. Лес немного успокаивал, хотя мрачные мысли продолжали преследовать. Вначале я хотел обойти место смерти приятеля, но затем передумал. Жухлый заслужил покой. Нехорошо оставлять его тело на растерзание зверью, его нужно похоронить, хоть где-то поступить с ним по-человечески. Однако без компаса и конкретных точек привязки пришлось немало поплутать, и это несмотря на то, что я точно знал место, где лишил жизни товарища. В итоге плюнул на прямой путь и, двигаясь вдоль ручья, вначале выбрался к оврагу, где скрывался от синих в разливе. Уж отсюда я без проблем выйду на Жухлого. Но в мои планы снова вмешались на этот раз стая волков. Их рычание я услышал сразу, как только вскарабкался по склону. От наших земных собратьев они отличались так же, как и другие животные, в первую очередь размером. Взрослая особь в холке достигала 1,5 метров. Длинные передние лапы венчались острыми, загнутыми когтями и отдаленно напоминали человеческие. Пожалуй, даже более грозное оружие, чем клыки. Без оружия с ними лучше не связываться, а в моем арсенале только ножи. А если учесть, что эти твари передвигаются стаями минимум по 6 штук, то мои шансы на победу даже меньше нулевых. «Прости, друг», — прошептал я и снова спустился во враг. Основная цель этого маневра заключалась в том, чтобы сбить хищников со следа. Вода, тем более текущая, не имеет свойства сохранять запах. А в том, что стая рано или поздно заинтересуется очередным теплым куском мяса, я не сомневался. Здесь неподалеку от склона лежали еще 2 тела, за которыми обязательно явятся звери. А уж почуять недавнее присутствие еще одного двуногого для них особого труда не составит. Следовательно, мне стоит поспешить. Вот только тело вновь начало отдавать болью при каждом шаге. Пришлось остановиться и произвести ревизию аптечки, но, увы, второго шприца с энергетическим коктейлем обнаружить не удалось. Обложив себя последними словами за тупость и непредусмотрительность, я поковылял дальше, стараясь держать ноги в ледяном ручье, пока хватало терпения. И снова полоса везения решила от меня ускользнуть. Ручей постепенно отводил меня от нужного направления, а значит, пришла пора с ним попрощаться. Действие препарата к этому моменту уже практически сошло на нет, и ноги я передвигал на чистой силе воли. Физически грозили покинуть меня в любую секунду. Казалось, химия лишь усугубила мое состояние, выкачав все резервы организма. Но останавливаться нельзя. Если наши волки могли без проблем преследовать человека до нескольких суток, то местные звери еще более настойчивы. Остается надеяться, что 3 тел им будет достаточно, чтобы утолить голод, и они не станут гнаться за гипотетической добычей. Тем более, что, пошарив по округе, они смогут отыскать еще 4. Правда, не знаю, посмеют ли они сунуться в горы. Я специально разгонял в себе страх перед смертью. Это придавало сил, которых, впрочем, хватало ненадолго. В тот момент, когда Диего выпустил нас с Жухлым в лес, мне казалось, что мы едва успели отдалиться от охотников. Но сейчас расстояние до склепа выглядело бесконечным. Ноги уже не желали подниматься, и, запнувшись о высокий корень, я полетел рожей в землю. Даже не успел руки перед собой выставить. Боль в разбитом носе и расцарапанной щеке быстро взбодрила изможденный организм. На энергии от адреналина я прошагал еще с километр, когда в небе вдруг раздался вой. Я остановился и прижался плечом к дереву, прячась за его раскидистой кроной. Первым делом я решил, что это синие наконец-то хватились пропавших людей и теперь спешат на поиски, но вскоре сквозь ветви удалось рассмотреть громадную тушу корабля на западе. Кажется, европейцы покидали эти земли полным составом. Осмелившись, я выглянул из-под дерева, чтобы получше рассмотреть происходящее в небе. Хотелось понять, что же так напугало грозных военных. И ответ не заставил себя ждать. Вокруг корабля кружилось нечто.
Оно действительно напоминало пчелиный рой. Черная масса периодически переходила в атаку и играючи оставляла после себя рваные раны в самом твердом сплаве, который только способно придумать человечество. Иногда часть роя отделялась и на некоторое время исчезала внутри, пока оставшаяся продолжала терзать механическую тушу. Жаль, у меня не было бинокля, чтобы рассмотреть все в деталях, но даже отсюда я видел, как люди предпочитали умереть от падения и покидали корабль через бреши в обшивке. Экзекуция длилась недолго, по крайней мере, та ее часть, которую мне удалось ухватить. На несколько минут корабль завис в воздухе, будто поддерживаемый роем, а потом его начало кренить, и он резко нырнул вниз, подчиняясь гравитации. Само падение я не видел. Лишь спустя долгие несколько секунд под ногами задрожала земля, а по ушам ударил протяжный гул и скрежет. Но Рой не думал отступать. Дождавшись падения, он тут же ринулся вниз, чтобы закончить начатое. Из оцепенения меня вывел жуткий вой. А значит, все мои страхи оправдались, и растерзанию трупов волчья стая предпочла охоту на живое мясо. «Да чтоб вас вырвало!» — выругался я и снова заковылял в направлении склепа. Сейчас, когда я понимал, что счет идет буквально на секунды, ноги сами понесли меня к спасительному провалу. Откуда только силы взялись? Я уже перешел на бег, когда между деревьев мелькнули первые туши хищников. Еще чуть-чуть, и они отрежут мне путь. Левый уже начинал забирать в мою сторону. Когда впереди замаячил оставленный европейцами вездеход, я лишь прибавил хода. До спасения оставалось буквально несколько метров. А ведь эти придурки даже не удосужились срезать веревку, за что им отдельное спасибо. В провал я нырнул прямо с разбега, и меня не сильно беспокоил тот факт, что я сожгу все ладони, пока буду скользить по веревке, чтобы хоть как-то смягчить падение. Больше всего беспокоили звери. Шипя от боли, я бросился к дальней стене, чтобы выкопать оставленный там арсенал. Винтовка должна быть заряжена, лишь бы успеть, назойливо стучало в голове. И я успел. Подхватил отворот куртки, в которую наспех замотал оружие, и с силой, шипя от боли в рваных ладонях, потянул его на себя. Оружие выскочило на поверхность, но в самый последний момент кувыркнулось в яму. Возможно, именно это и спасло мою жизнь. Я бросился следом, когда за спиной раздался удар от приземления мощной туши хищного зверя. Его морда возникла над шурфом, когда я уже подхватил ствол и извернулся, словно цирковой акробат, направляя оружие прямо в пасть волка. Выстрел было почти не слышно, даже учитывая то, что я находился в замкнутом пространстве. Башка твари брызнула мозгами из затылка, частью окатив мне лицо. Зверь сдох мгновенно и безжизненной тушей скользнул в яму, заставив меня отскочить, чтобы не оказаться зажатым в момент разгара схватки. Однако ногу мне все же придавило, лишая возможности маневрировать. Второй волчара словно почувствовал мою беспомощность. Он не стал угрожающе рычать, нависая над шурфом, а сразу нырнул вниз и моментально атаковал. Вот только я уже был готов к встрече и не оставил ему ни малейшего шанса на победу. Дважды вдавил спуск, выбивая кровавые облака из уродливой морды. Еще тело безжизненно рухнуло сверху, окончательно зажимая мою ногу. И, как назло, ботинок зацепился за неровность и никак не хотел покидать ловушку. А благодаря высокой шнуровке снять его в данных условиях невозможно. Я извивался ужом, толкал свободной ногой неподъемные туши, но появление третьего волка пришлось встречать в той же позе. Однако эта тварь оказалась умнее сородичей. Он высунулся над шурфом всего на мгновение, а затем попытался зайти мне в спину. Из такого положения я стрелял впервые. Но, как говорится, жить захочешь и не так выкрутишься. У меня аж мышцы в зажатой ноге свело, какую позу пришлось принять, чтобы достать клыкастую тварь, прежде чем она доберется до меня. Палец продолжал давить на крючок даже после того, как третий хищник упал замертво. Паника, страх, боль — все это придавало мне сил. Каким-то неведомым образом мне все-таки удалось высвободить ногу. Но когда я попытался на нее опереться, едва смог сдержать крик боли. Видимо, я все-таки что-то себе повредил, хотя симптомы больше походили на растяжение, а это терпимо. Лишь бы сухожилия остались целы. Остальное до свадьбы заживет. Звери, похоже, поняли, что ужин им просто так не взять, и взвыли десятками глоток снаружи. Я кое-как выбрался из шурфа и занял более-менее выгодную позицию, направив ствол на дыру в потолке. Теперь пусть попробуют сунуться. Больше одного они в этот лаз не пройдут, и я легко смогу перебить их, как в тире.
Но твари не спешили на верную смерть. Наверное, запах крови собратьев отпугивал их. Спустя долгие несколько минут один из волков все же попытался заглянуть в темный провал, но тут же поспешил наружу, получив от меня пулю. Видимо, от усталости попасть точно в голову я не сумел, но зверю хватило, чтобы с визгом отскочить от опасной ямы. Снова раздался дружный вой и топот десятков лап. Запах смерти манил и одновременно отпугивал их. Но в итоге здравый смысл и инстинкт самосохранения победили. Стая ушла. Я устало сполз по стене на землю, все еще продолжая держать провал на прицеле. Еще неизвестно, как далеко они отошли, а вернуться им много труда не составит. Я держался из последних сил, но адреналиновый отходняк доконал меня окончательно. Даже не помню, как отключился. Вот я сидел и внимательно смотрел на дыру в потолке, как в следующее мгновение навалилась тьма. Не знаю, сколько я так провалялся. Несколько раз просыпался от странного шума, казалось, будто кто-то пищит. Но стоило хоть немного пошевелиться, писк прекращался, и я снова проваливался в спасительную темноту. Окончательно проснулся от того, что солнце, пробиваясь в дыру, светило мне прямо в лицо. Голова была тяжелой, мысли отсутствовали, и вообще хотелось поскорее сдохнуть. Тело болело так, что я не мог пошевелиться без стона. Но сильнее прочего кричал желудок. Он уже бросил попытки требовать пищу, а просто принялся пожирать меня изнутри. Попытка подняться ни к чему хорошему не привела. Я тут же рухнул обратно и взвыл от боли в опухшей ноге. Под солнечным светом наконец-то удалось рассмотреть причину. Нет, растяжением здесь и не пахло. По всей голени тянулась глубокая рваная рана, и, кажется, я знал, откуда она взялась. Вчера, когда я вытягивал ее из-под тела, распорола торчащий звериный коготь. Ничем хорошим это не светит. Обычной перевязкой такое не излечить, здесь как минимум требуется курс антибиотиков. Но для начала нужно промыть, обеззаразить и зашить. «Да, помощь бы не помешала», — пробормотал я, осматривая рваные грязные ладони. Впрочем, я весь выглядел так, что краши в гроб кладут. А может, и не стоит мучиться? Пустить себе пулю в лоб и дело к стороне. Бррр. Я потряс головой, отгоняя глупые мысли, и едва снова не потерял сознание. Это действие вначале отозвалось страшной болью в мозгах, а завершилось жутким головокружением и тошнотой. Пришлось некоторое время полежать спокойно, чтобы перевести дух. И в этот момент я вдруг отчетливо услышал какой-то писк. Тут же вспомнил о том, что он неоднократно меня будил, и попытался определить его направление. Похоже, исходил он от шурфа с мертвыми волками. Но ведь это невозможно. Я точно помню, как вылетали мозги у них из голов. Стреляя им в тело, еще как-то можно было поверить, что я не попал в сердце, и зверь в яме попросту тяжело ранен. Но после того, как пуля раскидала мозги по стенам... Нет, невозможно. Превозмогая боль, я встал на четвереньки и пополз к яме. Стоило зашуршать, как писк тут же прекратился, но мне уже хватало информации, чтобы понять его местоположение. Добравшись до шурфа, я ухмыльнулся, обнаружив источник звука. А ведь мог бы и сам догадаться. Щенок. Совсем еще кроха, едва от мамкиной сиськи оторвался. Видимо, в пылу охоты случайно свалился в яму. А я его попросту не заметил, был занят более насущными проблемами. Возможно, именно поэтому стая так долго кружила у провала, даже когда поняла, что до меня не добраться. Мелкий, увидев над собой мою грозную тень, попытался забиться под мертвые туши. Получалось не очень. По-хорошему его бы прикончить, чтобы не мучился. Все равно без посторонней помощи ему отсюда не выбраться. Но мне почему-то стало его жаль. А в голове возникла совсем уж бредовая идея. Попытаться его приручить. Да, знать бы еще с чего начинать, а в идеале самому бы не сдохнуть. «Ну что ты орешь?» — спросил я, когда щенок снова принялся жалобно скулить. «Нам с тобой здесь несколько дней жить, так что привыкай к соседству». Ответом была тишина и затравленный взгляд черных бусин. «Ну и сиди там, как дурак!» — буркнул я и принялся собирать разбросанные по яме вещи. Еще когда мы с Жухлым вели раскопки, сложили все пожитки в его куртку, чтобы не растерять. Ее я и прикопал, когда прятал оружие. А теперь все наше добро валялось не пойми как и где. Не удивлюсь, если часть похоронена под телами волков. Первым делом я отыскал фонарь.
Жить сразу стало намного легче. С его помощью удалось найти свою аптечку и остатки сухого пайка. Кто-то явно пытался ночью сожрать из него все доступное, о чем свидетельствовали остатки галеты и разодранная упаковка. Но до пакетов с саморазогревом зверь так и не добрался. Впрочем, это заслуга герметичной упаковки. Зная щенок, что находится внутри, непременно бы начал свою трапезу именно с них. Миска оказалась наполовину завалена землей, и пришлось потратить часть воды, чтобы хоть как-то отмыть это дело. Затем я высыпал в нее содержимое одного из пакетов, установил в специальную подставку и, надломив реактивы, сунул их под дно посуды. Вскоре склеп заполнил аппетитный запах борща. Желудок тут же злобно заурчал, почуяв добычу, и я не стал томить его ожиданием. Вытер ложку об отворот рубахи и принялся метать содержимое миски в живот. Впрочем, ароматы армейской кухни привлекли не только меня. Мелкую крадущуюся тень я заметил уже давно, но специально на нее не реагировал. Щенок бросился к еде внезапно, но его прыть все еще оставалась неуклюжей, и я успел подхватить чашку, чтобы тот ее не расплескал. Мелкий засранец остался недоволен. Слегка отстранившись, он принял угрожающую позу и зарычал на меня тоненьким голоском. «Ага, сейчас», — усмехнулся я. «Прям напугал, того и гляди, штаны испачкаю». Закинув в рот еще пару ложек, с огромным трудом заставил себя остановиться. Затем снова перевернулся на четвереньки, чем неслабо напугал малыша, который тут же юркнул обратно в яму. Я же слегка отполз от своего места, выкопал небольшую ямку, чтобы и миска чувствовала себя там более устойчиво, и, выдрузив туда остатки еды, отполз обратно к стене. Голод — лучший стимул для любого живого существа. В мире случались и более страшные вещи под его руководством, чем знакомство волчонка с человеком. Мелкий кабенился буквально пару минут, чтобы потом за секунды опустошить миску, что я для него оставил. Вряд ли ему этого было достаточно, но, поняв, что больше ничего вкусного здесь не светит, он быстро вернулся на исходную позицию. Ну, хотя бы больше не скулил. Очень уж мне не хотелось в очередной раз встречаться со стаей. Насытый желудок меня снова начало морить, но я переборол сонливость. Пора было заняться ранами. Сделав 2 глотка воды, остатки я перевел на руки. Ладони тут же засаднили. Запекшаяся корка лопнула, и сквозь нее засочилась кровь. Вот только это самое меньшее из моих бед, основную даже промыть нечем. Зацепив на фляжку устройство для добычи воды из воздуха, я потянул к себе аптечку и произвел ревизию препаратов. Несколько ампул с антибиотиком, пару уколов обезболивающего, 2 упаковки бинта и крохотная пластиковая бутылочка с перекисью. Не похоже на мою, видимо, это аптечка Жухлова. В моей должно быть раз в 5 больше препаратов и перевязки, уж чего-чего, а экономить и делать заначки я умел хорошо. Будь это все в рюкзаке, я бы не парился, но, увы, их пришлось опустошить, чтобы было в чем вытягивать землю. Знал бы, что так получится, ни за что бы не взялся. Хотя, если вспомнить то, что произошло перед атакой стаи, все получилось как нельзя лучше. Жаль, не по моей инициативе. Похоже, европейцы сами наткнулись на древние руины и наслали проклятие Роя на свои синюшные задницы. Туда им и дорога. Обшарив центральную часть ямы и 3 других шурфа, я пришел к выводу, что моя аптечка, скорее всего, погребена под волчьими тушами. Ворочать их сейчас у меня не было ни сил, ни желания. И, плюнув на все, я подхватил аптечку Жухлова. К этому моменту во фляге уже набралось немного воды. Встав на колени и развернувшись самым неестественным образом, я вылил ее на рану и попытался смыть с нее грязь. Получилось не очень, к тому же боль была просто адской, аж в глазах потемнело. Немного подумав, я распотрошил 1 шприц и набрал в него обезболивающего. Затем, шипя и тихо матюгаясь под пристальным присмотром щенка, аккуратно обколол рану. По-хорошему, надо бы использовать и 2 ампулу, но я решил ее приберечь. Мелкий уже не опасался странного двуногого и, выбравшись из ямы, наблюдал за каждым моим действием. Наверняка думал, что я сейчас отрежу ему от себя кусок вкуснятины. «Не дождешься», — буркнул я и осторожно свинтил колпачок с перекиси. Жидкость, залитая в рану, неохотно зашипела, образуя грязную пену. Я сбросил европейскую куртку и, не щадя, отрезал со спины добрый кусок. Увы, но это оказалось самое чистое место. Да и то только внутренняя сторона. Осторожно стерев грязь с раны, я еще раз плеснул на нее водой, снова протер и залил перекисью. На этот раз при доступе к свежей крови реакция пошла куда как бодрее. Боль тоже утихла, сменилась легким онемением, и я взялся за нитки с иголкой. Шить себя в таком положении оказалось очень непросто. Приходилось стоять на колени в полоборота, отчего тело мгновенно затекало.
На один шов уходило не менее 5 минут. Затем я делал перерыв, чтобы снять дрожь в руках, и опять возвращался к ране. Щенок устал от созерцания монотонной работы и вовсю спал. Наконец, со штопкой было покончено, пришло время для антибиотика. Чтобы ускорить его работу, я распределил лекарство по всей длине ранения. Затем опять отдохнул и взялся за перевязку. Вышло более-менее сносно. По крайней мере, уже так не болело, но до финиша было еще далеко. В ход снова пошла вода и остатки перекиси. Надеюсь, этого в совокупности с антибиотиком хватит, чтобы зажили еще и ладони. Хотя с подобными ранами организм и так бы справился, не будь он ослаблен другими повреждениями. На запястье, порванное наручниками, я пока забил, да и нечем его уже обрабатывать. А ведь в моей аптечке 2 пузырька зеленки. Как ни крути, а лучшего антисептика не смогли изобрести даже в 22 веке. Перевязав ладони и угнав остатки бинта на запястье, я, наконец, успокоился. Подхватил фонарь и еще раз осмотрелся. Щенок дрых на краю ямы и даже ухом не повел, когда я закряхтел и перевернулся, чтобы встать на четвереньки. Ну так еще бы, пережить такой стресс плюс бессонная ночь. Не очень сытный, но горячий завтрак чуть меня с ног не свалил. Чего уж ожидать от растущего организма. Однако, когда я подобрался чуть ближе, мелкий все-таки проснулся. Увидев меня практически вплотную, он взвизгнул, подскочил и юркнул обратно в яму. Ну и откуда ему было знать, что я тоже туда собирался? Поняв, что страшное двуногое чудовище и не думает останавливаться, щенок, поджав хвост, шмыгнул вдоль стены и спрятался за поворотом окопа. Но преследовать его я не собирался. Меня интересовали его старшие сородичи, а точнее их тела. Вооружившись ножом, я взялся за разделку мяса. Увы, но поднять или хотя бы как-то иначе оттащить эти туши в сторону по-другому я не смогу. И да, еще один минус этих зверей. Жрать их невозможно даже в самый лютый голодный год. Мясо воняет так сильно, что его даже ко рту страшно подносить. И вовсе не псиной, как можно подумать, проведя некоторые ассоциации. От него несет тухлятиной. Так что мне еще как-то нужно будет поднять все это на поверхность и желательно оттащить подальше от склепа. Хотя немного я все же оставлю в качестве привады. Местные зайцы, ох, как охочи до вонючего лакомства. А вот их мясо вполне пригодно для пищи. «Ну и чего уставился?» Я заметил испуганного зверька, который пялился на меня из темноты. «Иди давай, помогай!» Но тот, поняв, что его увидели, снова нырнул за поворот, оставив меня в одиночку справляться со своими заботами. Глава 9. Буйство стихии. Не помню, как уснул. Усталость одолела так сильно, что даже не смущала вонь тухлятины, которая заполнила склеп. Не знаю, сколько я провозился, нарезая волков на куски. Сложнее всего было с телом. Позвонки попросту не желали отделяться друг от друга, а когда пришлось выпускать кишки, я едва сдерживал рвотный рефлекс. Воняли эти твари похлеще, чем жухлый. Естественно, никуда я эти ошметки не поднимал, и без того едва на ногах держался. Я придумал способ получше. Перекинул их в соседний шурф и хорошенько присыпал землей. К концу разделки туш я натурально падал от усталости. Шутка ли? Разобрать на запчасти 3 центнера мяса при помощи одного ножа. Свои вещи я собирал, ползая на четвереньках, а затем, когда наконец выбрался из ямы, вырубился у стены, едва коснулся ее спиной. Пробуждение тоже сладким не назовешь. Вначале по ушам ударил противный протяжный вой, а затем в ноздри ворвался резкий запах дерьма. С трудом разлепив глаза, я уставился на щенка, который стоял посреди склепа, и, задрав морду к провалу, выл во всю глотку. «Да завали ты хлебала!» — рявкнул я и швырнул в мелкого горсть земли. Помогло. Волчонок, поджав хвост, тут же шмыгнул в шурф и заткнулся. Морщась от вони, я приподнялся и, щелкнув фонариком, зашарил лучом по земле в поисках кучи. И нисколько не удивился, обнаружив ее в полуметре от себя. «Вот ты мудак!» — буркнул я. «Больше жрать не получишь!» Ответом, естественно, была тишина. Увы, подняться и избавиться от зловонного дерьма у меня не получилось. Нога отдалась резкой болью, как только я ее побеспокоил. Осмотр лишь добавил негативных эмоций. От грязи и отсутствия покоя рана начала воспаляться. Если антибиотик и помогал, то слабо. Впрочем, вчера я напрочь забыл про укол.
Вырубился, даже не разобрав свою аптечку. Вытянув ее из рюкзака, который я более-менее отряхнул от земли и попрятал в него все самое ценное, принялся перебирать свои запасы. Упаковка с пластиковыми ампулами аккуратно легла в сторонку, рядом встал пузырек с зеленкой, бинты я благоразумно оставил в упаковке, чтобы не извалять их в земле. Первым делом опять обколол рану обезболивающим и как следует промыл. Благо за ночь фляжка наполнилась водой, под самую пробку. Следом в ход пошел антибиотик, который я, как и в прошлый раз, распределил вокруг раны. И щедро залив все это дело зеленкой, снова забинтовал. Может, из-за обезболивающего, но я сразу почувствовал себя гораздо лучше, однако вставать пока не спешил. Из ямы вновь донесся протяжный вой. «Да сколько можно-то?» — выругался я. Но на этот раз зверек и не подумал заткнуться, скорее, напротив, взвыл еще громче. Не знаю, что его так возбудило. Возможно, он плакал по старшим сородичам, которых я покрошил на запчасти. Но что-то мне подсказывало причина в другом. Больше всего я опасался, что он почуял стаю и зовет ее на помощь. Но ответ пришел с неожиданной стороны. Резкий порыв ветра ворвался в дыру на потолке, вызвав низкий гул, от которого завибрировали кости черепа. А затем где-то вдалеке эхом раскатился гром. Щенок взвизгнул и на некоторое время заткнулся. Видимо, на нас надвигалось что-то очень серьезное. Вряд ли обычный дождь смог бы так сильно напугать зверя. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Уже больше месяца стоит засушливая жара, от которой плавится мозг, и без последствий такие вещи никогда не проходят. Ветер уже завывал без конца, лишь постоянно усиливаясь. От его резких порывов снаружи что-то постоянно трещало. Начало быстро темнеть, а значит, тучи уже совсем близко. Выходит, хорошо, что мы не смогли выбраться из склепа. Сейчас снаружи гораздо опасней. Наверняка там уже ветки летают. А ураган только набирает силу. И учитывая тот факт, что плотность атмосферы на Элпис немного выше земной, скоро вслед за ветками начнут валиться деревья. Дыра в потолке замигала ярким светом, выхватывая детали из мрака склепа. А затем грохнуло так, что я вздрогнул, хоть и ожидал чего-то подобного. Щенок жалобно заскулил. Наверняка ищет, куда бы приткнуть нос, но, увы, тел сородичей уже нет. А забиться здесь больше некуда, разве что в угол. «Фу, бля!» — поморщился я, когда очередной порыв ветра разметал запах зловонной кучи. Пересилив себя, я все-таки поднялся и, сильно хромая, поковылял за лопатой. Пары ударов штыком в грунт хватило, чтобы получилась приличная ямка. Закопав дерьмо, я, наконец, смог вдохнуть полной грудью. Сильный ветер довольно быстро выдул вонь из тесного помещения, заполнив его свежим озоном. Даже голова закружилась от избытка кислорода в крови. Снова сверкнула молния. На этот раз гром ударил практически одновременно с разрядом. От его грохота зазвенело в ушах и, казалось, вздрогнула земля. Снаружи раздался жуткий хруст, сопровождаемый жалобным стоном, а затем в дыре мелькнула тень. Ну вот и деревья посыпались. Задумчиво пробормотал я и вжал голову в плечи от очередного разряда молнии. Этот был совсем близко. Возможно, угодил в землю буквально в паре метров от нашего скромного убежища. Но эффект, который за этим последовал, заставил меня открыть рот от удивления. Вначале зашевелились волосы, видимо, от огромного количества энергии, разлитой в воздухе, а затем помещение преобразилось. Это было очень похоже на то, что я видел, когда получил разряд электрошокером при попытке сопротивления европейцам. Всего на мгновение меня перенесло в прошлое. Точнее, даже не меня, а склеп, который по факту таковым не являлся. Осознание пришло внезапно, будто я это знал. Мы находились в библиотеке. Не такой, которую привыкли видеть на Земле. Это была скорее цифровой и загружала знания сразу в мозг, записывала на подкорку. Когда-то давно здесь стояли удобные кресла, а сама база знаний висела под потолком. Именно ее мы с Жухлым и откопали. Поэтому я и вижу то, что стояло на этой земле раньше. И я был прав. Арка, что мы обнаружили, вела сразу на выход. Жаль, понимание продлилось недолго. Казалось, в этот момент я познал все тайны древней цивилизации, видел все ее технологии и достижения, и даже то, как этот мир канул в небытие. Вот только стоило наваждению развеяться, все знания моментально улетучились, оставив лишь какие-то детали. Но и они постепенно таяли, словно прекрасный сон, который очень хочется задержать в памяти, но который неумолимо ускользает.
Из оцепенения меня вывел вой щенка, а затем через пробитый потолок на нас обрушился град, и я в очередной раз порадовался, что не смог покинуть древнюю библиотеку. Лед, который к нам влетал, был размером с кулак Жухлова, и получить таким по башке... Я вернулся на свое место и, вытянув раненую ногу, откинулся на стену, наблюдая за стихией через дыру. Ливень вперемешку со льдом врывался к нам сплошным потоком, словно водопад. Пока нам везло, но лишь потому, что мы когда-то устроили здесь раскопки. Вода не задерживалась посередине и сразу срывалась в траншеи вдоль стен. Щенок уже выскочил наружу, спасаясь от потопа, и каждый новый удар молнии заставлял его взвизгивать и метаться в поисках безопасного угла. Судя по всему, страх перед природой оказался гораздо сильнее, чем перед двуногим гигантом. И в очередной мощный раскат зверек метнулся ко мне и закопался носом под куртку. «Ну тихо, тихо!» Я погладил его трясущееся тельце. «Ничего здесь с нами не случится». Но, как оказалось, с выводами я сильно поспешил. Вода прибывала слишком быстро, благо град начал мельчать. Но ветер продолжал рвать деревья, периодически завывая, когда порывы влетали в потолочную дыру. Спустя несколько минут мне пришлось подняться, потому как вода уже выбралась за пределы шурфа и знатно намочила мой зад. А учитывая количество льда, что успел насыпаться с неба, ее температура оставляла желать лучшего. Помещение давно превратилось в холодильник, но пока одежда была сухой, температура казалась терпимой. Сейчас же ноги по щиколотку погрузились в воду, и тело начало бить мелкая дрожь. Лишь крохотный комок меха, который я продолжал держать в руках, хоть как-то меня согревал. Вот только дождь и не думал прекращаться. Такими темпами нас скоро зальет по самую макушку. Будь вода хоть чуточку теплее, я бы, возможно, этому даже порадовался, потому что появится хороший шанс выбраться на поверхность. Но мы сдохнем от переохлаждения, прежде чем ее уровень доберется до потолка. «Не ссы, мелкий, мы что-нибудь обязательно придумаем», — пообещал я щенку. В ответ он поднял мордочку, жалобно на меня посмотрел и вдруг лизнул мягким языком в щеку. «Признал, наконец», — усмехнулся я и почесал его за ухом. В отличие от меня, его уже не трясло. Почувствовав себя в безопасности, он быстро освоился и согрелся. А вот мне приходилось несладко. Ледяная вода пропитала штаны, и теперь меня не спасал крохотный источник тепла на руках. Да и держать его становилось все сложнее. Мышцы затекали от неизменной позы, к тому же еще и рюкзак давил на плечи. Град наконец-то закончился, но вместе с тем усилился дождь. Вода достигала уровня коленей, когда я наконец-то решил выбираться из библиотеки, которая внезапно превратилась в ловушку. Но был и плюс. От холода онемели ноги, плюс все еще работало обезболивающее. В общем, шансы есть, тем более, что ветер тоже начал стихать. Да, там мы сейчас промокнем до нитки, но это все же лучше, чем торчать здесь и надеяться на чудо. Придерживая зверя одной рукой, я стянул одну лямку рюкзака, перекинув его вперед. Руки слушались плохо, раны на ладонях соднили, но по сравнению с ногой это было ничто. Лишь бы хватило сил стерпеть боль, когда я буду подниматься по веревке. Щенок засуетился, поняв, что я собираюсь сунуть его в мешок, но выбора я ему не оставил. Да и он быстро понял, что вариантов не сильно много. Можно, конечно, вырваться, но тогда придется почувствовать на себе ледяную воду, а это ему явно нравится меньше. В итоге он все же смирился. К тому же понял, что в рюкзаке не так уж и страшно. Я снова закинул его на плечи. Несколько раз взмахнул руками, разминая затекшие мышцы, и направился к провалу. Дождь крупными каплями ударил в лицо, буквально за секунду вымочив насквозь всю одежду. На всякий случай я подергал веревку и убедился, что она все еще крепко привязана к дереву. С другой стороны, что и будет. Даже если ствол повалило, деваться ей особо некуда. Глубоко вздохнув, я ухватился за тонкий фал как можно выше и попытался подтянуть тело. Резкая боль пронзила ладони, но я смог стерпеть и удержаться. А затем снова спрыгнул вниз, поливая себя последними словами, так как напрочь забыл про винтовку. Хорошо, что еще в самом начале грозы я догадался приставить ее к стенке. Так хотя бы не пришлось мочить руки. Впрочем, сухими их сейчас можно назвать с большой натяжкой. Повесив оружие на шею, я снова подошел к провалу и ухватился за веревку. На этот раз боль уже не казалась такой резкой, хотя я все равно терпел ее на самом пределе. Но мы выбрались. Дождь хлестал, как из ведра. Вокруг было сплошное месиво из перекрученных между собой деревьев. Один из стволов, видимо, тот, чью тень я видел через дыру, валялся в опасной близости от провала. Буквально несколько сантиметров левее,
и мы бы навсегда остались запечатаны в библиотеке, которая как раз и превратилась бы в склеп. Поняв, что мы наконец-то выбрались на свободу, щенок затрепыхался в рюкзаке, и прежде чем я успел отреагировать, выскочил. Он плюхнулся в грязь и, поджав хвост, умчался, прячась под кронами поваленных деревьев. «Эй, ну ты чего?» Присев на корточки, я попытался высмотреть волчонка. Все же так хорошо начиналось. Мне стало грустно. Не знаю, на что я надеялся, ведь даже на земле приручить волка практически невозможно, а местные звери так и вообще не имеют ни малейшего понятия о домашнем уюте. Тем не менее, я верил, что у меня получится, а оно вон как вышло. «Ну и хрен с тобой!» — буркнул я и выудил из кармана компас. Сверившись со стрелкой, я определил будущее направление, но прежде чем отправиться в путь, нужно было еще кое-что сделать. Доковыляв до поваленной сосны, я выбрал более-менее подходящую ветку и принялся рубить ее ножом. Отделив ее от ствола, уселся на него и не спеша очистил полученную корягу от мелких отростков. Затем отсек верхушку и получил рогатину, которую тут же сунул под мышку, примеряясь к длине. Костыль получился так себе, но передвигаться с ним было значительно легче. Только рогатина сильно впивалась в кожу. Ну и с этой задачей я справился, обмотав ее запасной рубахой. Веревку я отвязал, часть отрезал, чтобы закрепить тряпку на рогатине, остальное смотал и убрал в рюкзак. К тому моменту дождь уже начал стихать. Я еще раз попытался позвать волчонка, но так и остался без ответа. В итоге плюнул и отправился на поиски лагеря ученых. И эта задача оказалась очень непростой. Мало того, что для этого пришлось преодолеть бурелом, так еще все вокруг было очень скользким от дождя. Но я не спешил. Тщательно прощупывал место, куда собирался поставить ногу или костыль. В общем, худо-бедно, но я продвигался. В воде надобности не было, но жрать хотелось просто невыносимо. Из запасов осталась только консервированная каша в упаковке саморазогрева, но я решил оставить ее на самый последний момент, когда от голода уже не останется сил, чтобы передвигать ноги. А чтобы хоть как-то унять тянущую пустоту в желудке, посасывал небольшую хвойную веточку. Честно говоря, помогало слабо. И ведь, как назло, вокруг ни единой твари, даже орехов нет. Казалось, что я иду уже очень долго. Но стоило обернуться, как захотелось выругаться. Бурелом возле библиотеки все еще отчетливо просматривался сквозь деревья, а значит, для привала еще слишком рано. Зато улыбнуло другое. Волчонок выбрался из убежища и плелся следом за мной. Но когда понял, что его заметили, тут же нырнул за ближайший ствол и спрятался. Ну и пусть себе. Жрать захочет, подойдет. Лишь бы держался рядом. А остальное — вопрос времени. Настроение сразу пошло вверх, даже когда на пути появилась очередная полоса поваленных деревьев. Окинув взглядом новое препятствие, я невольно поморщился. Обойти это вряд ли получится, так что придется лезть напролом. Главное не спешить, чтобы не угодить больной ногой в ловушку. Задачка, конечно, та еще, но и выбора у меня особого нет. Так, метр за метром, я постепенно двигался к цели, пока тело окончательно не сдалось. Утратив бдительность, я наступил на торчащий корень, и нога тут же поехала. Контролируемого падения не вышло. Приземлившись на копчик, я взвыл от боли, притом даже не понимал, где она сильнее, в ноге или ушибленном месте. Выждав, когда она наконец стихнет, я отполз немного в сторону и привалился спиной к дереву. Глаза закрывались, но я усилием воли оставался в сознании. Нужно еще позаботиться об ужине, желательно так, чтобы осталось немного на утро. Несколько минут я все же выделил на отдых, а потом взялся за дело. По пути я заметил небольшую тропу. Помню, еще подумал, что на ней прекрасно встанет ловушка, но почему-то упрямо прошел мимо. А оказывается, стоило ее соорудить и дать организму время на отдых. Теперь придется возвращаться. Вряд ли, конечно, удастся сегодня отведать добычу, но к утру там обязательно кто-нибудь попадется. Для верности я зарядил несколько селков и удалился на безопасное расстояние, чтобы не смущать зверя посторонним запахом. Не упустил я и тот факт, что щенок продолжал идти по моим следам. А когда добрался до тропы, тут же включил охотничьи инстинкты, обнюхивая все вокруг. К ловушкам он не приближался, так как от них смердело плотью сородичей. И это радовало. Не хотелось бы возвращаться и перезаряжать их. К тому же он своим визгом обязательно распугает всю округу. Вернувшись к вещам, я устало привалился к дереву и бросил косой взгляд на рюкзак. Колебался недолго. Вскоре я уже вскрывал банку с кашей и потрошил пакет с химикатами саморазогрева. Аромат от нее исходил просто волшебный.
Живот натурально рычал, предвкушая скорую трапезу, и я не стал томить его долгим ожиданием. Каша едва успела согреться, даже химикаты не прореагировали до конца, а я уже вовсю работал ложкой. Осмелелый щенок выбрался из укрытия и замер в нерешительности в паре метров от меня, а морду состряпал такую, что я при всем желании не смог ему отказать. С великим трудом я заставил себя остановиться и вывалил остатки каши недалеко от себя, буквально насколько хватило руки. Подняться было уже выше моих сил. «Надо бы тебе имя придумать», — пробормотал я, глядя на то, как зверек осторожно подкрадывается к лакомству. «Может, ссыкло? Хотя нет, ведь как корабль назовешь. А мне бы не хотелось, чтоб ты таким и остался. Шкет тоже не очень. Хочу, чтобы ты вырос огромным зверюгой и наводил ужас на всех вокруг. Ну давай, подскажи немного». Я задумался, перебирая в уме всевозможные клички земных собак. Но ни одна из них не подходила моему юному другу или не нравилась мне. Хотелось назвать его как-то забавно, но тем не менее угрожающе. Вот только мозги совсем отказывались думать. Постепенно наваливалась сытость, отчего веки тяжелели с каждой секундой. Уже на границе между сном и реальностью я почувствовал, как мелкий плюхнулся рядом, прижавшись спиной к ноге. Я улыбнулся и окончательно провалился в царство Морфея. Ночью меня начал колотить озноб. Да и общее состояние сложновато назвать нормальным. Голова в тумане, мысли путаются, даже без термометра было ясно, что у меня жар. Но этого следовало ожидать, учитывая условия, в которых я находился последние дни. Одно то, что я дважды едва не замерз насмерть, не могло пройти без последствий. Трясущимися руками я выудил фонарик из кармана, своим копошением неслабо перепугав щенка. Пискнув, он отскочил и уставился на меня сонными глазами. Но мне сейчас было совершенно не до него, самому бы не сдохнуть. Подсвечивая фонарем, я закопался в рюкзаке в поисках аптечки. Жаль, но жаропонижающего у меня нет. Оно давным-давно закончилось, когда наша колония переживала первую эпидемию местного вируса. Очень сильно смущала тупая, пульсирующая боль в ноге. И, судя по всему, жар у меня именно от этого. Бинты на ощупь оказались влажными, чего я как раз и боялся. После дождя я давно обсох, а значит, течет именно из раны. Сняв повязку, я убедился в этом окончательно. Она вся была желтого цвета. Похоже, антибиотик справлялся плохо. Да, оно и неудивительно. Мне бы покоя пару дней. Да где же его взять? Может, когда доберусь до лагеря ученых, смогу хоть немного передохнуть? Но такими темпами скоблить мне до него еще очень долго. Опыт обработки раны в темноте у меня уже имелся, а потому справился я относительно быстро. Последнюю дозу обезболивающего отложил на потом. Организм уже более-менее привык, и боль не ощущалась так остро, как в самом начале. Но рана выглядела очень плохо. Края начало выворачивать, вокруг все опухло и покраснело. По-хорошему бы швы снять и как следует все промыть, но силы очень быстро меня покидали. Вряд ли успею забинтовать. Вылив на рану еще немного зеленки, я дождался, когда пройдет жжение. И, набрав в шприц двойную дозу антибиотика, снова обколол все по кругу. Затем устало отвалился, перевел дух и принялся заматывать. С перевязкой тоже дела обстояли плохо. В аптечке осталась последняя упаковка, и если дело не пойдет на лад, вскоре придется использовать грязные бинты, чего мне совсем не хотелось. К слову, руки чувствовали себя куда как лучше, несмотря на то, что я постоянно их беспокоил. Покончив с раной, я свернулся калачиком, чтобы хоть как-то согреться. Щенок словно специально не спешил ко мне приближаться. Так я и провалялся в полубреду до самого утра. Не знаю, что в итоге сработало. Увеличенная доза лекарства или скрытые резервы организма, но под утро я был весь мокрый от пота. Зато мозги слегка прояснились, а вот слабость в теле усилилась. Осушив примерно половину фляжки, я снова запустил испаритель, чтобы она набралась. Немного полежал, собираясь силами, и кряхтя, как старик, поднялся на ноги. Пульсация в ноге ушла, да и бинт был сухим, хоть и покрылся коркой. Видимо, за улучшение самочувствия следует поблагодарить антибиотик. Щенок, свернувшись калачиком, дрых неподалеку и никак не реагировал на мой шорох. Вначале я хотел ткнуть в него костылем, но затем решил, что лучше не трогать. Пусть спит, а я пока проверю ловушки. Глядишь, скоро мы сможем как следует набить живот, а там, получив достаточно энергии, организм начнет увереннее бороться с заразой. Единственное, что меня смущало, так это место привала. Нам несказанно повезло, что ночью нас не посетил какой-нибудь хищник.
Хотя не исключено, что это волчонок отпугивает нежелательных гостей своим запахом. Не зря же он весь вечер бегал по поляне, окатывая мочой каждую кочку. Нет, определенно, пора бы уже дать ему какую-нибудь кличку. Глава 10. Сложности ландшафта. Как бы мне ни хотелось сразу отправиться в путь, пришлось на пару дней задержаться, чтобы дать организму отдых. Искать убежище в лесу я тоже не стал. Во-первых, на это легко можно убить целые сутки, а во-вторых, лень. Но и сидеть совсем без дела тоже не получилось. Пока проверял ловушки, 2 из которых принесли мне добычу, несколько раз останавливался, чтобы переждать головокружение. Остатки сил ушли на сбор валежника для костра. А пока готовил завтрак, или уже обед, если судить по времени суток, едва не вырубился. И чтобы уж жизнь совсем медом не казалась, устроил себе очередную перевязку. Однако старый бинт выбрасывать не стал, как всегда делал до этого. Припрятал его в рюкзаке, чтобы постирать, как только доберусь до какого-нибудь водоема. Щенок следовал за мной, как привязанный. Однако приближаться все еще не спешил. Вздрагивал и отскакивал при каждом моем движении. Стоило даже курткой зашуршать, как он тут же сваливал, поджав хвост. Но хоть не сбежал, и то хлеб. Человек, как ни крути, существо стайное, и без коммуникаций начинает потихоньку сходить с ума. Вот и я, при всей своей нелюбви к обществу, плавно ехал крышей. С другой стороны, разве мало на свете людей, которые любят разговаривать с животными? «Ну чего ты такой ссыкун-то?» — усмехнулся я, когда волчонок в очередной раз отскочил от брошенной в его сторону косточки. «Жри давай, тебе тоже силы пригодятся». Зверек как-то странно на меня посмотрел, не спеша подобрался к добыче, но как только ее подхватил, тут же отскочил на безопасное расстояние. Кость он проглотил буквально в один укус и снова уставился на то, как я обгладываю мясо с очередной заячьей лапы. «Как же тебя назвать?» Я в очередной раз задумался над кличкой питомца. «Может, Серегой?» «Ну что, будешь Серый, тебе как раз подойдет». «Эй, Серый!» Однако щенок никак не отреагировал, даже ухом не повел. Дождался следующей подачки и захрустел, перемалывая кость, будто карамельку. «Не хочешь, значит? А как тебе? Жуть! Будешь страх на всех наводить? Или опять не то?» Волчонок продолжал усердно грызть толстую берцовую кость, нагло игнорируя мои слова. Не знаю почему, но в голове вдруг всплыл «жухлый». И вроде он не отличался храбростью, зато размеры имел внушительные, да и здоровье, как у быка. Чем-то мохнатый друг мне его напоминал. «Жухлый!» — позвал питомца я, и он тут же вскинул мордочку. «Да, ну и вкус у тебя, приятель. Дело, конечно, твое, но я бы на твоем месте лучше подумал». Щенок, наконец, справился с костью и уселся, глядя на меня немигающим взглядом. Я как раз освободил спинку от мяса, оставив нетронутыми ребра, оторвал от тушки вторую лапу и бросил остатки жухлому. Увидев объем подачки, тот даже про страх забыл, однако, подхватив кусок, отобедал его чуть дальше обычного. Видимо, на тот случай, если я вдруг передумаю и попытаюсь отобрать. Ему ведь невдомек, что я даже вторую лапу вряд ли осилю. Да и кости меня не очень-то интересуют. Наевшись, что называется, до отвала, я привязал вторую тушку повыше, чтобы жухлый не растрепал, закинул под голову рюкзак и завалился спать в обнимку с винтовкой. Так прошел первый день. Второй мало чем от него отличался. Я старался поменьше нагружать ногу и побольше спать. Волчонок тоже старался придерживаться графика. Ко мне он по-прежнему подходил только ночью, но к концу привала хотя бы перестал вздрагивать от каждого шороха. Нас никто не беспокоил, и я окончательно уверился в том, что это заслуга Жухлого. Он неустанно продолжал метить территорию, отпугивая запахом конкурентов. А учитывая тот факт, что волки не ходят по одному, вряд ли даже медведь рискнет связываться со стаей. Утром на 3-е сутки я почувствовал себя значительно лучше. Нога уже не отдавала резкой болью при каждом шаге, а еще начала дико зудеть. Понятно, что до окончательного выздоровления мне далеко, и в идеале стоит поваляться еще пару дней, но морально я уже не мог оставаться без дела. А потому, проверив селки и привязав на рюкзак очередную добычу, отправился в путь.
По моим прикидкам, до горной реки мы должны были добраться дня за 3, максимум 4. Куда идти дальше, я не имел ни малейшего понятия. По логике, лагерь ученых должен располагаться недалеко от воды. Насколько я помнил, Мутный что-то рассказывал про озеро, где он засек баб. Охотиться они уходили на север, но спокойно могли загрести ближе к западу. Если сложить все эти данные плюс то место, где мы распрощались с Татьяной, я приблизительно представлял, где может находиться лагерь. Вряд ли, конечно, они мне обрадуются. С другой стороны, сейчас не самое подходящее время, чтобы держаться порознь. Элпис продолжает подбрасывать сюрпризы, и неизвестно, сколько еще фокусов припасено у нее в рукаве. Кто знает, вдруг та пещера в горах поможет мне активировать знания из библиотеки. Сам-то я точно с этим не разберусь. Так что умные головы не помешают. Впрочем, на случай важных переговоров я тоже кое-что припас. Нет, ничего такого. Чисто шкурный интерес. Скорее даже мотивация, против которой не сможет устоять ни один нормальный человек. Халява. После того, как Рой уничтожил корабль европейцев и наверняка устроил качественный погром в их лагере, там на 100% осталось очень много ценного, а главное, никому не нужного добра. Лично мне бы сейчас не помешал принтер, чтобы пополнить запас крылатых пуль. И вряд ли от этого откажутся ученые-мужи, потому как жить в дикой природе без пистолета, такое себе удовольствие. Не исключено, что до кучи среди руин обнаружатся еще и медикаменты, а их ценность вообще близка к божественному дару. Я даже остановился и задумался о том, правильно ли поступаю. Может, вначале стоит самому прошерстить место крушения и полазать по руинам лагеря, прежде чем сдавать это место сомнительным союзникам. В итоге здравый смысл победил, и, сверившись с компасом, я снова поковылял в сторону горной реки. Благо планшет с записями и контрольными точками на карте остался цел. А уж сориентироваться по азимуту — секундное дело. До остова корабля ученых я добрался к вечеру 3-го дня. Разбил некое подобие лагеря и разделил с Жухлым ужин. Щенок уже перестал меня бояться и спокойно щелкал костями какой-то пернатой твари. В птицах я разбираюсь слабо. Да и названия мы им особо не раздавали. Так, чисто для определения. Большая черная или жирная серая. Летает, жрать можно, значит, запоминаем внешний вид и вперед. А уж ястреб она там или голубь, нам было совершенно наплевать. Покончив с трапезой, Жухлый по привычке обежал территорию, оставляя после себя небольшие подтеки. Затем спокойно развалился возле меня, уложив жуткую морду мне на колени. Даже позволил потрепать себя по загривку, как настоящий ручной пес. К слову, пернатый, которого мы сейчас сожрали, — это его добыча. Заметив птицу, я даже винтовку вскинуть не успел, как он одним точным броском упокоил будущий ужин. Пришлось, конечно, за ним побегать, насколько мне позволяла больная нога, прежде чем отобрать добычу, но сам факт. «Завтра должны уже до лагеря добраться», — оповестил Жухлого я. «Ты, главное, никого не бойся, я тебя в обиду не дам». В ответ волчонок широко зевнул и сладко почавкал. Глядя на него, я тоже растянул рот, едва не вывихнув челюсть. Вот же заразная штука. Вместе с приятной тяжестью в животе пришла сонливость, и сопротивляться ей я не стал. Поправил Жухлого, сунул под голову рюкзак и уже через секунду провалился в царство Морфея. Вот только выспаться сегодняшней ночью мне было не суждено. Я даже толком вырубиться не успел, как Жухлый подорвался и протяжно завыл. Я подскочил и первым делом осмотрел мир через прицельную планку винтовки, а убедившись в отсутствии опасности, обратился к мохнатому другу. «Ну и чего ты орешь? На всю округу!» Волчонок замер и бросил на меня такой взгляд, будто я конченый придурок и не желаю замечать очевидного. А затем отвернулся и снова завыл во всю глотку. Вокруг царила ночь, но света 2 лун хватало, чтобы рассмотреть все до самой кромки леса. Вот только там ничего не происходило. А до меня не сразу дошло, что Жухлый завывает в сторону руин. Лишь когда за деревьями появилось слабое свечение, я начал догадываться, что дело вовсе не в хищниках. Что-то проснулось там, на кладбище былой цивилизации. По-хорошему, мне бы взять ноги в руки и двинуть подальше от опасного места, но я почему-то решил поступить иначе. Накинув на плечи рюкзак, я снова поднял винтовку и медленно двинулся к кромке леса, за которой начинались руины. Жухлый заткнулся и поплелся следом. Обычно, когда дело касалось каких-то зверей, он без раздумий бросался вперед.
Сейчас он даже уши прижал и натурально прятался за моими ногами. Выбравшись на край поля, усыпанного камнями и поросшего чахлым кустарником, я обнаружил источник свечения и нисколько не удивился тому, что оно исходило от раскопок, било лучом прямо из шурфа. Стало немного страшно, особенно учитывая то, что способно вырваться из-за стенок, но любопытство продолжало гнать меня вперед. Жухлый совсем не разделял моего интереса и снова взвыл, замерев на краю поля. Я попытался его подозвать, но он так и не сдвинулся с места, полностью оправдывая свою кличку. Нет, я тоже испытывал страх. Но моя бывшая профессия помогала обращать данную эмоцию в оружие. Понятно, если там окажется Рой, мне не помогут никакие навыки, но заставить себя уйти было выше моих сил. «Меня кто-нибудь слышит?» Вдруг донеслось из раскопа. «Командный центр вызывает группу колонистов. Прием! Меня кто-нибудь слышит? Командный центр...» И так по кругу, словно заевшая пластинка. Я моментально растерял все остатки благоразумия и бросился к яме. Шутка ли, спустя долгие 4 года услышать голос земли? Да мне в тот момент было совершенно наплевать на все, что могло прятаться в руинах. Будь там хоть Рой, хоть сам дьявол. Мне наконец-то подвернулся шанс понять, что происходит дома. Почему столько лет никто не выходил на связь? Почему европейцы без зазрения совести уничтожают наши колонии? И вообще, какого хера? «Алло! Алло, бля!» — закричал я в микрофон. Меня даже не волновал вопрос, откуда в яме взялась радиостанция, а точнее приличных размеров кусок панели управления. Мало того, я не задумался, откуда берется энергия, которая все это питает. Меня беспокоили слова, которые продолжали вырываться из динамиков после того, как я ответил на вызов. Они не менялись, будто меня не слышали или, хуже того, просто транслировали зацикленную запись. «Да чтоб вас черти дрючили!» — вспылил я и пнул панель. «Я вас слышу! Земля! Алло, вашу мать!» Но нет, голос продолжал монотонно повторять запрос, никак не реагируя на мои попытки ответить. Это продолжалось некоторое время, пока звук не перешел в шипение, а затем и вовсе в какой-то непонятный писк. Но я не отчаивался и продолжал что-то кричать в надежде, что мой голос запишется, и когда начнется рабочий день, меня кто-нибудь услышит. Сбиваясь с одного на другое, я тараторил обо всем, что с нами случилось. Не забыл упомянуть о нападении европейцев и о странных остатках древних технологий. В общем, нес все, что только приходило в голову. Завывание все усиливалось, пока в один прекрасный момент не переросло в какие-то ужасающие, булькающие звуки. А затем все резко затихло. Огоньки мигнули в последний раз, и панель погасла. Естественно, все мои попытки хоть как-то оживить оборудование остались без успеха. Только слегка успокоившись и тщательно осмотрев кусок панели, я начал задаваться правильными вопросами. Откуда она здесь взялась? И что заставляло ее работать? И если на первый я смог получить ответ, подсветив надписи фонарем, то со вторым вряд ли справился бы даже профессор по энергетике. Потому как провода попросту валялись на земле, а внутри не обнаружилось и малейшего намека на элементы питания. Сама панель, скорее всего, рухнула с неба, когда Рой разбирал корабль европейцев на части. Выбравшись из шурфа, я в этом убедился, осветив поле фонарем. Всевозможные осколки и куски обшивки валялись повсюду. Так что с этим все более-менее ясно. И хрен с ней с энергией. Тем более, что мы и близко не понимаем, как до сих пор работают технологии древних. Но кто настроил связь? И ведь именно с нашим командным центром. Снова раздался вой Жухлого с края поля. «Да здесь я!» — выкрикнул я, и зверь моментально затих. Не прошло и минуты, как на краю раскопа появилась его любопытная морда. Однако спускаться ко мне он не спешил. С любопытством обнюхивая края шурфа, волчонок взялся метить территорию. «Меня только не обоссы!» — на всякий случай предупредил я. Выбравшись из раскопа, я уселся рядом и уставился на небо. Горизонт уже окрасило в бирюзовый цвет, а значит, скоро появится третья луна. Самое красивое явление на Элпис. За все 5 лет мне удавалось застать его трижды. Нет, не потому, что оно очень редкое, просто по ночам я привык спать, да и небосвод не всегда чистый. Бирюзовый шар медленно поднимался, и в один момент его свет заиграл в пылевых кольцах, что опоясывали планету. Вид был настолько потрясающий, что от него замирало сердце.
А еще он вызывал ностальгию. Да, я скучал по родной планете, и объяснить это не получалось. Ведь именно здесь была та самая свобода, о которой ходит столько разговоров. Нет ни власти, ни законов, кроме тех, что мы принесли с собой из прошлого. Мы полностью предоставлены сами себе и вольны делать все, что только взбредет в голову. И несмотря на все это, я очень хотел домой. «Ладно, хорошего понемногу», — буркнул я и поднялся. «Завтра у нас трудный день, и хорошо бы к вечеру отыскать лагерь ученых». Жухлый бросил на меня косой взгляд и первым умчался с поля. Я, хромая, отправился за ним, но у кромки леса все равно замер и немного полюбовался космическим чудом. Утром, проглотив остатки дичи, мы двинулись дальше. До реки от останков корабля было рукой подать, но с моей скоростью на это ушло больше часа. И здесь я уткнулся в первое непреодолимое препятствие. Прошедший недавно ураган с проливным дождем превратил небольшую горную речушку в бурлящий поток. И теперь о том, чтобы перебраться на другой берег, не могло быть и речи. С другой стороны, совсем не факт, что мне это нужно. Дальше нас ожидал небольшой уступ. Здоровым я бы преодолел его минут за 20. Но сейчас это было попросту нереально. Как ни крути, а подниматься по вертикальной поверхности с больной ногой сродни самоубийству. И вроде высота всего 7 метров, но, увы, придется искать другой способ. Немного подумав, я сверился с компасом и двинулся против течения. Скорее всего, люди, пережившие нападение Роя, пошли именно туда, да и Мутный видел их севернее. Эх, нужно было взять у него контрольную точку на всякий случай. Но теперь уже поздно. Уступ постепенно становился ниже, и вскоре я уже без проблем мог видеть, что находится за его пределами. А там, насколько хватало глаз, простиралось ровное плато, заросшее травой, словно шотландский газон. Вид, конечно, красивый, вот только спрятаться здесь негде, а значит, люди, скорее всего, двинулись дальше. То, что я увидел дальше, в очередной раз перевернуло мое представление об этой планете. Нечто похожее я видел и на Земле. Не воочию, конечно, но в интернете фотографий подобных мест пруд-пруди. Уступ резко пошел вверх, и на высоте примерно 5 метров обнаружились рукотворные пещеры. Почему я так решил? Да все просто. Природа вряд ли станет украшать вход портиками, да и строгую геометрию она практически никогда не соблюдает. Что это? Зачем? А главное, как? Насколько мне известно, люди на нашей родной планете и по сей день не могли дать внятного ответа на эти вопросы. Ни лестниц, ведущих к странным кельям, ни даже подобия ступеней или хотя бы козьих троп. Просто вертикальная стена, где на недосягаемой для человеческого роста высоте кто-то вырезал в породе небольшие комнатки. И вопрос даже не в том, как они туда забрались, ведь для этого существуют строительные леса. Я не понимал, как они использовали их впоследствии. Притом некоторые из них были запечатаны. А по-другому и не скажешь, глядя на каменную плиту, которую без помощи техники невозможно сдвинуть с места. Впрочем, если взять в расчет Рой, который без труда переработал в труху корпус космического корабля, можно с легкостью представить, как он выгрызал подобные сооружения в камне. Я брел по берегу, рассматривая остатки трудов инопланетной цивилизации, и почему-то проводил параллели с земными похожими пещерами. Как знать, вдруг это было пробой пера, прежде чем устроить глобальную экспансию. Мы ведь тоже готовились, несмотря на то, что наши технологии сильно уступали местным. По крайней мере, насколько мне известно. А вдруг мы потомки местного человечества? Как знать? Вскрыть бы базу знаний, что я получил. Наверняка там есть все ответы, в том числе и на вопросы, что случилось с местными и почему планета обезлюдила. Если их жизни унесла война, то с кем? Если это была какая-то катастрофа, тогда где остатки выживших? Ведь так не бывает, чтобы бац, и никого не осталось. Для этого нужно сильно постараться. И буквально целенаправленно вырезать всех подчистую. И опять же, этим должен заниматься кто-то извне, потому как, будь это внутренний конфликт, остались бы победители. Но нет, только камни рассказывают о том, что когда-то здесь кипела разумная жизнь. Внезапно Жухлый остановился и начал принюхиваться. Затем шерсть на его загривке поднялась, а из груди вырвалось утробное рычание. Естественно, я ничего не почувствовал, однако звериному чутью все же доверился. Спрятаться здесь по-прежнему было негде, но и я прекрасно просматривал все, что находилось впереди.
А там было пусто. Загадочные пещеры остались позади, и пейзаж заполняли лишь камни да потоки горной реки, за грохотом которого едва удавалось расслышать собственные мысли. А мой нос, увы, не обладал достаточным чутьем, чтобы определить опасность. Некоторое время я внимательно всматривался вдаль, держа винтовку в боевом положении, но так ничего и не заметил. Тем не менее Жухлый продолжал нервничать, а стоило мне сделать шаг вперед, снова зарычал. Значит, то, чего он опасался, никуда не исчезло. Немного пораскинув мозгами, я сделал вполне логичный вывод. Таким образом он реагирует на лагерь. Вряд ли ему нравится большое скопление двуногих. Меня он тоже не сразу принял. Прошла почти неделя, прежде чем он позволил к себе прикоснуться, да и то сразу отпрыгнул. Это сейчас он уже понимает, что мне можно доверять, но ведь в большом скоплении людей волчонок не бывал ни разу. Эти мысли меня успокоили, но не так, чтобы совсем. По крайней мере, винтовку я убирать не стал, да и вперед продвигался уже более осторожно. Вскоре взгляд уперся в расщелину, разделяющую скальный массив. По ней свободно можно пройти уступ насквозь, но для этого все же придется как-то преодолеть реку. Вот ведь удача. Бросив взгляд под ноги, я вдруг увидел веревку, которую кто-то надежно закрепил обоими концами к каждому берегу. С моей стороны она была привязана к металлическому штырю, который наверняка глубоко загнали в щебень, а с противоположной подходила к уступу. «Вот и ответ», — пробормотал я. «Ну ты как, братан, со мной или дальше пойдешь своей дорогой?» Жухлый, естественно, не ответил. Но по его поведению было ясно, что переправляться он не желает. Я присел на одно колено и подманил мохнатого друга. Он хоть и не с первой попытки, но все же подошел и даже дал себя погладить. «Ну что, пойдешь на ручки?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, подхватил волчонка. «Ох ты ж! Нифига ты пачку за неделю отожрал!» Щенок действительно знатно потяжелел, но внешне это особо не проявлялось. Хотя, возможно, это просто для меня казалось незаметным. Так бывает, когда видишь питомца каждый день. Вроде как соседский пес с каждой недели становится все крупнее, а твой никак не желает расти. А в один прекрасный день смотришь, а твой, оказывается, даже крупнее. Закинув винтовку на плечо, я покрепче перехватил Жухлого и, взявшись за веревку, шагнул в бурлящий поток. Ноги сразу почувствовали давление, а еще лютый холод. Рана тут же начала пульсировать, и прежде чем продолжить движение, я немного постоял, давая телу привыкнуть. Щенок начал трепыхаться, но я держал его крепко, а стоило забраться в воду по пояс, волчонок сразу притих. Видимо, понял, что если я его выпущу, живым он из воды уже не выберется. Я и сам с большим трудом оставался на ногах, только веревка давала хоть какую-то уверенность, что меня не смоет потоком в случае падения. Выбравшись на другой берег, я некоторое время переводил дыхание. Без падения все же не обошлось, и Жухлый в полной мере ощутил на себе всю прелесть купания в ледяной воде. Благо река в ширину была всего 3 метра, и я успел выбраться на берег прежде, чем щенок нахлебался. Однако теперь он снова смотрел на меня с опаской и не спешил приближаться. «Ой, ладно тебе», — усмехнулся я. «Мне вон тоже досталось, я же не ною». «Ну, ты идешь, нет?» Жухлый продолжал с недоверием коситься на меня и неуверенно переминался с лапы на лапу прямо у входа в расщелину. «Ну, как хочешь», — отмахнулся я и, перехватив винтовку, двинулся вперед. Крики я услышал раньше, чем увидел сам лагерь. Сердце сжалось в нехорошем предчувствии, и я еще крепче стиснул оружие. Жухлый все-таки решил составить мне компанию и плелся следом, прижав уши. Совсем как вчера ночью, когда мы шли к раскопу. Неужели я опоздал? И Рой сейчас доделает то, что не успел при первой атаке. Глава 11. Типичный человек. Ближе к выходу из ущелья я догадался, что Рой здесь ни при чем. Да и враги из-за ленточки тоже не имели отношения к шухеру в лагере ученых. Это были наши. Кучка выживших зэков, изголодавшихся по женскому теплу и отчего-то решивших сменить маршрут. И теперь, когда они дорвались до вожделенного, даже не знаю, что могло их остановить. Вряд ли удастся достучаться до здравого смысла тех, кто уже вовсю пустился в разгул, почувствовал власть, полную свободу и безнаказанность. Тем более, что сила оказалась на их стороне. Сильно сомневаюсь, что среди яйцеголовых окажется крепкий боец, способный дать достойный отпор и защитить женщин. Но что делать мне? Начать убивать каждого, кто попадет в прицел винтовки? Драться с теми, с кем прожил бок о бок несколько лет? Как остановить этот беспредел, не проливая кровь, если люди, которые его учинили, понимают лишь язык силы?
Да и не вывезу я рукопашную схватку с толпой. Даже если бы со здоровьем был полный порядок, такая драка однозначно закончилась бы моим поражением. А сейчас даже и пытаться не стоит. Мысли метались по черепной коробке, словно стадо испуганных лошадей. Я понимал, нужно делать хоть что-то, вот только решения не находил. А потому просто выбрался из укрытия, наблюдая за происходящим с каменным лицом. На самом деле я только делал безразличный вид. Внутри меня все кипело. Одному богу известно, каких усилий далось удержать палец на спуске и не перестрелять своих бывших сокамерников. Я шарил взглядом по лагерю в поисках плова. Он единственный, кто способен взять заключенных под контроль, да и то не факт. Бардак уже начался, и в такой ситуации мало что может заставить людей остановиться. Но когда я наконец его нашел, то сразу понял, он и не хотел тормозить заключенных. Мало того, сам принимал участие во всем этом дерьме. Плов выбрался из шалаша в одних трусах и с ухмылкой посмотрел мне прямо в глаза. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, чем он там занимался в таком виде. Я уверенной походкой направился к нему. Жухлый повизгивал позади, так и не решившись покинуть ущелье, а я не стал его подзывать. Хрен знает, чем закончится эта история. В случае негативного исхода его попросту грохнут. «Вы чё, совсем ебанулись?» Сходу наехал на смотрящего я. «Заглохни, тень!» — сухо обрезал меня Плов. «Пацанам нужно было расслабиться». «Ты нормальный? Это же беспредел! Или у нас теперь износ в понятие вписывается?» «А ты ничего не попутал?» — хищно оскалился он. «Ты кто есть, чтобы мне за понятие рассказывать?» Некоторое время я собирался с мыслями, чтобы ответить на выпад, но так и не нашелся, что сказать. А потому просто поднял винтовку и направил ствол в голову авторитета. «Останови людей, Плов, или я за себя не ручаюсь», — максимально спокойным голосом объявил я. «Ты чё, Сявка? Ты на кого ствол поднял? Думаешь, меня на понт взять? Да я таких, как ты, еще на малолетке сотнями ломал. Я твое очко по кругу!» Хлоп! Оружие отработало без заминок. Из головы озверевшего узбека вылетело облако кровавой пыли, и он рухнул на землю, словно мешок с дерьмом. Впрочем, таковым он и являлся, несмотря на все попытки казаться правильным человеком. «Пацаны! Плова завалили!» — донесся крик откуда-то справа. Именно это вывело меня из оцепенения. Увы, я не профессиональный убийца, и смерть даже такого человека, каким оказался Плов, возымела определенный эффект. Все-таки он не был посторонним, и какое-то время я даже считал его пусть не другом, но приятелем. Но то, что они устроили в лагере, выходило за рамки моей морали. Я не мог этого принять, как бы ни старался. Нажав на спуск, я запустил цепную реакцию, и последствия не заставят себя долго ждать. По-хорошему, мне бы сейчас бежать, сломя голову, но физическая форма не позволяет. А потому выход только один — валить всех, кто хоть как-то причастен к произошедшему. Все это я прокручивал в голове как-то отстраненно, будто мысли совсем не мои, а так, между прочим. При этом тело уже вовсю действовало. Крикуна, решившего всполошить всю братву, я пристрелил за секунду до того, как принял решение начать убивать. На его крик из соседнего шалаша попытался выбраться мутный, но так и остался лежать наполовину внутри. Странно, но смелый в обычных условиях Ушан вдруг попытался сбежать. И делал это грамотно, непредсказуемо виляя из стороны в сторону и сверкая при этом голым задом. Именно в него он и словил пулю. Его крик всполошил остатки заключенных, которые с первого раза не поняли, что в лагерь явилась смерть. Зэки, словно тараканы, начали вылезать из всех щелей и импровизированных жилищ. Вот только до их мозгов не сразу дошло, что происходит на самом деле. Некоторые так и умирали с выражением удивления на лице. Но все же нашлись и те, кто решил попытаться дать отпор. Пуля свистнула в опасной близости, заставив меня искать укрытие. Собственно, с этим особых проблем не возникло. Я нырнул под прикрытие одного из валунов, которые в изобилии валялись на скальном плато. И с этого момента бой пошел по другому сценарию. Если в первые секунды схватки на моей стороне был эффект неожиданности, то сейчас бывшие товарищи уже отошли от шока и начали действовать скоординированно. Например, цыган вылез из кустов, прикрываясь своей жертвой, женщиной лет 40, и не оставляя мне даже малейшего шанса на чистый выстрел, а нож возле ее горла еще больше осложнял ситуацию. При этом еще Клоп не давал мне высунуться, очень точно посылая пули в мою сторону. Одна из них едва не угодила в ногу, которую я по неосторожности высунул из-за валуна, когда пытался осмотреть происходящее по другую сторону. И с каждой секундой мое положение ухудшалось.
Насколько я помнил, из нашего лагеря в живых осталось человек 30. Я успел убрать лишь 5, включая смотрящего. Сейчас мне в одного нужно как-то добить еще 25, и при этом желательно самому не сдохнуть. Похоже на задачку с отсутствием решения. Гнев уже сошел на нет, отчего мысли более-менее прояснились. Но легче от этого не стало, разве что пришло осознание тупости собственного поступка. Я лично загнал себя в ловушку, из которой не смогу выбраться, если не случится какого-нибудь чуда. Бежать некуда, даже со здоровой ногой это вряд ли возможно. Клоп хороший охотник, и винтовкой пользоваться умеет не хуже меня. «Тень, это ты там гасишься?» — раздался голос цыгана. «Чё за беспредел, братан? Ты нахуя этот геноцид устроил?» «А ты сам не догадываешься?» — не выдержал и ответил я. «За дырки ссаные своих пацанов валить как-то не по понятиям». «А баб насиловать по понятиям?» «Согласен, косяк вышел. Ну и как решать будем?» Внезапно позади раздался шум осыпавшегося гравия, сопровождаемый шипящим матом. Цыган не просто так заговаривал мне зубы, а отвлекал от того, кто в этот момент обходил меня с тыла. Я, конечно, отреагировал, но слишком поздно, и когда обернулся на шум, ствол пистолета уже смотрел мне в лицо. Говорят, что перед смертью перед глазами проносится вся жизнь. Но или я еще не был готов покидать этот мир, или со мной просто что-то не так. Вместо того, чтобы с улыбкой просматривать самые счастливые моменты прошлого, я с ужасом наблюдал за пальцем, который словно в замедленной съемке давил на спусковой крючок. А еще боковым зрением заметил невероятно быструю тень, метнувшуюся к моему палачу. Его смело с ног, но без выстрела не обошлось. Однако прицел был сбит в самый подходящий момент, и пуля лишь оцарапала скулу. Жухлый все-таки решился ввязаться в драку, чем спас мне жизнь. И хотя ему явно недоставало массы и опыта для борьбы со взрослым мужчиной, он справился. Волчонок не стал размениваться на мелкие раны, и как только оказался сверху, впился клыками в глотку жертвы. Человек захрипел и даже попытался отбиться, но Жухлый держался крепко. Пистолет отлетел в сторону, и моему питомцу ничего не угрожало, поэтому я выключил его из внимания и сосредоточился на новой цели. Еще один из бывших товарищей решил, что он самый хитрый. Он высунулся из-за шалаша, который выбрал в качестве укрытия, и уже поднимал оружие, чтобы убрать угрозу в моем лице. Одного он не учел. Шалаш спасал его ровно до того момента, пока я не знал, что за ним кто-то прячется. Стрелял я навскидку, но целиться и не требовалось. Во-первых, было достаточно его ранить, чтобы вывести из уравнения, а во-вторых, расстояние не превышало и 10 метров. С такого попасть в корпус можно даже с завязанными глазами, при наличии опыта, естественно, что я и продемонстрировал. Противник словил пулю в живот и со стоном, согнувшись пополам, повалился на землю. А я снова поспешил сделаться максимально компактным, чтобы уместиться за валуном. Очередной выстрел клопа прошил рукав куртки, который слегка высунулся из-за камня. «Сколько еще крови вы готовы пролить?» — выкрикнул я, прижимая к себе Жухлого. «А какие у нас еще варианты?» — тут же ответил цыган, который почему-то взял на себя роль переговорщика. «Ну, не знаю», — пожал плечами я, словно меня могли видеть. «Например, свалить, пока я добрый». «Тень, не тупи нас больше», — подключился к разговору Клоп. «Как думаешь, долго ты сможешь продержаться? Тебе ведь нужно спать». Чертов ублюдок, а ведь он прав. Я и сейчас с трудом удерживал тело в одном положении. Одно неверное движение, я схлопочу пулю. И особой разницы нет, в какую часть тела она влетит. Этого хватит, чтобы вывести меня из боя. Затем быстренько упокоить навсегда. Внезапно волчонок завертелся у меня в руках, а в следующую секунду вырвался и стрелой помчался по открытому пространству. «Стой, дурак!» — крикнул я, но было уже поздно. Клоп среагировал на движение зверя и открыл огонь. Первая пуля ударила в камни буквально в паре сантиметров за Жухлым, а после второго выстрела щенок взвизгнул и кубарем полетел в кусты. В данный момент я ничем не мог ему помочь, разве что воспользовался заминкой и попытался убрать снайпера, позицию которого давно определил. Я видел, как он разворачивал в мою сторону ствол, но ему не хватило мгновения. Моя пуля легла ему точно в лоб. Клоп клюнул носом в камни и больше не двигался, а я уже в который раз едва успел укрыться от нового залпа. Стреляли как минимум с 3 точек, а значит, пока я здесь сижу, противник становится сильнее. Но хорошего стрелка они лишились, да и мутного я успел убрать еще в самом начале заварушки. Остальные стреляют так себе, хотя это не значит, что можно, словно герой боевика, выскочить в центр лагеря и начать палить во все, что движется. Даже самый криворукий стрелок способен загнать пулю в глаз, пусть и по чистой случайности. Жухлый продолжал скулить из кустов, но хотя бы не двигался, и это волновало даже сильнее. Куда ему угодил Клоп?
Сколько времени у волчонка осталось, прежде чем повреждения перейдут в стадию необратимых? И вообще, какого хрена он вдруг сорвался с места? Нет, понятно, что его погнал страх, но перед чем? Ситуация не менялась, и рядом со мной он был в безопасности. И он это понимал. «Эй, тень! Ты же понимаешь, что живым тебе уже не выбраться. Давай не будем усложнять!» Снова завел разговор цыган. «Ты дурак? Нет?» — усмехнулся я. «Чем больше вас, мудаков, я утяну за собой, тем лучше. И пока счет в мою пользу. А что за тварь ты с собой притащил? Может, нам с нее и начать, как считаешь?» «Ну попробуй», — буркнул я и резко высунулся из укрытия. На то, чтобы произвести прицельный выстрел, у меня максимум секунда, но этого должно хватить. Цыган все еще прикрывался телом женщины, но в отсутствие очевидной опасности успел немного расслабиться. Именно на это и был расчет. Мгновение ушло на то, чтобы поймать его наглую рожу в прицел, и столько же я потратил на выстрел. Женщина вскрикнула, хватаясь за шею, у которой находился нож. Но даже если он отточен как бритва за одно движение, умирающий человек вряд ли способен рассечь мышцы до артерии. А кожа заживет, ничего страшного. Зато теперь зэки остались без переговорщика. Без нормального руководителя, а не обыкновенный сброд, хотя все еще опасный. а Вдруг раздался истошный вопль. Так люди кричат только перед неминуемой гибелью, когда смерть не просто заглянула в глаза, а уже впилась в губы прощальным поцелуем. Однако я все так же продолжал сидеть в укрытии, не решаясь взглянуть на происходящее. А вот Жухлый отреагировал иначе. Он выполз из кустов и с выражением полного ужаса на морде попытался покинуть лагерь. То, что сейчас убивало людей, пугало его больше, чем смерть от пули, боль от которой он испытывал. Я так и не понял, куда она ему прилетела, а как следует рассмотреть не успел. Внимание отвлек пробежавший мимо человек, один из наших. Он даже не обернулся, хотя знал, что я нахожусь за этим камнем и в моих руках оружие. Рой. А это был именно он. Настиг беглеца буквально через секунду. Темное облако окутало его, подняло над землей, а затем по ушам снова ударил крик, полный ужаса и обреченности. Не знаю, что происходило внутри этой загадочной массы, но буквально через секунду Рой умчался обратно вглубь лагеря. А на том месте, где он разобрал человека, осталась лежать лишь нога в небольшой лужице крови. Вскоре весь лагерь поглотила паника. Люди беспорядочно метались в поисках укрытия, но Рой настигал их повсюду. Я уже без опаски поднялся во весь рост и с открытым ртом наблюдал за происходящим. Туча металась от одного человека к другому, буквально за секунду перемалывая тела. Но вот что странно, коренных обитателей лагеря Рой попросту игнорировал, как, впрочем, и меня. А ведь я предполагал нечто подобное, когда слушал рассказ Татьяны. С момента его появления прошла максимум минута, а из бывших заключенных остался только я и Нос. Последний лежал среди камней, свернувшись калачиком и обхватив голову руками, словно это могло его спасти. Покончив с людьми, Рой метнулся в сторону Жухлого. Волчонок завизжал и даже попытался подняться, заметив приближение жуткой твари. Сложно сказать, какую боль он при этом испытывал. Его сил хватило буквально на один рывок, всего в пару метров. Темное облако дернулось в сторону зверя, и в этот момент во мне что-то щелкнуло. «Нет!» — взревел я во всю глотку. Странно, но Рой почему-то послушался. Нет, в его поведении не было слепого подчинения. Это больше походило на то, что он прислушался к моей просьбе. Некоторое время он провисел над щенком, словно размышлял над чем-то, а затем вдруг метнулся ко мне. Страх моментально окутал меня холодными щупальцами, даже кончики пальцев неприятно закололо от дополнительного притока крови. Но что я мог противопоставить этой штуке? Однако рвать меня Рой не стал. Завис всего в сантиметре от лица и, как мне показалось, пристально рассматривал. Это продлилось несколько секунд, и за это время я как раз успел рассмотреть все значимые моменты своей жизни. А затем он резко сорвался с места и вскоре исчез в облаках. А я все стоял, не в силах пошевелиться. Из этого состояния меня вывел Жухлый, который все это время жалобно скулил. Я бросился к нему, на ходу доставая из рюкзака аптечку. Последний укол обезболивающего, который я оставлял на крайний случай, вонзился в ляжку волчонка. Я без сожаления вдавил поршень, облегчая страдания мохнатого друга. Да, за этот укол я мог бы выменить все, что только пожелаю. Но это все сейчас лежало передо мной и с надеждой смотрело прямо в глаза. «Эй, здесь есть медик?» — крикнул я, осматривая волчонка на предмет ранения. Пуля влетела ему в живот и прошла на вылет. И вроде бы жизненно важные органы не задеты, но вот кишечник пробит. О чем говорит вытекающая из раны зловонная жижа. «Да ёб вашу мать!» — взревел я. «Помогите же кто-нибудь!» «Что с ним?» — спросила женщина, на шее которой остался порез от ножа цыгана.
Сейчас ее рана уже подсохла и не кровоточила. «Пустите, дайте посмотреть». «Вы медик?» «Биолог», — ответила она, что для меня было чем-то равнозначным. Нет, я понимаю, что это совершенно разные науки, и уж тем более профессии, но ведь должна она что-то понимать в устройстве живых организмов. «Ему нужна операция», — заявила она. «И где я тебе ее возьму?» — развел руками я. «Ты поможешь ему или нет?» «Я попробую. Его нужно перенести». «Веди», — кивнул я и, присев перед Жухлым на корточки, взял его на руки. Я сидел у входа в пещеру, куда ученые стянули остатки оборудования и попытались восстановить лабораторию. Именно туда я перенес волчонка, после чего меня вытолкали на улицу, чтобы не мешался под ногами. Конечно, я немного поскандалил, но вмешиваться в то, где от меня нет никакого прока, не стал. Так и сидел в ожидании вердикта, пока ко мне не подошла Татьяна. «Спасибо». Она опустилась рядом со мной. «За что?» «За то, что вмешался». «Угу», — буркнул я. «Не переживай. Наташа ему поможет. Как тебе удалось его приручить?» «Случайно». «Это ты привел Рой?» «Ага. Именно поэтому и шкерился. За камнем», — с сарказмом ответил я. «Но мы видели, как ты им управлял». «Не пари чушь», — огрызнулся я. «Я понятия не имею, откуда он здесь взялся и почему вдруг послушался меня». «Но он ведь не тронул нас. Убил только этих. Почему?» «Мне это откуда знать? По-моему, это вы здесь ученые, а не я». «Хочешь сказать, все это произошло случайно?» «Вообще без понятия». «Ты ранен? Давай я обработаю». «Да отвали ты!» — рявкнул я и ударил девушку по руке. «Чё тебе надо от меня? Иди занимайся своими делами». «Я помочь хотела». «А тебя никто не просил». «Ну и сиди здесь один, придурок». Выругалась она и неровной походкой зашагала прочь. Я снова погрузился в мрачные мысли. Ранение волчонка сильно подкосило мой моральный дух. И как я ни пытался отвлечься от бреда, что непрерывным потоком лез в голову, ничего не получалось. Мне очень не хотелось терять четвероногого друга. Казалось, будто он единственный на всей планете, кому есть до меня хоть какое-то дело. Впрочем, скорее всего, это правда. У меня больше никого не осталось. Я лично собирался убить всех, с кем прожил здесь долгие 5 лет, с кем сидел за одним столом и переживал все невзгоды. Но и спокойно смотреть на то, что они здесь устроили, было выше моих сил. «Как собачку зовут?» — раздался голос за спиной. Я обернулся и ничего не понимающим взглядом уставился на Наталью. «Чего?» — переспросил я. «Собачку, спрашиваю, как зовут?» «Вы про Жухлова?» «Ну-ка, со мной пошли». Женщина развернулась и скрылась в полумраке пещеры. Когда я заносил сюда Жухлова, то не особо осматривался. Меня больше беспокоило его состояние, чем внутреннее убранство. Но сейчас, сидя на кушетке, я с любопытством крутил головой. Щенок лежал в отключке неподалеку, окутанный тонкими трубочками капельницы. Брюхо перебинтовано, но повязка чистая, что уже хорошо. «На меня смотри!» Строго повернула к себе мою рожу Наталья и посветила в глаза небольшим карманным фонариком. Затем попросила открыть рот, последить за ручкой и дотронуться до кончика носа с закрытыми глазами. Зачем-то постучала молоточком по локтям и коленям, потрогала гланды и даже в уши заглянула. «Травмы в последние дни были?» «Да, ногу сильно порвал», — честно ответил я. «Ясно». «Что именно?» «Вид у тебя не самый здоровый, а еще помыться бы не помешало. Показывай ногу». Я спустился с кушетки, снял штаны и молча продемонстрировал грязную повязку на голени. «Да. Как еще от сепсиса?» «Да. Как еще от сепсиса не сдох?» — усмехнулась Наталья. «Антибиотик вколол». «А откуда такое богатство?» «Заначка. На черный день». «Ясно. Да не дергайся ты». «Больно вообще-то». «Зато бесплатно. Терпи, я должна осмотреть». «Ох, ё...» «Что там?» «Антибиотик, говоришь?» «Ну да». «А он у тебя еще остался?» «Одна ампула. Приберег на крайний случай». «Да что там у меня?» «Сиди ровно. Сейчас все покажу». Наталья на какое-то время закопалась в ране, затем продемонстрировала мне странную белую субстанцию, похожую на паутину. «Что это?» «Не уверена, но, кажется, это мицелий». «А по-русски можно?» «Грибница». «Какая еще нахер грибница?» «Вот и мне интересно. Особенно если учесть, что она тебе ногу спасла. А может и жизнь». «Вы это серьезно сейчас?» «А по мне видно, что я шучу?» «Хм, любопытно». «Да что там, мать вашу!» «Похоже, он живет только в омертвевших тканях.
Так, аллергия на какие-нибудь препараты есть?» «Вроде не было», «Замечательно», — буркнула она и куда-то ушла. Я воспользовался моментом и выкрутился, чтобы взглянуть на ногу. И то, что я там увидел, меня не сильно порадовало. Края раны все еще казались воспаленными, но кожа вокруг выглядела вполне здоровой, без припухлостей и какого-либо изменения в цвете. А вот шов окутывала та самая белая субстанция, которая больше походила на плесень. «Ну, как тебе?» — с ухмылкой спросила Наталья, держа автоматический шприц. «Отвратительно». «Согласна. Давай полежи спокойно еще минут 10. Я пока почищу рану и нормально тебя заштопаю». «А с жухлым что?» «Выживет твоя псина, не волнуйся. Имечко ты ему, конечно, выбрал». «На какой откликнулся, такой и оставил», — буркнул я, уткнувшись лицом в кушетку. «У вас здесь какие-нибудь физики или энергетики есть?» «А тебе зачем?» «Я кое-что интересное в горах обнаружил. Хотелось бы, чтобы на это кто-то из ваших взглянул». «Юрий Михайлович, разве что», — задумчиво ответила Наталья. «А он кто?» «Немного там, немного здесь», — неопределенно ответила она. «но как теоретик он довольно неплох». «Все мы здесь только теоретики». «Это ты точно подметил», — расхохоталась Наталья. «Так, помолчи сейчас. Не отвлекай, если не хочешь, чтобы я тебе полноги оттяпала». Я благоразумно заткнулся, а про себя подумал, что Наталья довольно неплохо держится после того, что ей довелось пережить. Да и Татьяна не тянула на жертву. Видимо, Элпис оставила в живых только самых сильных, готовых пойти на все ради выживания. Но, скорее всего, дело в чем-то другом, и мы обязательно разберемся, в чем именно. Рой не просто так нас не тронул, он что-то почувствовал. Не уверен, что моя гипотеза верна, но считаю, что он принял нас за своих создателей, за тех, кто когда-то населял эту планету, а затем по какой-то причине ее покинул. И, честно говоря, именно эта причина не дает мне покоя. Как бы наше присутствие не привело к рецидиву, или того хуже, не привело беду на Землю. Глава 12. Экспедиция. На полное выздоровление ушло почти 2 недели. В отличие от меня, Жухлый носился по лагерю уже через 3 суток. Что-то щелкнуло в его волчьих мозгах, и он напрочь перестал бояться людей, зато научился их бесить. Только ленивый не крыл щенка последними словами, и было за что. Ведь он тащил все, что не прибито, а затем трепал в сторонке до состояния мелкой трухи. Но больше всего предпочитал грызть обувь, ценность которой на Элпис превышала все возможные пределы. Вместе с Жухлым втык получал и я. Жалобы я не игнорировал. Напротив, каждый раз наказывал зверя и ругался, а однажды даже прутиком вдоль спины прошелся. Но подобными способами унять щенячью энергию было невозможно. Тогда я пошел другим путем. Всюду таскал его с собой, чтобы он находился под постоянным контролем. Ситуация сразу пошла на лад, и чем больше я с волчонком занимался, тем меньше бед он приносил. С другой стороны, своими проказами Жухлый помог мне быстро перезнакомиться со всеми обитателями лагеря. Так я поближе узнал Юрия Михайловича Семецкого, того самого, о ком рассказывала Наталья. Мужик он оказался грамотный, наблюдательный, несмотря на то, что был теоретиком и порой выдвигал совершенно фантастические теории. Знаний в его голове хватало, чтобы обосновать каждый подобный бред на непонятном для меня научном языке. В общем, большую часть времени я проводил в его компании. «А вы не заметили, откуда взялся Рой, который уничтожил ваш корабль?» — как-то спросил его я. «Честно говоря, нет», — смущенно ответил Семецкий. «В тот момент как-то не до того было. Шкуру бы спасти». «Понимаю. Просто я был на месте раскопок и обнаружил в древней стене небольшие отверстия». «Вы знаете, а ведь они там уже были, когда мы начали раскопки», — задумчиво произнес он. «Собственно, мы именно поэтому и взялись за разработку того места. Татьяна обнаружила в земле необъяснимые следы. Мы произвели замеры и получили весьма любопытные данные». «Это какие?» «Увеличенный электромагнитный фон, плюс, как бы вам объяснить, в общем, мы поймали некий радиосигнал, словно кто-то транслировал передачу из-под земли. К сожалению, расшифровать его нам так и не удалось, не успели, но я склонен считать, что именно он управляет роем.
Вы не поверите, но он напомнил мне одну мелодию из детства. Дай бог памяти. Никак не могу вспомнить, где я ее слышал». Семецкий постепенно начал уходить от волнующей меня темы, и я поспешил вернуть его в правильную колею. «То есть Рой вырвался еще до того, как вы приступили к раскопкам?» «Да-да, я склонен считать, что все именно так и было. Вы что-то об этом знаете? Вы говорили, что получили знания о прошлой цивилизации. Там есть информация о чем-то подобном. Каково назначение Роя?» «Простите, но мне нечего вам ответить», — развел руками я. «Информация скрыта глубоко в подсознании. А скажите, Юрий Михайлович, связь пропала до того, как вы начали копать, или после?» «Хм, а вы очень неоднозначный молодой человек», — с хитрым прищуром посмотрел на меня Семецкий. «Я ведь даже не думал об этом, а стоило. И вы правы, связь пропала примерно за неделю, до того, как мы обнаружили это место. Вначале она просто сбоила, мы даже между собой с трудом переговаривались. Судя по вашим вопросам, вы о чем-то догадываетесь. Может, поделитесь предположениями?» «Я думаю, что наше появление на этой планете активировало некую систему безопасности». «Тоже мне новость», — вальяжно отмахнулся Семецкий. «Я выдвинул эту теорию еще в тот момент, когда мы не смогли покинуть планету». «Да, кстати», — ухватился я за еще одну ниточку. «Вы вообще не смогли взлететь? Или речь идет конкретно о космосе?» «Нет. Корабль был полностью исправен и без особых проблем поднимался до уровня стратосферы. А затем у нас попросту отказывала вся электроника, будто кто-то или что-то вмешивалось в ее работу. Мы дважды едва не разбились, прежде чем поняли, что дело не в корабле». «Стоп!» — лицо ученого вдруг засияло. «А ведь вы, скорее всего, правы. Если Рой обитает в стратосфере, это многое объясняет. Экранизация сигнала связи, влияние на энергетику корабля. Я-то всю голову сломал, как эти твари нас находят. Ведь для этого должна существовать система навигации. А мы не обнаружили ни одного спутника на орбите. А что, если наниты образуют не только защитную систему, но и являются автономной спутниковой системой? А главное, в стратосфере сосредоточено огромное количество энергии. Это объяснило бы, каким образом эти малютки просуществовали так долго». Ученого натурально понесло. Он развивал и развивал эту теорию до тех пор, пока я не перестал что-либо понимать. Все-таки наш лексикон сильно разнился. Да и мои мысли, следуя за бормотанием профессора, улетели так далеко, что я уже и забыл, что хотел выяснить. Однако после той беседы мы с Семецким начали проводить очень много времени вместе. Никаких открытий мы больше не сделали, но общаться с умным человеком было приятно. Тем более, что в последние годы, кроме блатного жаргона, в мои уши практически ничего не вливалось. Вторым близким человеком стала Татьяна. После операции я несколько дней провалялся пластом, и лишь ее регулярное появление у моей койки не дали мне свихнуться. За свое хамское поведение я извинился в первый же день, и мы больше не возвращались к этому разговору. Из ее непрерывного щебетания я узнал много о камнях, породах, методах их определения и извлечения. Не самая, на мой взгляд, полезная информация, но знания лишними не бывают. Ну а когда я наконец-то смог выбраться из пещеры и начал хоть как-то передвигаться по лагерю, наши отношения плавно перешли в горизонтальные. И вроде я должен был прикипеть, оставить тягу к приключениям, но желание свалить подальше почему-то росло с каждым днем. Я все больше времени проводил с профессором, превращая наши редкие свидания с Татьяной в быстрые потрохушки — а по окончании стремился сразу же свалить, ссылаясь на дела и заботы. По прошествии 2 недель нога окончательно зажила, и от раны осталось лишь слабое зудящее напоминание. И вскоре я покинул лагерь в компании Семецкого и еще 2 ученых. Ну и Жухлова, конечно. Этот сорванец ни на секунду не оставлял меня одного. Заодно прихватил с собой Носа. К слову, его судьбу решило настоящее демократическое голосование. И, пожалуй, я единственный хотел пустить ему пулю в лоб. Но цивилизованное общество настояло на том, чтобы дать вчерашнему насильнику второй шанс. Однако самым смешным было не это. Его жертва спустя несколько дней уже добровольно с ним возлежала. Вот такой вот стокгольмский синдром.
Природа снова радовала хорошей солнечной погодой и стабильно раз в день поливала нас теплым летним дождем. От него на какое-то время становилось легче, но затем наваливалась липкая и невыносимая духота, от которой некуда было деться до самого вечера. Зато грибы полезли изо всех щелей, значительно расширяя питательный рацион. К удивлению, ученые-мужи разбирались в них значительно лучше меня, хотя выживальщики из них, прямо сказать, никакие. Выносливость, как у стариков, и это при том, что на данной планете они находились гораздо дольше остальных. На расстояние, которое я хромым преодолел до обеда, когда искал лагерь, мы потратили весь день. А впереди нас ждал еще очень долгий путь до пещеры. Даже не представляю, сколько времени уйдет на его преодоление. Но это не важно, лишь бы задуманное сработало. Да и к разбитому кораблю мы шагали не просто так. Здесь, в поле, все еще дожидался своего часа кусок панели с рацией. Даже если она не оживет, как это было в прошлый раз, ученые смогут восстановить ее у себя в лагере. Собственно, именно за этим с нами в путешествие отправились эти двое. Остальные посчитали нашу затею чистой воды авантюрой и вписываться в нее не пожелали. «Вот это место!» Я указал на раскоп, в котором покоился кусок панели от корабля европейцев. «Думаю, если пойти по следам из обломков, отыщем и другие остатки их корабля». «Некогда нам этой херней заниматься», — с умным видом заявил один из мужиков. Его звали Анатолий Васильевич. Точнее, это он хотел, чтобы звали. Но кроме как Толик, в лагере к нему не обращались. В штате он числился программистом, но довольно неплохо разбирался и в радиоэлектронике. В лаборатории даже стоял собранный им из каких-то осколков прибор. И вроде даже работал, вот только кроме белого шума ничего не производил. С другой стороны, на Элпис глючило даже заводское оборудование для связи. «Ну, чего там?» — спросил его напарник. Этот был инженером-энергетиком и очень гордился тем, что в лагере есть электричество, которое вырабатывали самодельные солнечные панели, а еще небольшая турбина, ее вращал поток горной реки. Петр Иванович, а звали его именно так, тоже относился ко мне скептически, считая все мои рассказы о работающей ни от чего радиосвязи бредом наркомана. В экспедицию он отправился лишь с одной целью, чтобы это доказать. К слову, он очень сильно недолюбливал и Семецкого, называя его докторскую степень по теоретической физике псевдонаучной. Крайне высокомерный тип. У меня он вызывал непреодолимое желание сломать ему челюсть. «Ничего, питание 0», — ответил Толик из Шурфа. «Ну, в общем, все именно так, как я и говорил», — фыркнул инженер. «Ага, стоп», — Толян закопался в осколке панели. «Кажется, я понял, в чем дело. У рации есть резервный источник питания на случай аварийной ситуации». «Вот вам и ответ», — снова самодовольно ухмыльнулся Петр. «И никакой магии». «А я разве что-то говорил о магии? Я сказал, что слышал передачу с Земли». «Вообще-то это нереально», — вступил в беседу Толик. «Эта модель не может работать без внешней антенны, а она сгинула вместе с кораблем». «Видимо, вы в тот вечер не теми грибами ужинали», — подколол Петр. «Те, что вы сегодня набрали, с черными шляпками, как раз имеют свойство вызывать галлюцинации». «Да мне похер, верите вы или нет», — пожал плечами я. «Я прекрасно знаю, что слышал. И эта панель светилась вся, а не только часть радиостанции». «Боюсь, это невозможно», — пробормотал Толян и снова закопался в осколки. «Что он там делает?» Я почувствовал неладное. «Снимаю радиостанцию», — донеслось из ямы. «В лагере мы сможем построить антенну и попытаемся связаться с землей. Здесь довольно неплохой усилитель. Я немного его подшаманю, и получится совсем хорошо». «Не думаю, что это хорошая идея. Вы не хотите дождаться ночи и посмотреть, что будет?» «У нас нет времени на вашу ерунду», — отмахнулся Петр Иванович. «Отойдите и не мешайте работать». «Пойдемте, Евгений», — подхватил меня под руку Семецкий. «Эти глупцы настолько высокомерны, что не видят дальше собственного носа». «Сказал тот, кто считает оккультные ритуалы частью науки», — фыркнул инженер. «Слышь, а ты че такой борзый?» — дернулся было в сторону ученого нос, но я его придержал. «Не лезь», — сухим тоном произнес я. «Пусть занимаются». «Нет, ты если что скажи, я этому мудаку быстро очко развальцую», — приосанился бывший зэк. Петр Иванович буркнул что-то себе под нос и сделал вид, будто сильно занят осмотром осколка панели. Даже на корточки присел и задал пару наводящих вопросов копошащимся в проводах Толяну.
А мы вернулись к останкам корабля, где организовали стоянку. Здесь, в случае дождя, можно было укрыться в корпусе. Нос занялся костром. Семецкий уселся на искореженный кусок металла и принялся чистить грибы. Я плюхнулся напротив и взялся за корнеплоды, которые отдаленно напоминали нашу земную картошку. Некоторое время висела неловкая тишина, которую нарушил Нос. «Никого не хочу обидеть, но эти ученые — настоящие ублюдки», — произнес он. «Будь моя воля, я бы им прямо у ямы ебальники поломал». «Насилие не выход», — ответил Семецкий. «Таких людей нужно бить, их же оружием». «А, по-моему, на них проще забить», — добавил я. «И это будет наилучшим решением», — одобрил мой метод Юрий Михайлович. «Скажите, Евгений, а что вы собираетесь найти в той пещере?» «Понятия не имею», — пожал плечами я. «Возможно, ответы». «И что же вас волнует?» «Для начала хочу знать, что происходит дома. Но не менее важный вопрос, что случилось с местной цивилизацией?» «Она погибла», — усмехнулся ученый. «По-моему, это очевидно». «Да, но от чего? Что если этот процесс цикличный? Вдруг их уничтожил кто-то более сильный, и теперь из-за нас он сможет отыскать Землю?» «То есть вы полагаете, что человечество родилось здесь и колонизировало нашу родную планету?» «А вы считаете иначе?» «Отнюдь. Наши мысли сходятся, как два кусочка пазла», — покачал головой Семецкий. «Вы не перестаете меня удивлять, Евгений. Дело в том, что не так давно была опубликована одна любопытная работа в сфере генетики. Так вот там утверждается, что огромная часть человечества имеет один общий геном. Статистические данные показали, что существует 4 генотипа, лежащих в нашем фундаменте, и, похоже, мы с вами имеем одного общего предка. Будь у меня необходимое оборудование, я бы смог это доказать». «Вот поэтому я и хочу разобраться в происходящем. Может, нам удастся отыскать какое-нибудь оружие?» «И зачем оно вам? С кем вы собрались воевать?» «Вы меня плохо слушали, Юрий Михайлович», — усмехнулся я. «Я ведь рассказывал вам о европейцах. И корабль, осколки которого мы сейчас осматриваем, не единственный на Элпис». «Я прекрасно тебя слышал, а вот ты меня нет. Проливать кровь — это не выход». «Ага, с нами у вас что-то не очень вышло договориться», — усмехнулся Нос. «На силу нужно отвечать только силой. Даже в природе выживает сильнейший». «Ошибаетесь, молодой человек. Выживает тот, кто лучше приспособился. И это не всегда сила. Человек по своей природе слаб. Вы ведь не сможете победить тигра голыми руками». «Так а нафига оно мне, если есть автомат?» — не уловил сути Нос. «Вот о том я и говорю», — поднял палец Семецкий. «Оружие как раз и является тем самым процессом приспособления. У зверей есть шкура, чтобы пережить мороз, в то время как нам для этого приходится строить дома». «Мы сейчас о пустом треплемся», — перебил ученого я. «Здесь вопрос не в том, кто лучше приспособился или кто сильнее. Мы говорим о сложности взаимоотношений. У нас не получится договориться с синими просто потому что. Это даже на Земле оказалось нереально, при всех имеющихся ресурсах. Так что я предпочту иметь весомый аргумент, который позволит нам выжить». «Бабах!» — раздался мощный взрыв. а Почти одновременно с этим донесся крик со стороны руин. «Помогите!» Не сговариваясь, мы все разом бросились к раскопкам, а когда выскочили из-под леска, застали интересную картину. У ямы на 5-й точке сидел Петр Иванович и орал во всю глотку. Наверняка еще и глаза выпучил от страха. Из раскопа поднимался характерный дымок, который намекал на то, что Толик доигрался с проводами. Однако стоило бросить взгляд на Жухлова, сразу стало понятно. В произошедшем виновны древние технологии. На оценку ситуации ушло мгновение, а в следующее я уже во весь опор мчался к инженеру. Вначале собирался поинтересоваться, что случилось, но для этого оказалось достаточно посмотреть в яму. Впрочем, по запаху паленого мяса уже можно было многое сказать, но окончательную надежду развеял вид тела. Даже не представляю, какой силы должен быть разряд, чтобы с человеком произошло такое. Его не просто убило. Он натурально сварился за секунду, притом до состояния, когда мясо само отваливается от костей. Руки почернели, приняв на себя основное количество энергии. «Да завались ты!» — рявкнул Нос и влепил верещащему инженеру звонкую пощечину. Тот моментально заткнулся и уставился в яму немигающим взглядом. «Что с Толиком?» — заикаясь, спросил он.
«Он жив?» «Ага, сейчас только шнурки погладит и вылезет», — усмехнулся Нос. «По-твоему, это смешно?» — сорвался на визг Петр Иванович. «Ты что, идиот?» «Я тебе сказал, хлебал завали!» — огрызнулся зэк и без малейших колебаний сунул ученому ботинком по ребрам. Инженер захрипел и повалился на землю, хватая ртом воздух. А Нос замахнулся повторно, чтобы накинуть ему добавку. «А ну, замер!» — рявкнул я и получил одобряющий взгляд со стороны Семецкого. «Не, ну а чё он?» — оправдал свои действия Нос. К хрипящему инженеру подошел Жухлый и, понюхав лицо, несколько раз лизнул его в щеку. Однако Петр Иванович не оценил сей поступок и злобно отмахнулся от зверя. Щенок отскочил и спрятался за моими ногами. «Лучше бы обоссал!» — снова блеснул чувством юмора Нос. «Как думаете, там сейчас безопасно?» — спросил я у Семецкого, на что он молча пожал плечами. И словно специально в этот момент ожила панель управления. Отключенный блок радиостанции лежал на коленях у Толика, но это не помешало ему засветиться. Из динамиков вырвался какой-то треск, плавно перешедший в завывание. «Вот, тот самый сигнал!» Тут же оживился Семецкий. «Если его замедлить в несколько тысяч раз, он превратится в мелодию». Ученый даже попытался ее насвистеть, но я все равно даже близко не слышал ее в шуме, исходящем от панели управления. Завывание продлилось несколько секунд, а затем все стихло. Огоньки мигнули в последний раз, и осколок вновь сделался безжизненным. «Ну и как вам магия, Петр Иванович?» — спросил коллегу Семецкий, протягивая ему руку помощи. «Здесь человек погиб, а вам все шуточки!» — возмутился инженер и с опаской покосился на Носа. «Вас ведь просили прислушаться, но вы считаете себя умнее других. Если бы вы немного подождали, то могли бы избежать несчастного случая». «Мы не могли знать!» «Вот именно. А ведь стоило предположить, что данные процессы цикличны. Просчитай вы их, все было бы в порядке». «Ладно, чего теперь воздух сотрясать?» — поморщился я. «Все уже случилось. Надо бы его достать и похоронить». «Чё-то я очкую туда лезть», — заметил Нос. «Вдруг еще раз пизданет?» «Не думаю», — покачал головой Семецкий. «Скорее всего, разряд бьет один раз, в строго отведенное время. Я полагаю, что здесь находится некий центр управления нанитами». Мы так и стояли на краю раскопа, не решаясь спуститься за телом Толика. Все наши теории никак не помогали, даже если были правдивы. «Смотрите!» — указал пальцем в небо Нос, и мы дружно подняли лица. «Спокойно», — произнес я и потрепал по загривку прижавшегося к моим ногам Жухлого. «Они тебя не тронут». Рой в самом деле не обратил на нас никакого внимания. Он сразу же рухнул в раскоп и в считанные секунды обратил в пыль все, что там находилось, включая тело ученого, а затем также спокойно умчался в облака. Мы все еще с открытыми ртами смотрели ему вслед, когда внутри, за стеной, что-то затрещало, а из отверстий вырвалось голубое свечение. Воздух вокруг мгновенно наэлектризовался, отчего на голове зашевелились волосы. Но со мной на этом дело не кончилось. Перед глазами снова появился город, уже другой. На этот раз это была промышленная зона, и от ее масштабов захватывало дух. А спустя мгновение я вдруг осознал, что раньше здесь располагался космический порт. Вон там, дальше, где плато до сих пор не могут захватить большие деревья, находилась посадочная площадка. А на месте раскопа стояла высокая башня, отвечающая за навигацию. А еще я узнал, что этот порт принадлежал обычному предприятию по переработке руды. Это его останки разбросаны повсюду. А управляла всем этим автоматическая система с искусственным интеллектом. Вот только ее уровень в 1000 раз превосходил все, что придумало человечество. Все мои знания были поверхностны, но давали общее понимание об устройстве древней цивилизации. Озарение продлилось недолго, но на этот раз знания не улетучились. Я мог с точностью до миллиметра указать, где находилось то или иное строение, за что оно отвечало и каким образом функционировало. Хотя в нашем случае толку от этого было немного. «Вы что-то увидели?» — глядя на меня немигающим взглядом, спросил Семецкий. «Просто у вас было такое лицо, будто вы переместились в другую реальность». «Да, похоже, так оно и было», — кивнул я, осторожно копаясь в памяти, чтобы, не дай бог, не спугнуть все то, что сейчас вспомнил. «Раньше здесь находился космический порт. Эта штука, я указал на раскоп, отвечала за навигацию.
Что-то вроде маяка, посылающего особый сигнал в космос каждые 4 часа. И даже не спрашивайте, как это работает, я все равно не смогу объяснить». «Удивительно!» — с восторгом выдохнул Семецкий и всплеснул руками. «А откуда оно черпает энергию?» «Кажется, напрямую из земного ядра». С удивлением отыскал ответ я. «Невероятно! Их технологии на несколько порядков опережают наши. Боюсь представить, какой будет прорыв, если мы сможем передать хотя бы часть полученной вами информации на Землю. Вы станете национальным героем!» «Вы действительно воспринимаете галлюцинации душевно больного за истину?» — усмехнулся инженер. «В мире попросту не существует материала, способного выдержать температуру и давление внутри ядра планеты. Это все бред и больная фантазия. Можно я ему всеку разок?» Покосился на меня нос, и Петр Иванович моментально закрыл рот. Но я их уже не слышал. Все мое внимание было приковано к руинам на противоположном краю поля. Где-то там, под толщей земли, располагался транспортировочный отсек, в котором до сих пор покоились остатки машин. И что-то мне подсказывало, некоторые все еще находятся в рабочем состоянии. Однако я предпочел утаить эту информацию. В первую очередь потому, что без инструментов до них не добраться. Но я знал, где можно взять нашу, хоть и примитивную, но все-таки технику. От пещеры, куда мы направляемся, до лагеря синих рукой подать. И, может, мы не в состоянии восстановить былую мощь древней цивилизации, но их благами однозначно попытаемся воспользоваться. Нам просто нужно немного времени. Глава 13. Нежеланный попутчик. Ночь прошла без приключений, не считая того, что Жухлый завывал на луну, словно оборотень в момент обращения. Наутро мы отправили трясущегося инженера обратно в лагерь, а сами двинулись к заветной цели. Маршрут я проложил таким образом, чтобы пройти через бывший лагерь европейцев. Не факт, что нам удастся разжиться транспортом, ведь он наверняка весь заточен под биометрию, но что-нибудь ценное там обязательно найдется. В первую очередь меня интересовали принтеры. Пули уже становились серьезным дефицитом, да и помимо прочего, с его помощью можно напечатать много полезного, например, детали для восстановления дрона-разведчика. Естественно, своим попутчикам я ничего не объяснял. Не из каких-то там соображений, просто не счел нужным, ведь от их мнения все равно ничего не зависит. Шли медленно. Семецкий в силу возраста периодически сдавал, и чуть ли не каждые 2 километра нам приходилось устраивать привал. В среднем за световой день по пересеченной местности тренированный человек способен прошагать 20 километров. В нашем случае я не закладывал больше 10. На ночлег вставали заранее, чтобы как следует подготовить лагерь. В течение дня мы собирали все, что пригодно в пищу, а на ночь я ставил примитивные ловушки на мелкую дичь. Портативные осушители постоянно пополняли наши фляги водой, вытягивая ее из воздуха, так что мы ни в чем не нуждались. А по вечерам, когда солнце касалось горизонта, заливая мир яркими розовыми красками, мы садились у костра и слушали истории профессора. Семецкий оказался очень интересным собеседником, а рассказчиком еще лучше. За свою жизнь он много где побывал, мотаясь по различным экспедициям. А уж там чего только не творилось. Так, за неспешными беседами, незаметно пролетели 3 дня пути. На ночлег вставали как обычно, быстро, но без лишней суеты. Нос собирал дрова. Семецкий чистил корешки и грибочки, а я ставил ловушки на звериной тропе метрах в 50 от лагеря. Жухлый носился где-то неподалеку и метил все, во что тыкалась морда. К слову, подрос он уже знатно, и своими размерами сейчас был сравним с взрослой немецкой овчаркой. При этом темперамент все еще оставался щенячьим, от чего страдали все, в том числе и я. Шутка ли, получить с разбега удар лапами в спину, когда совсем этого не ждешь? Однако я старался как можно меньше ругать питомца и продолжал терпеливо его воспитывать. Мы разожгли костер, повесили над огнем котелок, в который заранее зачерпнули воды, когда проходили мимо ручья, и уже приготовились слушать историю об очередном увлекательном приключении профессора, как Жухлый занял боевую стойку и утробно зарычал, а спустя мгновение сорвался с места и скрылся за деревьями. Первое, что я подумал, опять учуял какого-нибудь зверька, что очень даже хорошо, потому как не придется делиться ужином. Но не успела эта мысль угаснуть, как где-то вдалеке раздался девичий визг. Я ломанул в чащу под стать Жухлому.
Мелькающий свет от фонарика кое-как освещал пространство впереди, выхватывая из полумрака причудливые тени. Настало самое отвратительное время суток, когда солнце уже скрылось за горизонтом, но его слабый свет все еще пробивался сквозь кроны деревьев. Мир стал черно-белым, безликим, как и искусственный свет, от которого практически нет толка, но и без него уже ничего не видно. На мгновение я замер, прислушиваясь к ночному лесу, чтобы сориентироваться. Крик не повторился, зато удалось отчетливо разобрать рычание Жухлова. Я подкорректировал направление и снова перешел на бег, уворачиваясь от веток буквально в самый последний момент. Вскоре я выскочил на поляну, где я обнаружил зверя, пытавшегося забраться на дерево. Увидев меня, он тут же рванул к хозяину, что вызвало испуганный вскрик из-за ветвей. Наверняка девчонка решила, что волк непременно должен меня сожрать. Однако, повалив меня на землю, Жухлый принялся лизать мне лицо своим вонючим языком. «Фу, отвали, чудовище!» — отмахнулся от питомца я. Поняв, что играть с ним никто не желает, волчонок вернулся к предыдущему занятию. Злобно зарычал, но при этом взялся игриво скакать вокруг дерева, на которое загнал перепуганную девицу. Я подобрался поближе и направил фонарик вверх. Свет выхватил из темноты ее испуганное лицо, которое она тут же прикрыла рукой, защищая глаза от яркого луча. «Stop! That's enough!» — попросила она. «Чего?» — спросил я, не разобрав ничего, кроме слова «стоп». «Ой, извини». Спустя мгновение до меня дошло, что именно не так, и я отвел фонарь немного в сторону. «Please, take the dog away!» — снова прозвучала непонятная фраза. «Ты не русская, что ли?» — задал я идиотский вопрос. «Я не понимать!» — жутко коверкая язык, произнесла она. «Вот и я ни хера не понял!» — буркнул я, затем прикрикнул на зверя. «Жухлый! Фу!» Волчонок тут же прижал уши, виноватой походкой подошел ко мне и уселся рядом. «What you name?» — спросил я единственное, что знал на английском, и наверняка с точно таким же дичайшим акцентом. «Ада», — ответила она. «Ну и даст же бог имена», — усмехнулся я. «Жаль, что не сатанина». «What?» — явно прозвучал какой-то вопрос, но я его не понял. «Вот-вот», — кивнул я, затем добавил. «Спускайся, не ссы, он тебя не тронет». «Я не понимать». «Да чтоб тебя черти дрючили!» «Спу-скай-ся!» Чуть громче и по слогам повторил я, будто это что-то меняло. Девушка даже не пошевелилась и продолжала смотреть на меня вопросительным взглядом. «Да я понятия не имею, как на вашем картавом это сказать!» — выругался я. «Слезай, говорю!» И ведь красивая, зараза. Хоть сейчас на обложку журнала размещай. Длинные прямые светлые волосы убраны в хвост, высокая стройная фигура, широкие скулы и огромные глаза. Прямой нос придает ей некую породистость, что ли. В Англии таких не бывает. У тех вообще все бабы кривые и имеют больше мужские черты. Да и имечко странное. «Так, есть у меня одна мыслишка. Посиди-ка ты пока здесь», — пробормотал я и дважды хлопнул Жухлова по загривку. «Охраняй». Эту команду он уже более-менее изучил. Не факт, конечно, что выполнит, он сейчас на эмоциях, но и спуститься барышне вряд ли позволит. А я пока в лагерь, по-быстрому сгоняю. Семецкий мужик умный, наверняка с иностранными языками разберется. Уж английский-то он точно знает. «Ну, чё там?» Тут же кинулся с вопросами Нос. «Здесь сидишь, шмотки охраняй. Юрий Михайлович, пойдемте, там ваша помощь нужна». «Ох!» — закряхтел тот, поднимаясь на ноги. «Ну, веди!» Ночь уже вовсю вступила в свои права, и теперь свет фонаря ярко освещал пространство впереди. Обратную дорогу я отыскал без труда, и вскоре мы уже стояли под деревом, на которое снова пытался забраться Жухлый. Девушка наблюдала за ним молча. «Вот!» — указал я рукой на гостью. «Симпатичная!» — тут же оценил ее внешние данные профессор. «Hey, what's your name?» «Ада», — снова ответила девушка. А дальше пошел совсем непонятный мяукающий диалог, в ходе которого профессор объяснил иностранке, что мы ее не обидим, и ей можно смело спускаться. Как только она спрыгнула и выпрямилась во весь рост, я невольно на нее загляделся. Несмотря на потрепанный вид, выглядела она хоть сейчас в ресторан. Слегка чумазая, что лишь делало ее еще привлекательней. «Откуда она?» — шепнул я на ухо профессору. «Да чего ты шепчешь?» — усмехнулся он. «Она все равно ни бельмеса не понимает». «Hey, where are you from?» «The European Union», — с гордостью произнесла она. «And where was she born?» «Norway». «Юрий Михайлович, а вы не могли бы переводить по ходу дела? А то, когда при мне говорят на непонятном языке, я нервничать начинаю».
Я спросил, откуда она. И что говорит? Из Норвегии. Ясно, кивнул я. А сюда как попало? Ну, в смысле, не на Элпис. Здесь как раз все понятно. Я понял. Сейчас узнаю. Профессор вновь перешел на мяукающий язык и вскоре вкратце пересказал мне историю Ады. Она пилотировала тот самый корабль, который Рой разобрал на запчасти прямо в полете. Ее спасло автоматическое катапультирование, когда корабль начал падать. Очнулась непонятно где, и все это время бродила по лесу, в поисках выживших. Судя по всему, напрочь заблудилась. А сегодня внезапно услышала наши голоса и пошла на звук. Затем на нее напал монстр, то есть жухлый, ну и следом уже появились мы. «Ясно», — кивнул я. «А ее не смущает, что мы враги и все такое?» «Бросьте, Евгений», — усмехнулся Семецкий. «Ведь это же отличный шанс показать, что мы не такие дикари, какими нас рисует пропаганда. Неужели вы думаете, что она ночью бросится резать нам глотки?» «Да хрен их там знает», — пожал плечами я. Девушка шла молча, внимательно прислушиваясь к нашей беседе. А я всю дорогу украдкой на нее косился, испытывая смешанные чувства. Одновременно хотелось ее придушить и трахнуть. О Татьяне, которая осталась в лагере и обещала меня терпеливо ждать, я напрочь забыл. Да чего греха таить. Я перестал о ней думать сразу, как только мы перебрались через горную реку. Но эта скандинавка не давала мне покоя, постоянно притягивая взгляд. Как только мы появились у костра, нос вообще начал выхаживать перед ней гусем, всем видом показывая, что вот он-то настоящий мужик. Даже руки начал в стороны разводить, чтобы казаться шире. Выглядел он очень забавно. Я же, напротив, старался казаться менее заметным и каждый раз спешил отвести глаза, чтобы не быть пойманным на излишнем внимании. Но пару раз все-таки прошляпил момент. Наши взгляды встретились, и Ада продемонстрировала белозубую обворожительную улыбку, от которой мое сердце забилось чаще. «Вот же сучка!» — буркнул я и намеренно отвернулся, чтобы окончательно не утратить самоконтроль. Семецкий, глядя на меня, лишь усмехнулся, но, слава богу, комментировать не стал. Вечер обошелся без историй. Профессор периодически перекидывался фразами с Адой, но ни я, ни тем более Нос не понимали, о чем они там мяукают. Покончив с ужином, я встал и, выудив из рюкзака веревку, навис над иностранкой. Девушка тут же сжалась в комок, без слов понимая, что сейчас произойдет. Ее взгляд сейчас очень напоминал мне Жухлова, когда мы впервые встретились в яме. Но рисковать я не мог. Слишком давняя вражда между нашими народами, чтобы вот так спокойно лечь спать и оставить ей свободные руки. «Разве это так необходимо?» — попытался вступиться за девушку Семецкий. «Да, если вы, конечно, не хотите проснуться от того, что захлебываетесь собственной кровью», — ответил я. «Не думаю, что она желает нашей смерти», — покачал головой он. «Она сейчас рада даже заклятому врагу». «Да мне срать», — пожал я плечами и навис над Адой. «Руки вытяни». «What?» — переспросила она. «Че и надо?» — попросил перевода я. «Ну, что-то типа этого она и спросила». Получил я ответ. «Ну так скажите ей, чтобы не брыкалась. Утром развяжу, но спать при ней на чистом доверии я не собираюсь». Семецкий перевел, и девушка послушно выполнила просьбу. И снова посмотрела таким взглядом, что у меня все зашевелилось внутри. Уснуть оказалось не так просто. Мысли постоянно крутились около прелести иностранки, а фантазия дорисовывала остальное. Жухлый еще где-то носился, периодически завывая в ночи. Откуда у него столько энергии? Ведь всю ночь по лесу скачет и днем ни на шаг не отстает. Спит какими-то урывками на привалах, хотя, может, для него такой ритм — норма. Задремал я под самое утро и проснулся, едва солнце коснулось лица. На удивление чувствовал себя достаточно бодро. Первым делом перелил воду из фляги в маленький котелок, подкинул сухих веток в угли и раздул огонь. Дождался, пока это дело как следует разгорится, и уже загрузив веток потолще, подвесил посуду над костром. Обернулся на спящих товарищей и снова залип на иностранке. «Сучка!» — повторил я, но уже как-то так незлобно, и поспешил отвернуться. Как только вода закипела, я бросил в нее горсть травяного сбора, немного подождал и снял котелок с огня. Накрыв его крышкой, начал поднимать остальных членов команды. Потрепал за плечо профессора, отвесил пендель носу и... снова завис возле спящей красавицы. Это уже начинало бесить. А потому я также беспардонно пнул девушку в пятую точку, а заодно отметил про себя, что задница у нее упругая, как мяч. Ада вздрогнула, обернулась и бросила на меня испуганный взгляд, который вскоре сменился смущением. Она молча протянула ко мне руки и слегка поморщилась, показывая, что ей некомфортно.
Я присел перед ней на корточки и, потрепав узлы, развязал вначале руки, а затем и ноги. Норвежка с благодарностью улыбнулась, вызвав целый каскад эмоций. Но я лишь покрепче стиснул зубы и отвернулся. «Ну чё, какие планы?» — нарушил тишину Нос. «Идти дальше», — ответил я. «А с ней чего делать будем?» — кивнул на Аду он. «Ничего, с нами пойдет. Может, еще пригодится». «Жаль», — вздохнул Нос. «Я бы ее трахнул для начала». «Ебальник сразу сломаю», — предупредил его я, а потом жухлому скорблю. «Да ты чё, братан, я же пошутил!» — опешил от моей прямоты он. «Я вообще не претендую». «Ты меня услышал», — спокойным голосом произнес я. Семецкий что-то промяукал Аде, и девушка тут же растянула губы в улыбке. Я грешным делом подумал, что профессор поведал ей о нашей милой беседе с Носом, но тот подхватил кружку и, зачерпнув отвар из котелка, протянул Норвежке. «Thanks», — коротко ответила она. Это слово я тоже знал. Оно означало «спасибо». Выходит, Семецкий ей всего лишь чай предложил. И вот чего она улыбится от каждого слова? Дура. Я снова поймал себя на том, что засмотрелся на девушку и отправился упаковывать рюкзак. Только сейчас до меня дошло, что Жухлый так и не явился с ночной прогулки. Вставив пальцы в рот, я залихватски свистнул и в следующую секунду едва не полетел носом в землю, получив тяжелый удар лапами в спину. Оказывается, этот засранец прятался в кустах, выжидая удобный момент для атаки. Ада звонко расхохоталась, глядя на то, как я неуклюже машу руками, пытаясь удержать равновесие. А Жухлый, зная себя, скачет вокруг, весело повизгивая. «Ладно, радуйся, пока можешь, я тебя потом поймаю», — пригрозил зверю я. «А вы чего зубы сушите? Жрите быстрее, нам выходить пора». «Мы давно спешить-то начали», — вальяжно поинтересовался Нос. «А ты вообще рот закрой», — указал я на него пальцем. «Лучше похлебку разогрей». «Ща!» — ответил он и, подмигнув продолжающей улыбаться Аде, подвесил котелок над почти угасшим костром. «Я ловушки проверить», — буркнул я и, похлопав по ноге, позвал с собой Жухлова. Улов оказался не очень, учитывая, что в наших рядах прибавился еще один род. В селок попалась некая пародия на крысу, впрочем, даже не знаю, как назвать эту зубастую мракобесию. Мелкая пушистая тварь размером с дворовую кошку. Длинная пасть, как у крокодила, продолговатое тельце, короткие лапки и лысый крысиный хвост. Но главное — съедобное мясо. А на внешний вид можно и глаза закрыть. Ободрать, на куски порезать, и вообще не поймешь, что было вначале. Подхватив скудную добычу, я вернулся к своим. Затем мы позавтракали, запили похлебку остывшим чаем и двинулись в путь. А буквально через час вышли на территорию, где буйствовал ураган, и темпы сильно упали. Зато я уж точно знал, что до европейского поселка рукой подать. Максимум еще раз заночуем и будем на месте. А там наша новая знакомая как раз может пригодиться. Тем более, если мы обнаружим транспорт. Наверняка ее биометрия есть в базе данных. Все-таки пилот — это не рядовой хрен с горы. Когда мы выбрались к поселку, Норвежка упала на колени и разрыдалась. Странное поведение, учитывая, что людей здесь не осталось. Но, видимо, ей на это было совершенно плевать, и эмоции преобладали над здравым смыслом. «Спасибо! Спасибо!» Она бросилась на шею Семецкому и даже расцеловала его в щеки. Профессор тут же покраснел, смутился и вежливо прокашлялся. Следом настала моя очередь для обнимашек, но я сурово отстранил Аду. Не то чтобы мне не хотелось, просто она и без того из головы не выходит. Так что нечего провоцировать дополнительные эмоции. За сутки я уже убедил себя, что если держаться от нее на расстоянии, то химия потихоньку сойдет на нет. К сожалению, результатов пока не было, но я не унывал. А вот Нос от близкого контакта не отказался, даже руками по спине повозил, но ничего лишнего себе не позволил. «Все, с нежностями закончили?» — раздраженно спросил я. «Why are you always so gloomy?» Заглянув мне в глаза, спросила Ада. «Я ни хера не понял», — оскалился я. «Юрий Михайлович, чё ей опять от меня надо?» «Спрашивает, почему ты всегда хмуришься?» «А что, я должен постоянно улыбаться, как идиот?» — огрызнулся я. «Давайте уже делом займемся. Выясните у нее, где находится производственное оборудование и транспорт. Нам нужны принтеры и картриджи к ним. Желательно с химией, чтобы аптечки восстановить. Ну и за продовольственный склад. Поинтересуйтесь?» «Ада!» — окликнул девушку Семецкий и перешел на мяукающий язык. Норвежка выслушала профессора, а затем принялась махать руками, охотно выдавая нам все заначки бывших товарищей. Я даже начал всерьез задумываться над тем, чтобы не связывать ее сегодня ночью. Но затем помотал головой, отгоняя бредовые мысли, и настроился на мародерку.
Двигались все вместе. Да, это сильно сжирало время, зато такой метод был наиболее безопасным. Я все еще не доверял Аде, а при виде валяющегося повсюду оружия моя паранойя разыгралась с двойной силой. Семецкий был необходим для перевода, ну а нос... Этого вообще нельзя одного в таких местах оставлять. Не дай бог найдет чем упороться. Первым делом отыскали рабочий транспорт. Нечто похожее на марсианский вездеход на крупных колесах с мощной подвеской. Наши в этом плане сильно уступали европейским, но и в ремонте были в 1000 раз проще. Затем, заполучив в свое распоряжение транспорт, отправились на склады, где загрузили в багажник 2 новеньких принтера и целый ящик с химическими картриджами. Моему счастью не было предела. Настроение тут же пошло вверх, и я даже позволил себе улыбнуться. Но счастье длилось недолго. Ада, заметив мою улыбку, ощерилась во все 32 зуба, что снова вызвало во мне смешанные чувства. Пришлось снова напустить на себя строгость. Примерно за час мы забили багажник вездехода до отказа и даже в салон кое-чего напихали. Жаль, что нельзя было забрать больше. Жаба душила оставлять все это добро без присмотра. Здесь одного оружия хватит на всех выживших, притом по 2 ствола в каждую руку. Понятно, что оно залочено на биометрию, но ведь всегда можно что-то придумать. Впрочем, на всякий случай я закинул в салон несколько автоматов и 2 ящика с боеприпасом. Надеюсь, умные головы смогут разобраться с системой блокировки. Загруженный по самой не балуйся вездеход сыто переваливался через ухабы. Ада сидела за рулем, а я на месте пассажира исполнял роль штурмана. Правда, здесь и рулить-то особо не приходилось. Мы ведь не в городе, где лабиринты улиц переплетаются словно паутина. В нашем случае достаточно один раз махнуть рукой, мол, туда, а затем стараться придерживаться указанного направления. Ну и главное, на дерево, не намотаться. Однако не все оказалось так просто. Вскоре мы снова выбрались к бурелому, который пришлось объезжать по большой дуге. Зато мы сразу оказались у подножия горы и, двигаясь вдоль него, едва не проскочили нужную точку. По внешнему виду я бы в жизни не узнал тропу, по которой уходил от земляков Ады. Но я умный, и все значимые места отмечаю маркерами на карте. «Все, выходим», — скомандовал я, когда мы, наконец, остановились. «А с тачкой что делать?» — спросил Нос. «Здесь оставим. Она там не пройдет». «Так спиздят же!» — возмутился он. «Кто?» — спросил я и обвел пустое пространство руками. «Да хрен знает!» — пожал плечами он. «Вот как назло, кто-нибудь обязательно найдется!» «Хочешь остаться?» «Ну а чё? Толку там от меня все равно никакого, а так хоть высплюсь в комфорте». «Юрий Михайлович, спросите Аду, она сможет заблокировать вездеход?» «Yes», — ответила девушка, и я снова понял ее без помощи переводчика. «Все, вопрос решен. Ты идешь с нами», — расстроил Носа я. «Отдохнешь, когда в гроб ляжешь». «Ха-ха!» — с силой выдохнул он, сморщился, как старый помидор, но спорить не решился. Профессору подъем дался тяжело. Мы несколько раз останавливались, давая ему время перевести дух. Заботливая Ада даже подставила ему плечо. Возможно, это должно было нас пристыдить, но почему-то совсем не цепляло. Я предпочитал держать руки свободными, чтобы в случае чего успеть открыть огонь. А Носу было просто пофигу. Спустя долгие 1,5 часа мы, наконец, добрались до вожделенного входа в пещеру, но внутрь пока не полезли. Не потому, что было страшно, а из-за жуткой вони. Видимо, звери предпочитали обходить это место стороной, как и все, что было связано с работающими технологиями древних. И тела европейцев, которых я заботливо упокоил, вовсю перешли в стадию разложения. «Бля, я ща блевану!» — выразил общие мысли Нос. «Может, я все-таки машину покараулю?» «Нет, с нами пойдешь». «It stinks like an ass», — поморщилась Ада. «Ага, но я все равно ни хера не понял», — буркнул я. «Нужно было противогазы захватить». «Фух, ну ладно. От того, что мы здесь мнемся, как целки, вон никуда не денется. Пойдемте, что ли?» Глава 14. Тайны и не только. Набрав в легкие побольше воздуха, я первым шагнул внутрь. Вот только увидел совсем не то, что ожидал. Свет от фонаря выхватил целую кучу трупов. Все они лежали в разных позах с застывшим выражением ужаса на лице. «Ну нахуй!» — выругался позади Носа, развернувшись, зашагал подальше от жуткой пещеры. «Oh, shit!» — выразилась Ада. «И я с вами полностью согласен», — пробормотал Семецкий. «Даже думать не хочу о том, что с ними случилось». «Они умерли», — констатировал я. «Да, но что их убило?» «Юрий Михайлович,
Сейчас не лучшее время разводить полемику. Воняет здесь просто невыносимо. «Что предлагаете?» «Видите, вон тот проход». Я посветил фонариком на арочный тоннель. «We have to bury them», — мрачным голосом произнесла Ада. «Чё? Я ни хера не понимаю, что она там бормочет?» «Говорит, что их нужно похоронить». «Да мы их неделю только с горы спускать будем. Нахер они мне всрались?» — возмутился я. «Все, двигаем в тоннель, невыносимо уже эту вонь нюхать». Я шагнул вперед и едва смог сдержать рвотный рефлекс. Вонь усилилась кратно, стоило слегка отойти от входа. Я сместил фонарь, чтобы получше рассмотреть то, что находится под ногами. Свет упал на перекошенное лицо покойника, который уставился на меня безжизненными, помутневшими глазами. Осторожно поставив ногу возле его головы, я перешагнул труп и едва не наступил на следующий. Жухлый повизгивал снаружи, но войти в пещеру так и не решился. Видимо, что-то его отпугивало. Может, запах смерти? Хотя для него он должен быть привычным. Но очень уж много здесь тел. Откуда они здесь? Неужели спасательный отряд? Но тогда где их транспорт? Сколько их? Даже навскидку больше полусотни. Считать совсем не хочется. Поскорее бы пробраться к тоннелю. Может, там не так сильно воняет. «Как думаете, кто они?» — гнусавым голосом спросил Семецкий. «Да выходцев из Евросоюза не похожи. Форма не та». «Понятия не имею», — ответил я, — «но точно не наши». «Это я и сам вижу. Смею предположить, что это заокеанские соседи». «Канада», — произнесла Ада, словно понимала то, о чем мы разговаривали. Я обернулся на девушку, которая в этот момент подсвечивала шильдик на рукаве одного из покойников. «Здравствуй, жопа, Новый год», — пробормотал я. «Только этих нам еще не хватало». «А чему вы удивляетесь? Если уж Евросоюз смог справиться с технологией, то почему бы и остальным не принять участие в гонке? Тем более, что в нашем веке утаить информацию очень непросто. По крайней мере, мы с ними хотя бы не враждуем». Меня больше волнует другой вопрос. Какого хрена они здесь делали? И как вообще нашли это место? «Как знать? Возможно, так же, как и вы, совершенно случайно». «Ох, не верю я в эти случайности», — вздохнул я. «Что-то в последнее время становится многовато гостей с Земли». «Планета большая, места всем хватит». «Не нравится мне все это. Такое чувство, будто дома что-то случилось, и все теперь стремятся его покинуть». Мы наконец-то добрались до тоннеля, и голоса размножились, эхом отражаясь от стен. Вонь в самом деле отступила. Впрочем, и тел здесь уже не было. Все остались в основной зале. А значит, сюда они так и не добрались, что само по себе уже странно. Ведь нам-то ничто не препятствует. Да и вообще тоннель кажется абсолютно безжизненным. Однако работу здесь произвели настоящие профи. Порода выглядит так, будто после выработки ее долго и упорно полировали, доводя до идеала. На поверхности нет ни царапинки. Даже при условии, что это сплошной известняк, при всех наших технологиях добиться подобного качества на Земле практически невозможно. Разве что в каких-то совсем небольших масштабах, например, в изготовлении шкатулки или статуэтки. Я знаю, о чем говорю. В тюрьме полно свободного времени, отчего там каждый страдает какой-нибудь ерундой. И мой сокамерник увлекался резьбой по камню. Ничего сверхъестественного, в основном четкие те самые шкатулки. Так вот, он целыми днями полировал их всеми возможными насадками и пастами, и все равно не добивался того, что я видел сейчас. «Кажется, мы идем по кругу», — заметил Семецкий. «А еще спускались». «Здесь хотя бы не воняет», — буркнул я. «That's great», — восторженным голосом произнесла Ада, поглаживая стену. «А теперь поднимаемся», — задумчиво продолжил профессор. «Да и запах снова усиливается». Я не стал заострять на этом внимание и упрямо продолжал двигаться дальше. Вонь и вправду начала щекотать ноздри, а вскоре впереди замаячила тусклая арка выхода. «Вот тена!» — усмехнулся я, когда мы снова выбрались туда, откуда начинали, только из соседнего тоннеля. «Ничего не понимаю. Но ведь я видел, как отсюда появился светящийся шар. Может, мы что-то пропустили?» «Так мы никуда и не сворачивали». «И в чем смысл этого бублика?» Я обернулся и посветил фонарем в глубину тоннеля. Не просто же так они его сделали. «Вряд ли мы сможем на это ответить без посторонней помощи».
«У вас электрошокер с собой?» — поинтересовался я. «Только не говорите, что собираетесь снова бить себя током». «А у нас есть еще варианты». «Ох, Евгений, не бережете вы себя», — покачал головой Семецкий, но шокер все-таки достал. Подхватив его, я развернулся и снова отправился вглубь тоннеля, надеясь, что мне удастся разгадать его секрет при помощи знаний из библиотеки. Но не успел пройти пары метров, как замер, прикрывая глаза от яркого света, что летел нам навстречу. «What is it?» — вскрикнула Ада, но ей никто не ответил. Свет стал таким ярким, что от него резало глаза даже через закрытые веки, а в голове почему-то звучала незнакомая, но очень навязчивая мелодия. «Тарариру-рам!» Внезапно продолжил ее я, и свет тут же погас. Некоторое время мы оставались слепыми. Даже фонарь не помогал рассмотреть хоть что-то, пока глаза вновь не свыклись с полумраком. Тоннель остался на прежнем месте и внешне никак не изменился. Никаких потайных ходов и хоть каких-то отверстий, через которые сюда мог проникнуть этот странный свет. «Вы знаете эту мелодию?» — нарушил молчание Семецкий. «Нет, она как-то сама всплыла в голове», — ответил я, все еще продолжая ощупывать и осматривать стены. «Очень любопытно». «А вы тоже ее слышали?» «Не то чтобы слышал, она просто возникла в голове, будто я ее когда-то знал. Скажите, а в вашу прошлую встречу со Светом она тоже присутствовала?» Я остановился и прислушался к себе, пытаясь вспомнить детали. Но нет, ничего похожего в памяти не нашлось, и я молча покачал головой. «What a strange and familiar melody», — прозвучал в тишине голос Ады. «Did you hear he too?» — что-то спросил Семецкий. «Yeah», — ответила девушка. «She seemed familiar to me». «Вот и мне тоже», — буркнул профессор. «Что тоже?» — уточнил я. «Мелодия. Она показалась нам с Адой знакомой», — ответил он. «И знаете, это уже не в первый раз. Помните, я рассказывал вам о радиосигнале, который мы поймали в районе раскопок?» «Та самая музыка?» «Нет, это была совершенно иная. Но тем не менее...» Семецкий задумчиво постучал себя пальцем по губам. «А что, если это их язык?» «Не понимаю, о чем вы. Как музыка может быть языком?» «Да ведь это универсальный способ общения. Порой даже не понимая, о чем поют, можно прочувствовать все, что хотел сказать автор композиции. Только с помощью музыки возможно передать свои чувства и настроения. Ни один язык в мире с этим не справится, и для общения на нем не требуется переводчик». «Может и так, но я ни хрена не понял из того, что нам сказал Свет». «И тем не менее вы смогли ответить!» — воскликнул Семецкий. «What is it?» — снова подала голос норвежка, указывая пальцем куда-то мне за спину. Профессор тоже переключил внимание на то, что там происходило, и мне не осталось ничего, как обернуться и удовлетворить любопытство. Все это время мы неспешно продвигались вглубь тоннеля, периодически останавливаясь для осмотра стен. Я все еще надеялся отыскать тайный проход, еще что-нибудь, ведь не могли же древние прорубить этот коридор просто так, развлечения ради. Зачем-то потратили столько сил на его полировку. И я оказался прав. В глубине, сразу за изгибом, едва просматривалось ответвление, которого раньше там не было. Видимо, на его появление повлиял мой дуэт со светящейся хреновиной. По крайней мере, логика подсказывала именно это. Фантазия рисовала всякое, начиная от нового тоннеля и заканчивая волшебными видами на грандиозный подземный город. Но то, что я увидел, было еще более странным. Небольшая комната, примерно 3 на 3 метра, с купольным потолком, точно так же высечена прямо в породе и отполирована до идеала. Мы стояли у входа и тупо пялились на пустое помещение, даже близко не понимая его назначения. И снова мне выпала честь первым шагнуть внутрь. Осмотр стен ничего не дал. Пол и потолок тоже казались целостными. В том смысле, что невооруженным глазом не удалось заметить каких-то скрытых проходов. Впрочем, на то они и скрытые. «Ну, что скажете?» — спросил Семецкий, его голос множество раз отразился от стен. «Не знаю, вроде ничего нет», — пожал плечами я, находясь в этот момент прямо в центре. «Что?» — переспросил профессор, будто не разобрал ни слова, он даже голову в проход сунул, показывая, что меня не слышно. «Я говорю, нет здесь ничего!» — еще громче повторил я. «Удивительно!» — восхитился Семецкий.
Не представляю, как такое возможно. Вы что-нибудь слышали?» — обратился он к Аде. «What?» «Ой, простите», — смутился он и повторил вопрос на английском. Некоторое время они что-то мяукали, а затем оба шагнули внутрь. И как только они переступили порог, проход за их спинами моментально захлопнулся, образуя абсолютно гладкую стену без видимых швов. Не зная, что там только что находился выход, ни в жизни бы не нашел. Впрочем, даже сейчас, в панике ощупывая это место, я так и не сумел обнаружить швов. «Ну все, пиздец», — выдохнул я и уселся на пол в углу. «Не все так ужасно», — попытался добавить оптимизма в ситуацию профессор. «У нас есть вода и еда. Несколько дней протянем». «А дальше что?» «Что-нибудь придумаем», — пожал плечами он, внешне оставаясь совершенно спокойным. «Do you hear that?» — спросила о чем-то Ада. Профессор вдруг замолчал и сделал вид, что к чему-то прислушивается. Затем помотал головой, глядя на норвежку, и, не меняя выражения лица, принялся выхаживать по комнате. Вскоре он замер и улыбнулся. «Евгений, попробуйте встать вон туда», — попросил он. «Зачем?» «Просто попробуйте». Я поднялся с пола и встал там, куда указал Семецкий. «Ну и что?» — спросил я. «Что должно было произойти?» «Попробуйте немного сместиться, но не сильно. Просто потопчитесь там». «Ада, please, don't move». Я немного сместился влево, затем вправо, и уже собирался послать профессора куда подальше, как вдруг в подсознании снова всплыла какая-то мелодия. И как только я отыскал место, где она сделалась максимально отчетливой, мир вокруг изменился. Еще мгновение назад мы были замурованы в каменном склепе, как вдруг оказались на лоне природы с восхитительными видами. Чуть вдалеке шумел водопад, образуя радугу и плавно переходя в спокойную реку, разрезающую на две части зеленую долину. У воды паслись звери, разные, многих я даже ни разу не видел, хотя знакомые тоже попадались. В голове продолжала звучать музыка, навевая умиротворение. Да и сами виды создавали ощущение покоя и уюта. Хотелось развалиться на мягкой травке, подставляя лицо под ласковые солнечные лучи, и больше никогда ни о чем не беспокоиться. «Приветствую вас, потомки трех ветвей!» Вдруг прозвучал в голове бархатный приятный голос. «Что? Кто это? Вы это слышите?» «Удивительно!» — вместо ответа произнес свою коронную фразу Семецкий. «Кажется, мы находимся в какой-то симуляции». «Совершенно верно», — подтвердил его теорию голос. «Кто ты?» — спросил я. «У меня нет имени. Я всего лишь машина». «Типа компьютер? Искусственный интеллект?» «Да, в вашем понимании это наиболее близкое значение». «Откуда ты знаешь наш язык?» «Разве это сейчас важно?» «А что тогда важно?» «Вы». «What's wrong with us?» — задала вопрос Ада. «Выходит, она тоже его понимает, а значит, общение происходит не совсем голосом», — подумал я. «Верно», — ответил компьютер. «Я синхронизирован с вашим сознанием». «Удивительно!» — снова пробормотал Семецкий. «Просто невероятно! Сколько тебе лет?» «За время моего существования планета сделала 40 тысяч оборотов вокруг светила. Кажется, именно это вы называете годами». «Но как такое возможно?» — не поверил профессор. «Ведь ничто не может просуществовать столько времени без повреждений». «Я состою из самовоспроизводящихся углеродных волокон, питаемых фотонами света. Если хотите, я могу загрузить в ваше сознание техническую информацию о себе». «Хочу!» — тут же согласился Семецкий. «А можешь нашей подруге русский язык загрузить?» Тут же ухватился за возможность я. «Простите, но я не обладаю языковыми пакетами вашей цивилизации». «Но с нами ты как-то общаешься?» — задал наводящий вопрос я. «Это обычная стимуляция нейронов. На самом деле вы даже не слышите мой голос, а я не произношу слова». «Да, самое обычное», — усмехнулся я. «Ладно, допустим. Это ты нас здесь запер? Мы ведь все еще находимся в горе, в каменной комнате». «Верно. Так выпусти нас». «К сожалению,
на данном этапе это невозможно. Почему? Ваше присутствие необходимо, чтобы запустить протоколы восстановления. Восстановление чего? Династии 3 ветвей. «Невероятно!» — снова подал голос Семецкий. «Это настолько просто, что я не понимаю, почему мы не додумались до всего этого». Ваша цивилизация пошла по более сложному пути развития, ответил компьютер. Юрий Михайлович, да подождите вы со своей наукой, раздраженно бросил я. Объясни ты толком, что за династия 3 ветвей? Основные представители человечества на этой планете. Вы являетесь их прямыми потомками, хотя ваша спираль претерпела сильные эволюционные изменения. И, естественно, мы оказались здесь совершенно случайно, скептически заметил я. Ответ отрицательный. Это я привел вас сюда. Стоило больших трудов произвести селекционный отбор, но сложнее всего оказалось собрать вас вместе. Как-то так я и думал. Нисколько не удивился я. Выходит, Рой — это твоих рук дело? Не совсем корректное сравнение. У меня нет рук. «Это называется метафора», — блеснул эрудицией Семецкий. Понимаю. Так значит, это ты вбил в мою голову идею, что нам нужно сюда? Снова вступил в беседу я. Верно. Ты управляешь Роем? То, что вы называете Роем, является неотъемлемой частью меня. Не думаю, что при таком подходе можно считать это управлением. Давай зайдем с другой стороны. Ты убивал наших людей. Зачем? Необходимый процесс селекционного отбора. Семена с множественными патологиями должны быть уничтожены, чтобы не испортить основной урожай. Чего? Какой еще урожай? Ты нормальный, нет? Мы о человеческих жизнях сейчас говорим. Я выполняю четкие инструкции. Люди, о которых вы так переживаете, имели множество врожденных дефектов и не подходили под протокол восстановления. Вам не следует о них беспокоиться. «Что ты намерен с нами делать?» — задал правильный вопрос Семецкий. «Я должен запустить протоколы восстановления. Необходим допуск». «А не пошел бы ты нахер!» — выругался я. «От меня ты ничего не получишь». Я предполагал подобный ответ. Вы не единственный представитель своей ветви, есть и другие. Что произошло с людьми, которые здесь жили? Резко сменил тему я. Климатические изменения повлекли за собой ряд генетических изменений, которые привели к деградации общества. Иными словами, цивилизация погибла. Представители 3 ветвей успели направить ковчег в ближайшую звездную систему, чтобы избежать полного вымирания. Но, видимо, что-то пошло не так, и грязное семя каким-то образом попало на корабль. Я вижу его следы в ваших спиралях. «Выходит, не так уж мы и подходим для протокола восстановления», — подметил Семецкий. В приемной камере достаточно биологического материала, чтобы произвести необходимый отбор и запустить протокол восстановления. От вас требуется допуск, как от представителей 3 ветвей. «And if we don't give it to you?» — спросила Ада, которая молчала все это время. «Ваше место займут другие». «А что будет с нами?» — спросил Семецкий. «Скорее всего, вы погибнете». «Ты убьешь нас?» «Нет, это идет вразрез с моими протоколами. Вас найдут и уничтожат деграданты». «Кто?» — уточнил я. «Представители грязного семени. Их остатки до сих пор бродят по планете. Необходимо запустить протокол восстановления, чтобы остановить ошибочный эволюционный процесс». «Так, стоп», — помотал головой я. «Так значит, ты смог убить кучу наших за считанные секунды, но с этими деградантами справиться не смог?»
Я не всесилен. Мои возможности сильно ограничены территорией. Эта часть материка — единственное безопасное место на планете. Если вы выйдете за пределы зоны покрытия, я не смогу вас защитить». «Судя по всему, мы находимся в безвыходной ситуации», — подметил Семецкий. «А скажите-ка, уважаемый, это не по вашей ли инициативе мы не смогли покинуть планету?» «Прошу прощения за неудобство, но я не мог вас отпустить. Это противоречит моим протоколам». «А как насчет связи? Зачем ты блокируешь наш сигнал?» «Я не имею к этому отношения. Судя по данным, что находятся в моем распоряжении, радиоволнам ничто не препятствует». «Значит, на Земле что-то случилось», — пробормотал я, ни к кому не обращаясь. «Информация отсутствует», — все же ответил компьютер, а затем вдруг все погасло. Мы оказались в полной темноте и, судя по ощущениям, все еще оставались запертыми в каменной комнате. Буквально мгновение ничего не происходило, а затем в голове прогремел механический голос. «Внимание, ошибка системы, требуется перезагрузка! Внимание, ошибка системы!» и так по кругу. Я щелкнул клавишей фонаря, и луч света выхватил из темноты открытый проход. Видимо, сбой разблокировал дверь, а, возможно, полностью отключил всю охранную систему. Но вот вопрос, что его вызвало? «Валим! Быстро!» — крикнул я, решив оставить все раздумья на потом. Меня поняли все, даже Ада. Мы одновременно ломанулись к выходу и на мгновение замешкались в проходе, потому как влетели в него все разом. И все же нам удалось выбраться, а когда мы вывалились в коридор и немного отдышались, то обнаружили, что вход в странную комнату снова закрылся. «Интересно, что произошло?» — озвучил я вопрос, который наверняка крутился на языке у каждого. «По-видимому, какой-то сбой», — в своей манере ответил Семецкий. «И очень несвоевременный». «В каком смысле?» — почуяв неладное, я покосился на профессора. «Да я как раз подумал о том, что, может быть, стоит дать этой машине доступ к протоколам», — смущенно ответил он. «Очень любопытно», — усмехнулся я, «тем более, что у меня были ровно такие же мысли». Мы одновременно молча уставились на Аду. Девушка некоторое время также пристально смотрела на нас, а затем вдруг на чистом русском языке произнесла: «Кажется, я подумала о том же». Тоннель снова погрузился в тишину. Поглощенные мыслью о том, что мы каким-то образом запустили эти чертовы протоколы, последствия от которых совершенно непредсказуемы, мы даже не заметили, что норвежка заговорила по-русски. Лишь спустя пару секунд до меня дошло, что я понял каждое ее слово. Судя по тому, что она вдруг прикрыла рот руками, наши мысли снова совпали. «Стоп!» Я уставился на девушку. «Ты меня понимаешь? Отвечай, ты понимаешь то, что я тебе говорю?» Ада молча кивнула, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Похоже, суперкомпьютер сделал нам небольшой прощальный подарок», — усмехнулся Семецкий. «Лишь бы не последний», — поморщился я. «Давайте-ка выбираться». Путь назад много времени не занял. Буквально через 10 минут мы вывалились в пещеру и снова замерли в недоумении. Тела, что еще совсем недавно лежали повсюду, исчезли. Лишь легкий запах гниения, все еще витающий в воздухе, говорил о том, что нам они не привиделись. Под жалобный скулёж Жухлова мы выбрались на улицу, где поняли, что вонь внутри была не такой уж и легкой. Не знаю почему, но мне хотелось поскорее свалить подальше от этого места. И несмотря на то, что солнце уже упало за горизонт и миром овладела ночь, мы все же решились на спуск. Подсвечивая себе под ноги фонарями, мы осторожно продвигались по древней тропе, иногда останавливались, чтобы отыскать очередной поворот, который спрятался за сухими колючками. И, хоть мы и не спешили, путь до вездехода занял гораздо меньше времени, чем подъем. У машины нас встретил Нос. Еще до того, как я посветил на его лицо, уже понял, что-то случилось. Зная его характер, я бы ни разу не удивился, застав его спящим в салоне. Но вот так, чтобы он нервно метался из стороны в сторону в ожидании нас, на него это совсем не похоже. «Выкладывай», — сухо сказал я, уже настраивая себя на очередные плохие новости. «Мы не на Элпис», — выдохнул он. «В смысле, а где?» — предсказуемо спросил Семецкий. «Понятия не имею», — развел руками тот. «Тогда с чего ты это взял?» — спросил я. «Рация!» — кивнул Нос на вездеход.
Я проснулся от того, что она заработала. Нас нет на Элпис. Там уже вовсю развиваются колонии, но нас там нет. Нас вообще считают пропавшими без вести». «Постой, мы же говорили с базой, докладывали о ситуации и все такое. Нам отвечали, я сам это слышал». «Да, и они думали, что мы на Элпис, пока не отправили очередную группу колонистов. А затем мы пропали. И не только мы. Утерянными считаются 11 кораблей из разных стран, в том числе Евросоюза, Канады и Китая». «Ты уверен?» — уточнил я, почему-то реагируя на новости совершенно спокойно. «Да, бля, уверен. Я говорил с ними часа полтора назад. Тень, что за хуйня происходит?» «Хотел бы я знать», — пробормотал я. Глава 15. Охрана инвестиций. Вездеход плавно переваливался через ухабы, устраивая нам нехилую болтанку. Но, как известно, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Скорость, конечно, не ахти, но даже при таких темпах мы должны были добраться до лагеря где-то за сутки. «Нам бы поспать остановиться», — произнесла Ада, которая управляла машиной. «Могу тебя сменить», — предложил я. «Ты тоже устал? Нам всем нужен отдых», — упрямо помотала головой она. «Давай-ка вначале уберемся подальше». «Компьютер показывает, что мы уже в 15 километрах». «Я полагаю, что пока мы находимся на контролируемой им территории, в бегстве нет никакого смысла», — заметил Семецкий. «Вас вообще не беспокоит, что мы хрен знает где?» — подал голос Нос. «Кажется, я должен вам кое-что рассказать», — тяжело вздохнув, сказал профессор. «Но давайте для начала все же остановимся. Нам действительно нужно поспать, да и поужинать не помешает». «Там в багажнике концентраты есть», — мотнула головой назад Ада. «А как так получилось, что вы прилетели не сильно позже нас, а у вас жратвы целый склад?» — задал резонный вопрос Нос. «Вы улетали с Земли», — охотно объяснила девушка. «А мы с Луны». «И в чем разница?» «В весе», — вместо нее объяснил Семецкий. «Они смогли взять больше груза». «А почему тогда мы с Луны не стартовали?» — обернулся к профессору я. «Потому что с Земли дешевле», — усмехнулась Ада. «Ясно», — буркнул я. «Ладно, вон там у ручья, тормози». «Снова будешь меня связывать?» — покосилась на меня она. «Не думаю, что в этом есть необходимость», — вступился за девушку Семецкий. «Мы сейчас все в одинаковой ситуации». «Да я и не собирался», — ответил я. «Но спать лягу в вездеходе». Ада снова усмехнулась, но комментировать не стала. Мы остановились у ручья и быстро разбили лагерь при помощи конфискованных европейских палаток. Нос развел огонь, над которым повис котелок с водой. Как только она закипела, мы всыпали в нее 3 пакетика суповой смеси. По лесу сразу поплыл аромат куриного бульона, от которого заурчало в животе. Жухлый так вообще едва нос в огонь не сунул, но, получив от меня прутиком по мохнатому заду, немного успокоился. Уселся рядом, едва слышно поскуливая в ожидании пайки. «Вы, кажется, что-то хотели рассказать», — напомнил профессору я. «Ах, да!» — оживился он. «Извините, завис немного. Люблю вот такие моменты. Огонь, котелок, ночное небо». «Давайте уже ближе к делу», — попросил я, зная его привычку улетать в мечты и забывать о сути. «Эти двигатели не совсем наша разработка», — произнес он и на какое-то время замолчал, ожидая реакции. «Ну, как-то так я и думал». Усмехнулся я и бросил в огонь кусочек ветки, которую теребил в руках. Слишком резко и неожиданно она у нас появилась. А самое главное, сходу оказалась рабочей. «Я бы не сказал, что неожиданно», — скептически хмыкнул Семецкий. «Ученые разных областей не 1 год работали в данном направлении, в том числе и я. Основная проблема заключалась в фундаментальной теории. Ничто не может двигаться быстрее света, но дело даже не в этом». «Вы опять полезли в дебри», — остановил словесный поток я. «Извините», — улыбнулся он. «Все началось давно, примерно в первой половине 21 века. Возможно, вы удивитесь, но подсказку мы получили от блогера, который даже близко не касался науки. Скорее, он оспаривал догмы, порой делая очень смешные умозаключения, но однажды его фантазия помогла кое-что обнаружить». «Космический корабль пришельцев», — вклинился в рассказ Нос. «Не совсем», — покачал головой профессор. «Но да, он указал нам путь к технологиям, точнее место, где они предположительно могли находиться.
Методом логических размышлений он отыскал несколько метеоритов, которые нарушали космические порядки. Да, на первый взгляд космическое пространство кажется хаосом, но в нем есть порядок и закономерности. Так, например, большая часть всякого мусора вращается вокруг центра масс в определенной плоскости. Естественно, что из каждого правила всегда есть исключение. Так мы привыкли считать и не принимали во внимание некие аспекты происходящего. «Суп готов», — прервала рассказ Ада. «Наконец-то! У меня уже желудок сам себя сожрать пытается!» — оживился Нос. «Вы продолжайте», — попросил профессора я. Так вот, он заметил, что один из метеоритов вращается вокруг Земли перпендикулярно относительно других. И нет, это не было для нас новостью. На самом деле такое не редкость, но его орбита сильно отличалась от природного явления. Была, так сказать, слишком ровной. Чтобы вы понимали, эклиптика большей части объектов не бывает ровной, и вообще в космосе все движется не только по кругу, но и вперед. «И снова дебри», — буркнул я, принимая от Ады миску с супом. В общем, вы поняли. Обнаруженный им объект больше подходил под понятие искусственного спутника. Кто-то поместил его на нашу орбиту, и это стало очевидным, когда ученые того времени произвели расчеты. Несколько лет они наблюдали за странным поведением метеорита и пришли к выводу, что его необходимо тщательно изучить, желательно в лаборатории. «И там вы нашли необходимые технологии», — ускорил повествование я. «Совершенно верно», — кивнул Семецкий. «Но не все так просто. Массив данных, которых был обнаружен в ходе экспедиции, долгое время не могли прочесть». Основная проблема заключалась в том, что его объем превышал все существующие на тот момент носители информации. Пришлось ждать годы, когда человечество сможет создать первый рабочий квантовый компьютер. И даже загрузив в него все данные, мы очень долго бились над их расшифровкой. Зато в ходе работы нам удалось сильно улучшить наши вычислительные мощности. Вы наверняка помните первый технологический прорыв в искусственном интеллекте. «Ладно, мы поняли», — отмахнулся я. «Зачем вы все это нам рассказываете?» «Не бегите впереди паровоза, Евгений. Сейчас я вам все объясню», — терпеливо продолжил профессор. «Меня включили в программу изучения древней технологии как раз на этапе создания первого прототипа нового двигателя. Если с его работой все было более-менее ясно, то к навигации оставалось еще очень много вопросов. Ориентироваться в космосе очень непросто, учитывая, что все объекты находятся в непрерывном движении. А здесь речь шла о невероятных возможностях. Двигатель позволял преодолевать огромные расстояния в считанные секунды. Мы до сих пор точно не понимаем, как он работает». «Тогда как же вы его создали?» — резонно подметила Ада. «По готовому проекту. Мы просто собрали его, используя пошаговые инструкции. Однако с алгоритмом навигации разобраться так и не смогли, и я предложил вырвать уже имеющуюся программу, которую мы синхронизировали с нашими технологиями, и все получилось. По крайней мере, мы так считали». «Хотите сказать, что эта программа нас сюда привела?» «Я в этом уверен», — кивнул Семецкий и наконец-то взялся за ложку. «И теперь я, кажется, догадываюсь о причинах». «То есть вы знали, что мы не на Элпис?» — угадал я, к чему он клонит. «Да, мы с коллегами определили это по карте звездного неба». «Тогда почему не сказали?» «А что бы это изменило?» «Но ведь вы связались с командным центром. Почему не рассказали об этом им?» «Тогда мы еще этого не знали». «Ладно», — выдохнул я, оставляя пустую тарелку. «Вы как хотите, а я спать». «Я тоже ни хера не понял», — отмахнулся Нос, затем поднялся и отправился в палатку. «Постой», — окликнула меня Ада, когда я уже открыл дверь вездехода. «Чего тебе?» — буркнул я. «Ничего», — помотала головой она. «Просто ты так ничего и не сказал по всему тому, что с нами случилось». «Возможно, мне просто нечего сказать». «Но ведь это не так. В момент общения с компьютером наши сознания слились. Я видела твои мысли, а ты видел мои, так?» «Не понимаю, о чем ты», — слукавил я. «Все ты понимаешь, поэтому ты не стал меня сегодня связывать». «Хочешь, чтобы я передумал?» — усмехнулся я. «Я не об этом». «Слушай, что тебе надо, а? Ты вроде как громче всех настаивала на отдыхе. Иди спать». «Придурок», — огрызнулась она и, резко развернувшись, двинула к палаткам. «Ага, и тебе того же», — пробормотал я и полез в вездеход. Сон не шел. Ада была права, потому как мысли о сегодняшнем дне роились, налетая одна на другую, отчего их с каждым мгновением становилось все больше. Жухлому хорошо.
Его все это не касалось. Он улегся на полу возле заднего дивана и уже вовсю сопел, иногда дергая лапами, словно кого-то догонял во сне. Я же ворочался сбоку на бок и боролся с мозгом, который в наступившей тишине активировался еще сильнее. Я сразу понял, к чему Семецкий рассказал нам свою историю, и именно в этом ключе. Да, для носа она была непонятной и ничего не значащей, но мы трое после общения с компьютером древних слышали ее в совершенно ином контексте. Это он привел нас сюда, за хрен знает сколько световых лет от дома, чтобы запустить какой-то там протокол. И что-то мне подсказывает, что мы уже подверглись каким-то изменениям. Не просто так Ада вдруг заговорила по-русски, и это вопреки утверждениям компьютера, который уверял нас, что не в состоянии загрузить ей языковые пакеты. С другой стороны, я-то английский не выучил. Или нужно будет завтра попробовать. Что за деграданты такие? Во что превратилось местное население? А вдруг они самые обычные люди, подобные тем, что уничтожил Рой? Может, стоит попытаться выбраться за пределы его влияния и посмотреть на то, что там происходит? И где мы, в конце концов? Хотя не уверен, что последний вопрос так уж важен. В одном Семецкий прав, это ничего не изменит. И черт возьми, как же мне не хочется возвращаться к людям, в частности, к Тане. Не знаю, сколько я так проворочился, прежде чем уснул. Но мне показалось, что в царство Морфея я провалился всего на мгновение. Зато пробуждение оказалось жестким. Жухлый взвыл во всю глотку, заставив меня подорваться с дивана. Некоторое время я тупо пялился в никуда, силясь понять, что вообще происходит. Затем попытался успокоить зверя, но тот не реагировал ни на какие команды, и лишь спустя пару минут до меня начало доходить, что нам грозит опасность. Подхватив винтовку, я выскочил из салона и прислушался к окружающему миру. Жухлый, оказавшись на свободе, наконец-то затих, но и в атаку, как я того ожидал, сходу не ринулся. Напротив, послушно сел у моих ног и внимательно наблюдал за моими действиями. Сказались совместные охотничьи тренировки. Одному Богу известно, сколько нервов я потратил, чтобы приучить его смирно сидеть до тех пор, пока не подобью добычу. Мало того, до настоящего момента мне так и не удалось воспитать в нем нужный навык, а сейчас вот сидит и покорно ожидает команды. Время суток самое раннее. Тишина просто гробовая, даже насекомых не слышно. Обычно в это время ночные хищники уже успокаиваются, а те, кто предпочитает ночью спать, еще не проснулись. Только легкий ветерок шелестит кронами деревьев, да и то так слегка, словно боится разрушить момент покоя. Именно там, в ветвях, раздался шорох, на который мгновенно отреагировал Жухлый. Он подскочил, занял боевую стойку и утробно зарычал, показывая мне направление, в котором стоит искать противника. Винтовка уже располагалась вдоль глаз, вот только цели я все еще не видел. А палить просто так, наугад, никаких пуль не напасешься. Кто-то вновь переметнулся с дерева на дерево, заставляя дрогнуть мой палец на спусковом крючке. Однако я все же сдержался и не выстрелил, тем более, что уже догадался о том, кто пожаловал в наш лагерь. Жуткая смесь — рыси, белки и ящерицы. Мы так и не определились, как их лучше называть, но чаще всего звали либо белками, либо кошками, хотя на земных представителей фауны эти твари походили меньше всего. Кошачья грация гармонично дополнялась беличьей скоростью и координацией. В момент прыжка позади раскрывался перепончатый хвост, принимая форму веера. Немало хлопот вызывала маскировка. Они меняли окрас, словно хамелеоны, но в отличие от земных рептилий делали это мгновенно. Однако самым поганым был яд, который выделялся из складных верхних клыков на манер змеиных. В месте укуса плоть буквально за пару часов превращалась в гниющее желе, а учитывая, что охотились они небольшими стаями, по 5-6 особей, сражаться с ними в одиночку было очень сложной и крайне опасной затеей. Новое движение слева лишь убедило меня в том, что мы имеем дело именно с этими тварями. Вначале я хотел окликнуть своих товарищей, но, слегка поразмыслив, отказался от этой затеи. Неизвестно, как отреагируют звери на мой крик. Если наброситься на полусонных людей всем скопом, те будут обречены. А спугнуть их таким образом вряд ли получится, очень уж они наглые и самоуверенные. Я знаю, о чем говорю, потому как уже сталкивался с ними в прошлом. Благо, в тот момент я был не один, и нам удалось от них отбиться. В итоге мой напарник остался без руки, которую нам пришлось ампутировать, чтобы остановить заражение. Одна из тварей юркнула в кусты и притаилась, а значит, атака может начаться в любой момент. Если бы не вой Жухлого, они бы давно напали на спящих. Я им не помеха.
Сейчас они опасаются его, а точнее присутствия стаи, поэтому осторожничают, присматриваются. Но как только поймут, что волк один, да к тому же еще и щенок, схватки не избежать. Я направил ствол на кустарник и затаил дыхание. Пятнистая тень выскочила на открытое пространство и тут же рванула в сторону, сбивая прицел. Это был отвлекающий маневр, после которого последовала настоящая атака. Твари одновременно сиганули с деревьев и метнулись к палаткам. Я выбрал ближайшую цель и потянул спуск. Винтовка не сильно легнула в плечо, и кошка кубарем покатилась по траве. Не знаю, куда я ей попал, но, судя по всему, рана оказалась не смертельной, потому как тварь быстро юркнула за одну из палаток, а в следующее мгновение из нее, в смысле из палатки, протрещала короткая очередь. Кошки тут же попрятались, затаились, слились с местностью. Из палатки не спеша выбралась Ада. Оружие вдоль глаз, движения мягкие, плавные, но уверенные, чувствуется выучка. Осторожно ступая, она сместилась немного влево, чтобы не попасть под мой огонь, и, не опуская оружие, знаками указала мне, чтобы я прикрывал ей спину. Я кивнул, мол, понял, сделаю. Справа от нее раздался шорох, и девушка тут же развернулась, выпустив короткую очередь по траве. Мимо! Я успел заметить, как тварь сиганула в сторону буквально за мгновение до выстрела. И это снова был отвлекающий маневр. Как только Ада открыла огонь, слева, прямо в спину, ее атаковала вторая. И будто специально ее силуэт лег на одну линию с девушкой. А значит, стрелять я не мог. «Сзади!» — выкрикнул я, и Ада отреагировала. Выстрелить она явно уже не успевала, зато смогла всыпать прикладом прямо в голову летящей твари. На мой крик отреагировал и Жухлый, видимо, решив, что я дал команду к атаке. Он рванул вперед, подбрасывая куски дерна. Кошки мгновенно сориентировались на опасность и сиганули в разные стороны, где снова скрылись на деревьях. «Эй, выходите из палаток! Быстро!» — скомандовал я, продолжая крутить стволом, реагируя на шелест в ветвях. Любой другой зверь уже давно бы свалил, получив отпор от вооруженного человека. Но эти твари и не думали отступать. Они продолжали скакать по ветвям, отчего казалось, что их там целая орда. Однако небольшое затишье сыграло нам на руку. Семецкий с Носом выбрались из палаток, и теперь у нас прибавилось боевой мощи. Правда, лишь на один ствол. Профессор напрочь отказывался брать оружие. Но сейчас нам хотя бы не нужно было переживать за его здоровье. В вездеходе эти твари вряд ли до него доберутся. «Может, свалим, пока не поздно», — предложил дельную мысль Нос. «А это бросим?» — кивнул я на добро. «Да похер, зато живо останемся!» «Ада, отходим!» — крикнул девушке я, продолжая водить стволом. «Жухлый, фу! Ко мне, засранец!» Норвежка кивнула и, мягко ступая, попятилась. А вот волчонок и не думал подчиняться. Облюбовав дерево, на котором засел один из котов, он скакал возле него, не забывая злобно рычать и скалиться, всем своим видом показывая, что его следует опасаться. Мне вообще показалось, что тварь, засевшая в ветвях, специально дразнила моего питомца. Видимо, им не хотелось нас отпускать. «Ну ты чего застрял?» — бросила Ада из салона. «Я без Жухлого не уйду», — упрямо заявил я и несколько раз стрельнул по дереву в попытке спугнуть кота. Однако тот сидел уверенно и даже не дернулся, словно знал наверняка, что я в него не попаду. Жухлого капитально накрыло. Он озверел настолько, что даже попытался вскарабкаться на дерево, но его телосложение и масса не были для этого приспособлены. Щенок постоянно соскальзывал, оставляя глубокие царапины на стволе. Вскоре к шуму ветвей добавились воинственные возгласы тварей. Ада уже поняла, что отступление отменяется, и, выскочив из вездехода, примкнула ко мне. Мы встали спина к спине и медленно закружились, чтобы не упустить момент атаки. Мне уже начало казаться, что на нас действительно напала целая толпа. Будто первые 5 особей были всего лишь разведкой. Как знать. Этот противник был слишком редким, и мы не знали о его повадках на 100%. Как правило, старались просто шугнуть, а затем сваливать по добру, по здорову. Нападение началось внезапно, несмотря на то, что мы были к нему готовы. Тени замелькали со всех сторон, и их действительно оказалось гораздо больше, чем 5. Только я успел насчитать 1,5 десятка. Если у Ады их столько же, нам конец. Жухлый уже сцепился как минимум с 3. Что там творилось в этой рычащей куче, было не разобрать, а потому стрелять в них я не решился. Зато открыл огонь по явным целям. Ада тоже не спала и вовсю поливала тварей крылатыми пулями. Но их было слишком много, а человеческие рефлексы явно уступали звериным. Я успел завалить 3, а от 4-го отмахнуться прикладом, когда острые когти 5-го вспороли штанину. Мне пришлось отскочить, чтобы избежать укуса, и стая тут же воспользовалась ситуацией. Нас с Адой отделили друг от друга быстрее, чем мы успели осознать ошибку. Теперь каждый из нас оказался в окружении как минимум 10 особей.
Ситуацию слегка подправил Жухлый. Он как раз расправился с тройкой противников и, словно снаряд, выпущенный из пушки, влетел в строй кошаков, которые готовились к новой атаке. Однако до переломного момента было еще далеко. Кошаки перегруппировались, словно обладали зачатками интеллекта, и быстро оттеснили нас от Жухлого. Я успел подстрелить еще двоих. Одного завалил наглухо, но второй успел отскочить в самый последний момент. Пулю он все равно словил, но из схватки не выбыл. Напротив, став неполноценным, принялся бросаться в атаку еще более яростно, пока не схлопотал очередной выстрел прямо в пасть. Почуяв кровь, твари основательно озверели. Стрелять стало совершенно некогда. Я едва успел уворачиваться от мелькающих тел, которые едва различал на общем фоне. Лишь благодаря бойцовским инстинктам я успевал отражать атаки, размахивая винтовкой и ногами. Аде в этом плане было куда как сложнее. И только потому, что я прикрывал ей спину, она хоть иногда успевала отстреливаться. Помощь явилась, откуда ее никто не ждал. Рой нанитов рухнул сверху, вот только на этот раз он не набросился на животных. Темная куча окутала меня с головы до ног. Я пытался отмахиваться от назойливых мошек, но куда там? Они облепили мое тело буквально за секунду, забились под одежду, вызывая противный зуд. А затем кожу обожгло от их прикосновения. Я уже успел распрощаться с жизнью, как вдруг почувствовал невероятный прилив сил. Будто в кровь попало сразу ведро адреналина, щедро приправленного адским энергетиком. Схватка моментально приняла совершенно иной окрас. Используя навыки, я набросился на визжащих ублюдков, как разъяренный зверь. Первого, что попался мне в руки, я разорвал пополам, будто тонкий лист бумаги. Второго подловил прямым ударом, прямо в полете, и удивленным взглядом проводил отлетевшую голову. Того, что попытался атаковать в ноги, попросту раздавил пяткой. И удар был настолько быстрым, что при всей своей изворотливости тварь даже дернуться не успела, как хрустнула под ногой. У меня появилась возможность посмотреть на Аду. И то, что я увидел, окончательно выбило меня из колеи. Девушка выглядела так, словно ее облачили в латексный костюм. Я невольно засмотрелся на точенные изгибы ее тела, а там было на что посмотреть. Пришлось приложить немало усилий, чтобы угомонить фантазию и вернуться к схватке. Правда, продлилась она всего мгновение. Я попросту отмахнулся от летящей в лицо твари и почувствовал, как внутри нее затрещали ребра. Упав в траву, она все еще оставалась живой и даже пыталась отползти. Я растоптал ее без всяких сожалений. И только затем вдруг понял, что смотрю на мир в совершенно другом спектре. Противник, который казался мне незаметным, сейчас выделялся на фоне природы неким красным ореолом, будто кто-то обвел его фломастером. Но как только кошак умирал, свечение тут же исчезало. Осмотрев поле боя, я понял, что схватка окончена. Ада стояла неподалеку и с не меньшим удивлением, чем я, осматривала меня. Я поднял руку и увидел на себе точно такой же костюм из черного непонятного материала. А затем мы в один миг одновременно завопили. Наниты, из которых и состояло наше новое одеяние, вдруг впились в кожу, вызывая нестерпимую боль. Казалось, будто меня достали из ледяной воды и сразу же сунули в кипяток. Однако ощущения длились недолго, вскоре боль стихла, оставив лишь неприятный зуд. Я не сразу осознал, что на мне больше нет одежды. Вначале увидел Аду, и мир вокруг попросту растворился. Она все еще рассматривала руки, пытаясь понять, куда делись наниты, а я пожирал глазами каждый сантиметр ее идеального тела. Небольшая грудь с крохотными розовыми сосками, плавные линии талии, переходящие в бедра, словно песочные часы, плоский живот с тонкой полоской светлых волос на лобке. «И-ху!» — раздался восторженный вопль от вездехода. «Вот это соска! Жопа как орех!» Девушка уже поняла, что на ней не осталось и нитки одежды, но и не подумала прикрыться. Напротив, с хитрым прищуром уставилась на меня, слегка склонив голову набок. «Я очень надеюсь, что он это не о тебе», — усмехнувшись, произнесла она и, развернувшись нарочито сексуальной походкой, направилась к машине. Некоторое время я любовался ее видом сзади, а затем, сплюнув в сторону, отправился ломать носу челюсть. И вовсе не потому, что он грубо высказался по поводу Ады. Просто я не люблю, когда кто-то кидает меня во время смертельной схватки. Жухлый, прихрамывая, пристроился рядом. Похоже, яд этих тварей на него не действовал. По крайней мере, явных признаков обратного я не видел. Да, ему досталось местами даже не слабо, но учитывая количество укусов, которые он точно словил, его тело уже должно было превратиться в кусок гниющего мяса, если бы не иммунитет. Видимо, по этой причине коты побоялись нападать сходу, когда услышали его вой. «Нос, иди-ка, чё спрошу?» — подманил приятеля я.
«Чё?» — почуяв неладное, сразу попятился он. «Иди, иди! Не ссы!» — криво усмехнулся я, окончательно раскрыв свои планы. «Тень! Да хорош ты! Чё я сделал-то?» «Вот то-то, что ты ни хера не сделал, когда мы там чуть не сдохли. А ну иди сюда, мудила! Я ведь тебя все равно поймаю, жухлый! Взять!» «А, бля, убери его от меня!» — заверещал Нос, когда волк повалил его на землю и зарычал прямо в лицо. «Я тебя сейчас, сука, уберу!» — оскалился я, присев, аккуратно сунул ему кулаком в рожу. «Я тебе сейчас все зубы уберу, падла!» Глава 16. Наши. «Штаны хоть надень, воин!» — с ухмылкой протянула мне рюкзак Ада. «Тебя совсем не беспокоит, что в нас какая-то херня поселилась?» — спросил я, глядя на ее спокойное лицо. «Так не убила же!» — пожала плечами она. «Юрий Михайлович, у вас как дела?» Натянув штаны, я заглянул в салон вездехода. «Нормально», — ответил он. «Тем более, что меня ваша участь миновала». «И это странно. Не находите?» «Нет, это вполне закономерно. Воин из меня все равно никудышный. А вы как себя чувствуете?» «Вроде ничего», — ответил я, прислушавшись к ощущениям. «Честно говоря, даже не чувствую ничего постороннего». «Подозреваю, что так и должно быть. А скажите, Евгений, вы можете этим управлять?» «Без понятия. Да и рановато пока для таких вопросов. Мне бы еще свыкнуться с тем, что оно внутри. И, честно говоря, меня это сильно беспокоит». «Однако в этом есть плюсы», — вмешалась в беседу Ада, придерживая под руку Носа. «Меня комары перестали кусать». «Везет», — сплюнул кровь Нос. «У нас вода осталась». «Там посмотри», — кивнул я в сторону лагеря. Нос ушел умываться. Некоторое время я смотрел ему вслед ничего не видящим взглядом. Мысли были направлены совсем в другое русло. Мне не нравилось, что эта машина теперь внутри. Кто знает, что у нее в планах и как это повлияет на мое поведение. Вдруг она решит начать убивать. Или... Да хрен поймешь, на что вообще способна эта штука. Мы до сих пор не понимаем, какие протоколы активировали и что после этого машина сделала с нами. В одном я уверен, последствия будут, и вряд ли они нас обрадуют. Продолжая гонять все это в голове, я направился собирать лагерь. Вскоре ко мне подтянулись остальные. Пока скручивали палатки и запихивали скарб в багажник, согрелась вчерашняя похлебка из сухой смеси. Завтракали молча, что само по себе странно. Семецкого обычно не заткнуть. К тому же у него всегда есть история на любой случай. Видимо, произошедшее с нами занимало все его мысли. Я периодически ловил на себе взгляды норвежки, однако сам старался на нее не коситься. Сложно было заставить фантазию не извлекать из памяти ее обнаженный образ. Остатки супа я попытался скормить жухлому, но тот так налопался котами, что даже носом не повел, когда я поставил перед ним котелок. Пришлось выливать, несмотря на то, что от этого на душе зашевелилась огромная жаба. С другой стороны, там остались лишь ополоски, которые нет смысла забирать с собой. Немытый котелок полетел в багажник, к нему присоединились складные стулья. Пока Ада запускала питание и загружала все системы, мы взялись за самое мужское занятие. Затушили остатки тлеющих углей. «Ну что, тронулись?» — спросил я, угнездив задницу на пассажирском сиденье. «Мне бы с маршрутом определиться, чтобы каждый раз азимут не сверять», — попросила Ада. Она единственная могла управлять вездеходом. Нет, дело не в том, что больше никто бы не справился. Все это чертова биометрическая защита. А прав у норвежки оказалось недостаточно, чтобы внести наши данные в базу. Но я особо и не парился по этому поводу, тем более что рулила она гораздо лучше всех нас вместе взятых. Сказывалась практика пилота. «Юрий Михайлович», — обернулся к Семецкому я, — «как считаете, машина вброд переберется через реку?» «Вне всяких сомнений», — кивнул профессор. «Однако в ущелье не войдет». «А мне не нужно», — ответил я и вернулся к панели с навигатором. Подчиняясь движением пальца, карта сместилась в нужную сторону. Затем я слегка увеличил масштаб, расширяя обзор, и отыскал нужное мне ущелье, по которому бежал стремительный поток горной реки.
Дальше, плавно двигая карту, примерно определил место, где должна быть расщелина, и установил там метку. Компьютер быстро просчитал маршрут, проложив извилистую красную линию, которая огибала наиболее крутые препятствия на нашем пути. «Такс», — пробормотала Ада и принялась тыкать в свою панель. «Что-то не так?» — уточнил я. «Небольшие сложности, но вполне решаемые. У нас не хватит энергии, чтобы добраться до пункта назначения». «Не страшно. В крайнем случае там пешком недалеко». «Да не переживай. Я сейчас помогатель отключу, кондиционер вырублю и дотянем прямо до места». Ада вдавила педаль газа, и машина бодро рванула вперед. Девушка слегка ошиблась. Заряда батареи не хватило, но не критично. До расщелины оставалось рукой подать, мы ее даже видели. Хорошо, хоть через реку перебрались заранее. Не очень-то удобно перетягивать груз через горный поток, когда еще и самому нужно как-то держаться за веревку. Прихватив сразу по коробке, мы не спеша двинулись к лагерю. Остальное пусть сами разгружают. Мы им не нанимались. Пусть вообще радуются, что запасы подвезли. Одни только принтеры с картриджами. Чего стоят? «Стоять! Руки в гору!» Внезапно раздался голос сверху, когда нам оставалось только свернуть в расщелину. «А последнее обязательно?» Стараясь не делать резких движений, спросил я. «Они у нас все равно заняты». «Кто такие?» «Семецкий я, Юрий Михайлович», — представился профессор. «Из первой группы переселенцев». «На месте стойте», — предупредил незнакомец. «Да мы вроде и не двигались», — пробормотал Нос. Спустя пару минут к нам вышли двое. В военной форме, при оружии. Что-то я не припомню, чтобы в лагере водился подобный контингент. Да и лица незнакомые. Стволы на изготовку, готовы открыть огонь при любом неверном движении с нашей стороны. «Кто такие?» — повторил один из них. «Я же говорю. Семецкий я», — начал было профессор, но боец его перебил. «Почему на вражеском транспорте?» «Экспроприировали», — усмехнулся Нос. «Гуляли по лесу, смотрим, стоит. Похоже, что ничейный». «Рот закрой», — потребовал боец. «На вопрос отвечайте». «Командир, ты уже определись?» — вмешался в беседу я. «Там километрах в 150 лагерь Евросоюза. Его рой в труху разнес, но кое-что осталось. Мы как раз туда на разведку мотались. Вот, даже немного намародерили. Могли бы и больше, но в тачку уже не влезло». «Молодые люди, вы позовите кого-нибудь из наших, они все подтвердят», — снова подал голос Семецкий. Один из бойцов покосился на второго и, получив утвердительный кивок, скрылся за поворотом ущелья. «А вы сами, простите, кто будете?» — поинтересовался профессор. «Разговорчики», — сухо обрезал боец. «Можно хоть коробки поставить?» — спросил я. «Они вообще-то нелегкие». «Стой! Не дергайся!» — ответил заученной фразой военный. Ада благоразумно молчала. Хоть она и заговорила по-русски, однако ее речь сложно было назвать чистой. Как ни крути, а некоторые слова давались ей с трудом, как и отдельные буквы, например, четкое «Р». Все-таки большую часть жизни она общалась на картавом английском, а у них там с произношением вообще беда. К слову, похоже, что их язык я тоже усвоил. Только сейчас, гоняя эти мысли в голове, сообразил, что без проблем разобрался с навигацией. А ведь панель в вездеходе настроена исключительно на английский. Но я как-то нашел карту, развернул ее и даже установил маршрут без единой подсказки. Грубо говоря, все надписи были мне понятны и не на интуитивном уровне. «Женя!» — с радостным криком бросилась мне на шею Татьяна, которую привел военный. Девушка принялась целовать мне лицо, заставляя поморщиться. Но я терпел, чтобы вот так сходу ее не обидеть. Однако нам явно предстоит долгий и не самый простой разговор. Не знаю почему, но в тот момент, когда Татьяна обняла меня, прижимаясь всем телом, я покосился на Аду. Она смотрела на меня, не скрывая улыбки. Впервые за все время знакомства наши глаза встретились, и норвежка мне подмигнула. Я попытался состроить невинную рожу, но не уверен, что это получилось. «Товарищ лейтенант, данные подтвердились», — тем временем доложил боец, бегавший в лагерь. «Хорошо». Тут же расслабился тот и опустил оружие. «Можете проходить». «Спасибо, ёпт!» — выдохнул Нос и тут же поставил коробку на гравий. Я, наконец, отстранился от прилипчивой Татьяны и тоже освободил руки. Она попыталась снова меня обнять, теперь уже спереди, как полагается, но я ее придержал, чем вызвал недовольный вид. «Может, теперь расскажете, кто вы и откуда узнали про лагерь?» — спросил военных я. 2 дня назад у нас внезапно заработала рация. Вместо них затараторила Татьяна.
Мы тут же попытались связаться с домом, но попали вот на них. Быстро объяснили, где мы находимся, и вот». «Потом поговорите», — остановил словесный понос лейтенант. «Вам нужно зарегистрироваться». «Зачем?» — не понял Нос. «Такой порядок. Мы должны точно понимать, сколько людей находится в нашем распоряжении». «Что значит «в распоряжении»?» — ухватился за слово я. «Здесь не военный лагерь». «Теперь военный», — сухо ответил он. «А если мы не хотим?» — задал резонный вопрос Семецкий. «Боюсь, у вас нет выбора. Ситуация на планете крайне нестабильная». «А о чем вы?» — все же не удержалась и подала голос Ада. «Давайте покончим с формальностями, а затем будем задавать друг другу вопросы». «Лично я вообще никаких делов не знаю», — тут же пошел в несознанку Нос. «Разберемся», — произнес лейтенант и слегка отстранился, изобразив приглашающий жест. «Там везде хоть добро осталось». «Разберемся», — повторил военный таким тоном, что стало понятно. Разговоры закончились. Мы подхватили коробки и двинулись вверх по ущелью. Жухлый, поджав уши и хвост, семенил рядом, прячась за моими ногами. И попробуй скажи, что он не далее как утром рвал, пожалуй, самых опасных хищников этой планеты. Как свинья, фуфайку. А сейчас даже собственной тени боится. Но, скорее всего, ему просто некомфортно среди кучи людей, как и мне. А ведь он почувствовал чужаков. Едва мы вышли из вездехода, его поведение сразу изменилось. Но я списал это на близкое присутствие к лагерю. Только сейчас до меня дошло, что ученых он уже знал и вел себя с ними иначе. Будь на месте военных какой-нибудь зверь, волчонок наверняка бы встал в позу. Однако он до сих пор не понимал, как следует реагировать на двуногих, отчего и поджимал хвост, стараясь казаться незаметным. «Оставьте коробки здесь!» — лейтенант указал на навес, под которым уже расположились штабеля ящиков. «Сватков!» — крикнул он. «Чё?» — вернулся вальяжный ответ. «Через плечо!» — огрызнулся офицер. «Сюда подошел!» «Есть!» — уже ближе к уставу ответил тот и даже козырнуть не забыл. «Возьми 2 ребят и платформу. Там нужно вездеход разгрузить». «А он чё, сюда подъехать не может?» «Сватков, а ты ничего не попутал?» — зло прищурился лейтенант. «Да сделаю сейчас! Чё орать-то?» — буркнул в ответ тот и еще раз козырнул. «Разрешите выполнять, товарищ лейтенант?» «Двигай давай!» — отмахнулся офицер и обернулся к нам. «Вы давайте за мной!» Справа, чуть за границами лагеря, возвышался огромный космический корабль, стоящий на ровном скальном плато. Народу в периметре знатно прибавилось. Я даже не возьмусь назвать их точное количество, однако посудина, на которой они прилетели, была под стать нашей. А значит, изначально их было около 3000 человек. Наверняка за время пребывания на планете немалую часть уже похоронили, но с роем они точно еще не встречались, потому как после него их осталось бы несколько десятков. «Заходим!» — скомандовал офицер, когда мы подошли к трапу. «Чё, прям на корабль, что ли?» — зачем-то уточнил Нос. «Да, прям внутрь», — подтвердил лейтенант и придержал Татьяну. «А вы подождите снаружи». «Я буду здесь», — предупредила меня она. В ответ я молча кивнул. «С животными тоже нельзя», — покосился на волчонка офицер. «Жухлый, сидеть», — скомандовал я, но тот даже ухом не повел. «Ладно», — поморщился лейтенант и предупредил. «Но если будет бузить, я его пристрелю». «Давай как-нибудь без крайностей». Не стал лезть на рожон я. Мы поднялись на палубу и по указке офицера свернули влево. Прошли по узкому коридору до поворота и выбрались к каютам экипажа. Про себя я отметил, что планировка здесь рубль в рубль, как в нашем корабле. Хотя чему удивляться. И да, я уже понял, что нас ведут в кают-компанию. Здесь тоже было довольно шумно. Лейтенант козырнул 2 другим офицерам. Судя по погонам, один из них носил звание майора. Один с 2 капитанами перекидывался в карты. Вообще их поведение оставляло желать лучшего. Слишком расслабленные, будто только вчера вернулись с передовой, где заработали немного личного времени, которое не знали, как провести. С другой стороны, рядовой состав был чем-то занят снаружи. Мне показалось, что они выстраивают укрепления. Вопрос — от чего? Мы прожили здесь 5 лет, и обычного силового поля хватало за глаза, чтобы дикие звери не проникали в периметр. А спустя пару лет они и сами не спешили к нам в гости, чтобы не попасть на обеденный стол. И местная фауна наверняка уже не раз столкнулась с подобной участью. По крайней мере, за все то время, что я прожил вместе с учеными, к нам ни одна тварь даже носа не совала. Так в чем смысл окапываться? Просто, чтоб без дела не сидели?
Так здесь и без того работы хватает. Лучше бы дома строили вместо тех шалашей, в которых приходится ютиться. «Ждите!» Лейтенант указал на свободный диван и постучался в дверь с надписью «Полковник Севастьянов Н.О». «Товарищ полковник, разрешите?» «Входи, Коробков. Что там у тебя?» Раздался сочный, сильный голос из-за двери. «Там несколько человек вернулось с...» Окончание фразы отрезало закрывшейся переборкой. Я уселся на диван, рядом плюхнулась Ада. Жухлый тут же уложил голову мне на колени и потребовал нежностей. Баловать его я не стал и, слегка потрепав по загривку, попытался прислушаться к разговору в кабинете. Но, увы, кроме тихого бормотания, ничего так и не разобрал. «Как думаешь, что со мной будет?» — спросила Ада. «Ничего», — почему-то соврал я. «Перестань, я ведь не дура. Они быстро разберутся, кто я и к какой стране принадлежу». «Я с ними поговорю», — усмехнулась девушка. «Ты серьезно? Думаешь, они станут тебя слушать?» «Если честно, я больше боюсь за них», — произнес я. «В нас сидят наниты, и неизвестно, как они отреагируют на угрозу». «Не думаю, что им стоит об этом знать», — озвучила очевидное я. «Это я и сам понимаю», — ответил я и обратился к остальным. «Надеюсь, все со мной согласны». «А чё ты сразу на меня смотришь?» — возмутился Нос. «Только попробуй что-нибудь ляпнуть», — пригрозил я. Ты базар-то фильтруй! Я, по-твоему, кто?» «Ладно, не бузи», — успокоился я, поняв, что действительно перегнул палку. Уж кого-кого, а зэков в излишней болтливости точно упрекать не следует. Будь у него задатки стукача, вряд ли бы он надолго в мужиках задержался. С такими на зоне разговор короткий, несмотря на крышу начальства. Нет, опускать его никто бы не решился, проблемы никому не нужны. Но о его привычке молоть языком знали бы все без исключения. Дверь шелестом отошла в сторону, и наружу выглянул лейтенант. «Зайди!» — кивнул мне он. Я поднялся, оставив Жухлова на попечение Ады, и вошел в кабинет. Обстановка внутри максимально спартанская. Стол, пара стульев и, собственно, сам полковник за монитором. Крепкий мужик, лет 50 навскидку. Взгляд строгий, цепкий, но не вызывающий отторжения. Не знаю почему, но для себя я определил его как человека умного и справедливого. Говорят, первичное впечатление как раз и считается самым верным. Но моя паранойя с этим не согласилась, оставив последнюю мысль «время покажет». И я не стал спорить с мудрым внутренним «я». «Присаживайся», — указал на свободный стул полковник. «Как звать?» «Тень», — представился кличкой я. «Так и записать?» «Евгений Теняев», — поправился я. 2161 года рождения, 27 полных лет. Прибыл на Элпис в составе группы заключенных. Осужден по статье 109 УК РФ. «Непреднамеренное, значит?» Зачем-то переспросил он. «Так точно». «Служил?» «Не успел». «Ясно. Сколько же тебя впаяли?» 25», — ответил я, и полковник присвистнул. «Серьезный срок для 109-й. Это что же ты такое устроил?» «В боях поучаствовал. Послушайте, какая разница, что было в прошлом? Меня реабилитировали вместе с остальными, когда я попал в программу переселения». «Ты ведь в курсе, что на Элпис мы так и не попали?» — спросил полковник с эдаким хитрым прищуром. «Уже да», — кивнул я. «Ладно, меня зовут Николай Олегович. Можно просто, товарищ полковник. Как удобней. А теперь расскажи мне то, что вам удалось обнаружить в пещере». «Ничего», — нагло соврал я. «Просто пещера с прорубленным внутри коридором, который идет по спирали». «Допустим. А вездеход противника у вас откуда?» «Из разбитого лагеря синих». «Сможешь указать его позицию на карте?» «Легко», — ответил я и скинул рюкзак. «Спокойно, лейтенант». Полковник остановил подчиненного, который мгновенно вскинул оружие, реагируя на мое движение. «Извините», — повинился за неосмотрительность я и уже не спеша извлек из поклажи планшет. «Записывайте». Я надиктовал координаты лагеря европейцев, а затем вкратце пересказал все, что видел. Не забыл упомянуть и о нашем поселке, на который совершили нападение синие. В общем, выложил все как на духу. Ну, почти все. «Хорошо», — кивнул полковник, выслушав мой рассказ. «Далеко не уходи, лагерь пока не покидай». «Я что, под арестом?» «Нет», — усмехнулся Севастьянов.
Просто твои навыки могут быть для нас очень полезны. Шустрый ты и наблюдательный. Ах да, вот еще что». Полковник развернул ко мне монитор. «Вот такие существа тебе не попадались?» Я посмотрел на монстра, которого зафиксировала камера. Как и должно быть в подобных случаях, изображение вышло не самого лучшего качества, но все же позволяло рассмотреть общие черты урода. А никак иначе его назвать у меня язык не поворачивался. Это был гуманоид, то есть двуногое создание с двумя руками соответственно, но на этом схожесть с человеком заканчивалась. Вообще, он больше походил на героя фильма ужасов, который как раз и должен охотиться на людей. Перевитый мощными мышцами до такой степени, что кажется горбатым, руки чуть ниже колен, увенчаны когтистыми пальцами, лицо вытянутое и немного напоминает звериное, правда, не возьмусь судить, чье конкретно. Есть в нем немного от волка и от обезьяны одновременно. Но я больше склонялся к семейству собачьих, возможно, из-за острых, вытянутых, словно эльфийские, ушей. Однако больше всего меня удивила тряпица, прикрывающая нижнюю часть тела. Это уже мало походило на зверя. Ни одно существо во Вселенной, лишенное интеллекта, не станет прикрывать свои гениталии, а значит, тварь обладает разумом. «Нет, не встречал», — покачал головой я. «А что это?» «Хотел бы я знать», — вздохнул полковник и развернул монитор обратно к себе. «Эти твари уничтожили 3/4 моих бойцов. Первые атаки с их стороны были хаотичны, и мы легко от них отбивались. Но затем они стали более грамотными, словно учились у нас. Последняя стычка вообще началась с диверсии в противоположном от основной атаки конце периметра. Мы вынуждены были признать, что эти существа довольно умны». «Так это понятно по набедренной повязке», — усмехнулся я. «А где вы с ними столкнулись?» «В 500 километрах к югу», — ответил полковник. «И там таких очень много. Сейчас мы пытаемся разобраться, почему данная местность свободна от них». «Ну, в этом я вам вряд ли чем помогу». «И все же постарайся не покидать лагерь в ближайшие дни». «Да я вроде и не собирался». «Ну вот и договорились. Коробков, приглашай девушку». «Простите, товарищ полковник», — спохватился я, — «по поводу девушки». «Переживаете, что мы поставим ее к стенке?» — усмехнулся он. «Ну...» — замялся я. «Есть немного. В общем, она выжила в том нападении Роя на лагерь синих. Она нормальная, помогала нам. Жизнь мне спасла». «Мы это учтем», — вежливо улыбнулся полковник. «Вы свободны». «Принял», — кивнул я и направился к выходу. Когда Коробков пригласил Аду, я специально заступил ей путь и обнял. На мгновение мое сердце дало сбой, а затем пустилось в бешеный скач. Но я совладал с собой и шепнул ей на ухо. «В пещере мы ничего не нашли». «Поняла», — так же тихо ответила она и вдруг коснулась моей щеки губами. Волна крови мгновенно ударила в голову, наливая лицо краской. Это не ускользнуло от носа, который тут же оскалился и принялся пихать палец в кулак другой руки. «Отставить обжиматься!» — скомандовал лейтенант, и я был вынужден выпустить Аду. Зато у меня появилась возможность наказать юмориста. Я с хищным оскалом присел рядом с ним и сунул ему кулаком по ребрам. «Ты чё, ёпта?» — поморщился он. «Пошутить, что ли, нельзя?» «Можно, но очень осторожно», — ответил я и уже шепотом добавил. «Про пещеру ни слова, понял? Мы там ничего не видели». «А трупы?» «И трупы тоже. Это просто пещера и все. Ты меня понял?» «Понял, принял, записал», — кивнул Нос. «Юрий Михайлович, к вам это тоже относится?» «За меня не переживайте», — вежливо улыбнулся он. «Я умею хранить секреты. Правда, в данный момент не вижу в этом никакого смысла». «Знаете, мне как-то не очень хочется провести остатки жизни в качестве лабораторной крысы. А они обязательно мне это устроят, если узнают о нашей связи с машиной, которую мы там обнаружили. И вас, скорее всего, эта участь тоже не избежит». «Пожалуй, вы правы, Евгений. Хотя я бы попросил у вас немного крови на анализ». «Вот, и вы туда же». Не успел я закончить фразу, как дверь распахнулась, и в коридор вывели Аду в наручниках и под стволом. «Эй, что происходит?» — подскочил я. «Куда вы ее ведете?» «Сел на место», — приказал лейтенант и направил в мою сторону ствол. «Еще раз дернешься, схлопочешь пулю». «Мы же договорились». «Ты че, тупой?» «Я сказал, сел на место!» Кают-компания погрузилась в тишину.
Сейчас на меня смотрело несколько десятков недовольных военных, и я решил не развивать конфликт. Все равно в данном положении я ей ничем не помогу. «Не переживай, Тень», — улыбнулась Ада. «Со мной все будет хорошо». «Шевели копытами!» — беспардонно толкнул ее в спину офицер. «Господин Семецкий, зайдите, пожалуйста!» — донесся голос полковника из кабинета. «Я с ним поговорю», — успокоил меня профессор. «Хотя бы попытаюсь выяснить, в чем дело». «Хорошо», — кивнул я, продолжая смотреть в спину уходящей девушки. Глава 17. Военное положение. Время тянулось, словно сгущенное молоком. А Семецкий все еще торчал в кабинете. Сидеть у меня не получалось. Я выдерживал буквально пару секунд, затем снова подскакивал и начинал ходить из угла в угол. Жухлой тенью следовал за мной, в точности копируя поведение, и слегка поскуливал. Он будто чувствовал мою нервозность. Офицеры, присутствующие в кают-компании, недовольно косились в мою сторону. Оно и понятно. Не так-то просто расслабиться, когда кто-то мечется по помещению, словно тигр, запертый в клетке. В первую очередь из-за неясности, ведь неизвестно, чего можно ожидать от человека на взводе. Лично я бы на их месте выставил меня на улицу, чтобы не мешал отдыхать. Но меня не трогали, возможно, не хотели еще больше накалять обстановку. Сколько прошло? Минут 5? О чем вообще можно столько трепаться? Хотя, зная привычку Семецкого, молоть языком, эта беседа рискует затянуться надолго. Черт бы его побрал, этого профессора! Может, стоит заглянуть и самому задать нужные вопросы? Я замер у переборки и несколько секунд пялился на нее, не зная, как лучше поступить. Здравый смысл победил, и я вновь принялся наматывать метры. В момент паузы Жухлый уселся рядом, но как только я продолжил движение, подскочил и засеменил следом, не забывая жалобно присвистывать. «Да ты задрал уже, в самом деле!» — прихлопнул костями домино о стол один из офицеров. «Чё ты мельтешишь-то здесь? Иди нахер на улицу и ходи там, пока ноги не отвалятся!» «Чё ты там вякнул?» Я моментально ухватился за повод. «Думаешь, ты крутой?» Он выхватил пистолет и направил его мне в лицо. «Ну давай, попробуй дернуться!» «Мельников, отставить!» — рявкнул мужик, сидящий напротив. Капитан на мгновение отвлекся, и я тут же взял его на болевой прием, выкрутив руку с пистолетом таким образом, что он при всем желании не смог бы шевельнуть пальцами. Ствол с гулким стуком упал на пол, покрытый ковролином, а капитан зашипел от боли в заломленном суставе. Реакция не заставила себя долго ждать. Военные повскакивали с мест, и теперь на меня смотрело не менее десятка стволов. Пришлось отпустить капитана, но предварительно я решил добавить ему ощущений и как следует пнул по ребрам, заставляя скрючиться в позе эмбриона. «Оно тебе надо было?» С нескрываемым сожалением поморщился майор, который, в отличие от остальных, никак не отреагировал на мою выходку. «Под арест его! За нападение на офицера! Пусть пару суток на губе посидит! Успокоится!» «Руки за спину!» — скомандовал шустрый лейтенант, и я не спеша выполнил команду. Как только на запястьях сомкнулись наручники, поверженный капитан, который уже поднялся с пола, сунул мне кулаком в живот. Было больно, но не так, чтобы невозможно стерпеть. Удар у этого придурка далек от профессионального, даже пресс пробить не сумел. В ответ на его действия я лишь криво ухмыльнулся, за что получил очередной неумелый тычок. Жухлый отреагировал на происходящее согласно своим инстинктам, бросился мне на выручку. И дай бог здоровья адекватному офицеру, который применил против волчонка шокер, а не пистолет. Электрический разряд сковал мышцы зверя и вырубил его. «Отставить, я сказал!» — рявкнул на подчиненного майор. «Хочешь к нему присоединиться? Я это быстро устрою! Вышел отсюда!» «Есть!» — нагло бросил капитан и, подняв ствол, отправился на выход. «Увести!» — отмахнулся старший офицер и устало опустился обратно в кресло. «Собаку тоже в клетку. От греха подальше». «Пшел!» — меня слегка подтолкнули в спину и повели на нижнюю палубу. Вот где обнаружились различия с нашим кораблем. На этом имелись камеры для заключения под стражу. Всего 5, но тем не менее. Может, для военных это норма, не знаю. Едва дверь за моей спиной закрылась, а сопровождающий лейтенант ушел, я тут же припал к крохотному, забранному решеткой оконцу. «Ада! Ада, ты здесь?» — позвал боевую подругу я. «Тень?» — донесся ее удивленный голос из камеры по соседству. «Ты почему здесь?»
«Так вышло. Ты как? Что они тебе предъявили?» «Ничего». «А полковник? Что он тебе сказал?» «Ничего такого. Сказал, что вынужден так поступить в целях безопасности». «Мудак!» — выдохнул я и ударил кулаком в дверь. «Все нормально, Тень. Я его понимаю. Со мной ничего плохого не сделали. Вспомни, ты ведь тоже вначале меня связал». «Это другое». «Разве?» «Черт!» — выругался я и почему-то внезапно успокоился. Ада была права. Для полковника она враг, пока не докажет обратное. Честно говоря, я и сам не до конца понимал, как к ней относиться. Химия в мозгу требовала защитить Аду, порвать любого, кто решит причинить ей зло. Но ведь по факту, появись у нее возможность вернуться к своим, неизвестно, как она поступит. А информация о лагере, которой она будет располагать, оставь полковник ее на свободе, может привести к плачевным последствиям. Вот я осел. «Тень», — позвала она. «мне очень приятно, что ты за меня заступился». «Да ладно», — буркнул я и хотел еще что-то сказать, но в коридоре вдруг раздались шаги и эхо голосов. Один из них принадлежал женщине. Я еще даже слов не разобрал, но уже был уверен, что это Татьяна. Где-то внутри вновь начало зарождаться раздражение. Неужели нельзя оставить меня в покое хоть на минуту? Я отстранился от двери, чтобы она не смогла ко мне прикоснуться, и улегся на шконку. В идеале бы свет еще погасить, но он, скорее всего, управляется с центральной панели. «У вас 5 минут», — раздался мужской голос, и Татьяна тут же прилипла к окошку. «Женечка, Жень, с тобой все в порядке? Я тебя вытащу, ты только потерпи немного. Я уже записалась на прием к полковнику. Я ему все объясню, и он тебя обязательно отпустит», — затараторила она. «Жень, ты меня слышишь? Жень, ты как? Почему ты молчишь? Что они с тобой сделали?» «Господи, да ты можешь заткнуться хоть на секунду!» — взорвался я. «Чё тебе надо от меня? Чё ты ходишь за мной, как собачонка?» «Но...» «Не люблю я тебя, поняла? Отвали от меня, живи своей жизнью!» «Что ты сказал?» — тихим голосом спросила она. Я сел и провел ладонями по лицу. Медленно выдохнул, успокаивая нервы, затем поднялся и подошел к двери. «Прости», — буркнул я. «Не хотел преподносить тебе это в таком тоне. Но мы больше не можем встречаться». «Почему? Я что-то сделала не так?» «Нет, просто... не могу я так. Не хочу. Я не специально, но ведь сердцу не прикажешь». «Ладно. Я тебя поняла». Татьяна развернулась и ушла, а я еще какое-то время стоял у двери, приложив лоб к холодному железу. «А ты жестокий», — прозвучал голос Ады, как только переборка, ведущая в тюремный отсек, с шелестом закрылась. «Почему?» «Она тебя любит». «А я ее нет». «Это я уже поняла». С каким-то непонятным вздохом произнесла норвежка. «Но ты мог бы сказать ей об этом помягче». «Какая разница, если все равно будет больно? Пусть лучше злится, так хоть немного легче». «Пожалуй, ты прав». Палуба погрузилась в тишину. Мне было интересно, о чем она сейчас думает, потому что я думал о ней. «Теняев, на выход!» — раздался голос за дверью. «С вещами?» — спросил я. «Копытами шевели, юморист херов!» — огрызнулся военный. «Тебя полковник ждет!» Я поднялся со шконки и покинул камеру. С момента моего заключения прошло уже 2 суток. Посетителей больше не было. Возможно, не пускали, а может, им просто нечего было мне сказать. И если первый день я провел в изоляции с удовольствием, то утром Аду забрали, оставив меня наедине с моими мыслями. Естественно, никто мне ничего не объяснял. А рядовой, который приносил мне еду, не имел ни малейшего понятия о том, что происходит в лагере. И вот сейчас появился шанс все выяснить. Мы поднялись наверх, снова прошли через кают-компанию. Но на сей раз здесь было пусто, если не считать какого-то капитана, который кропотливо заполнял документы на своем планшете. Солдат постучал в переборку и лишь затем вдавил клавишу открытия. Створки разошлись, и он тут же вытянулся в струнку. «Товарищ полковник, заключенный Теняев по вашему приказанию прибыл. Заводить?» «Да, пусть заходит», — вернулся ответ. Бравый боец развернулся, чтобы прокричать мне разрешение в лицо, но я бесцеремонно отодвинул его в сторонку и протиснулся в кабинет. И замер у входа, сверля глазами Аду, сидевшую у стола полковника. «А ты здесь как?» — спросил я. «Так же, как и ты», — с улыбкой ответила девушка. «Проходите, Евгений». Полковник указал на свободное место возле норвежки.
Я гнездился на неудобном стуле и снова покосился на Аду, а затем перевел взгляд на полковника. «Что-то случилось?» — нарушил неловкую тишину я. «Не совсем. Но нам требуется ваша помощь. Помнится, вы что-то говорили о брошенном лагере Евросоюза». «Он скорее уничтоженный», — поправил полковника я. «Не суть», — отмахнулся он. «В общем, мы проверили вашу информацию и даже кое-что оттуда забрали. Но на обратном пути мои люди столкнулись с какой-то аномалией. Отряд исчез, и поисковая группа не обнаружила никаких следов противника в этом месте». «И при чем здесь я?» «Отряд исчез, когда проверял ваш маркер с пометкой «Технологии древних». При этом все их вещи, техника и то, что они забрали в лагере противника, осталось нетронуто. Если вы хотите от меня узнать, что там произошло, то вы слегка не по адресу. В это время я находился в вашей камере». «Можно я закончу?» — сухим тоном поинтересовался полковник. «Извините». «Так вот, Ада любезно предоставила нам кое-какую информацию, в том числе и о вашем общении с неким интеллектом в пещере. И я не понимаю, почему вы об этом умолчали». Я молча покосился на норвежку, но оправдываться перед полковником не стал. Он выдержал небольшую паузу, видимо, как раз для того, чтобы выслушать мои аргументы, но так ничего и не дождавшись, продолжил. «Раз уж у вас есть хоть какой-то опыт контакта с технологиями древних, я хочу, чтобы вы осмотрели то место». «Я понял», — кивнул я. «Но, скорее всего, ваши люди уже мертвы». «Пусть так, но я должен в этом убедиться. И неплохо было бы выяснить причину их гибели». «Рой», — пожал плечами я. «Ну или наниты, если угодно. Они уже нападали на людей, которые приближались к древним руинам. Это что-то типа защитного механизма». «Давайте не будем гадать и делать поспешных выводов. Просто сходите и осмотритесь там. Мне нужна точная информация». «А почему мы, а не Семецкий, к примеру? Он же ученый и получше нас разбирается в таких вопросах». «Вы что, сейчас учите меня делать мою работу?» Приподняв брови, спросил полковник. «Нет, просто рекомендую прислу. Давайте я сам решу, кому и какие задачи следует ставить». Строго перебил меня он. Ада тихонько прыснула от смеха. Видимо, я действительно сделал или сказал какую-то глупость. Но откуда мне знать, как нужно правильно общаться с военными? Тем более, что участие Семецкого, никак не может быть лишним. Он тоже имел дело с технологиями древних, и это я молчу про его пытливый ум и внимательность к деталям. «Все, свободны», — небрежно махнул рукой полковник. «У вас час на подготовку, лейтенант Коробков проведет инструктаж». «Жухлый мой, где?» — задал я вопрос, который волновал меня не меньше, чем судьба Ады. «Простите, кто?» — не понял полковник. «Волк, с которым я сюда пришел. Ваши подчиненные сжахнули его из шокера и куда-то уволокли». «Понятия не имею», — пожал плечами он. «Его выпустили сразу, как только он пришел в себя. Наверное, где-то бегает». «Ясно. Спасибо», — буркнул я и, поднявшись со стула, посмотрел на Аду. «Ты идешь?» «Угу», — кивнула девушка, и мы вместе покинули кабинет. «И как это понимать?» Я придержал ее за локоть, как только закрылась переборка. «О чем ты?» «Зачем ты ему все рассказала? Я же просил». «А как, по-твоему, я должна была завоевать его доверие?» «Про наниты внутри нас он тоже знает?» «Нет, я же не дура». «Что конкретно ты ему рассказала?» «Что мы нашли в пещере какой-то компьютер и что говорили с ним. Ну и о том, что он запустил какой-то там протокол восстановления. Тень, они вытащили меня на допрос. Пропали люди, которые ходили на разведку в наше поселение. Как думаешь, что первым делом они решили?» «Ладно». Я отпустил ее руку. Может, оно и к лучшему. «Вот вы где!» Из-за поворота появился Коробков. «А я вас у выхода жду. Пойдемте». Мы спустились с корабля и буквально сразу нырнули под навес, где уже собрались другие участники разведывательной экспедиции. Свободных мест рядом не оказалось, и мы с Адой разделились на время инструктажа. Ничего интересного я так и не услышал. Все, о чем говорил лейтенант, я уже знал. Разве что на фотографии с места происшествия посмотрел. Примерно через полчаса нас распустили. Точнее, закончили рассказывать о том, как нужно себя вести на лоне природы, и отправили за обмундированием. На вопрос «Где мой рюкзак?» внятного ответа я не получил.
Зато обзавелся новыми ботинками и камуфляжем, который хотел припрятать до лучших времен, но был вынужден переодеться. Ада с ухмылкой наблюдала за моими перебранками с военными. В отличие от меня, она ни с кем не спорила и молча выполняла все требования. Покончив со всеми делами, мы получили 5 минут свободного времени, которые я потратил на поиски мохнатого друга. Этот обормот обнаружился возле палатки Семецкого. Задняя лапа перевязана, видимо, профессор подлечил рану, полученную в схватке с котами, но на меня он не реагировал по другой причине. Дрых, как собака, налопавшись какой-то каши. Охеревшее создание!» Я легонько пнул Жухлова под зад. «Подъем! Нас ждут великие дела!» Волчонок от неожиданности резко подскочил и даже попробовал рычать, но затем узнал меня и, на радостях, едва не сбил с ног, закинув лапы на плечи. Пару раз даже успел в рожу лизнуть. Однако я быстро прекратил этот дебош, ибо из пасти у него воняло так, что впору противогаз надевать. «Ну все, хватит скакать. Ты же не кенгуру в самом-то деле». Я потрепал Жухлова по загривку, пытаясь таким образом удержать от очередного прыжка. «Ты опять, что ли, вырос? И когда только успеваешь? Да на тебе скоро верхом можно будет ездить. Все, успокаивайся давай. Нам на задание пора». На шум из палатки выглянул Семецкий. «О, Евгений! Очень рад, что вы зашли. Мне нужно вам кое-что показать. А еще я был бы признателен, если бы вы позволили взять у вас немного крови на анализ». «Да меня там ждут. Ничего страшного, это недолго. Заходите». Я пригнулся и вошел в новенькую палатку, которую мы честно экспроприировали в разбитом лагере. Профессор времени даром не терял и уже собрал здесь приличную лабораторию. Всюду стояли какие-то колбочки, стеклянные чашки и много чего такого, о чем я понятия не имел. «Взгляните!» — Семецкий указал на микроскоп. Я приложился к окулярам, но кроме пятен разного цвета ничего не увидел. «Заметили?» — с довольной рожей спросил профессор. «Нет», — честно признался я. «Ну как же! Ведь там все очевидно. Как я и предполагал, наниты не просто спрятались в вашем организме. Они что-то перестраивают. А теперь еще один момент». Семецкий включил планшет, что-то там потыкал, и теперь изображение пятен бурого цвета отображалось на его экране. Затем он схватил стеклянную трубочку, опустил ее в пробирку и, зажав один конец пальцем, забрал немного мутной жижи, которую тут же влил в стеклянную чашку, что располагалась под микроскопом. На экране планшета тут же началось движение. «Вот!» — с восторгом указал на процесс Семецкий. «Что «вот»?» — пожал плечами я. «Это клетки рака», — терпеливо объяснил он. «Ваши наниты их натурально пожирают. То же самое происходит с различными вирусами и любыми другими веществами, способными навредить человеческому организму». «И?» — наморщив лоб, спросил я. «Вы что, не понимаете? Это же панацея!» «Вот только давайте не будем выражаться. Вы же приличный человек», — пошутил я. «Евгений, вы меня расстраиваете». «Да ладно, я понял, о чем вы. Хотите сказать, что меня теперь ни одна зараза не возьмет?» «Я вам больше того скажу. Мне удалось извлечь немного яда у вашего питомца. Наниты расправились с ним в считанные секунды. Мало того, они каким-то образом восстановили поврежденные клетки. И, честно говоря, я даже не представляю, на что еще они способны. Мне бы электронный микроскоп, чтобы рассмотреть этих крошек в деталях. В общем, я могу с уверенностью заявить, что вы и Ада практически неуязвимы». «Практически?» «Ну, я не уверен, что вы сможете пережить пулю в голову или в сердце, но...» «Нет уж, спасибо. Давайте не будем проверять». «Простите», — улыбнулся профессор. «Так как насчет крови?» «Берите сколько нужно». Засучил рукав я. «Замечательно!» Семецкий тут же заметался по палатке. Процедура прошла действительно быстро, а затем я с удивлением пронаблюдал, как быстро исчезла ранка от иглы. Она затянулась прямо на глазах, оставляя на коже крохотную капельку крови. «Теняев, ёб твою за ногу! Ты какого хера здесь трешься?» — рявкнул на меня лейтенант Коробков, как только я выбрался из палатки. «Мы тебе что, всем составом искать обязаны? А ну бегом к машине!» «Господи, чё ты карать-то?» — буркнул я. «Мы вроде никуда не опаздываем». «Чё ты там вякнул?» — вытянул шею Коробков. «Ой, все!» — отмахнулся я. «Своими дебилами будешь командовать, а я гражданский, и тебе не подчиняюсь». Лейтенант аж побагровел от моей наглости, но крыть ему было нечем. В итоге он просто злобно сопел в 2 дырки, пока сопровождал меня к транспорту. Все остальные были уже на месте. Я подтолкнул Жухлова под зад, помогая ему забраться в багажник, и запрыгнул на 3-й ряд сидений вездехода, чтобы волчонок не нервничал и имел ко мне постоянный доступ.
Место рядом тут же заняла Ада, мило мне улыбнувшись. Уж не знаю, как там было раньше, но все-таки наша техника в 1000 раз лучше и удобнее любой зарубежной. Поговаривают, что в одно время наш автопром пребывал не в лучшем состоянии, и многие жители необъятные предпочитали передвигаться на иномарках. Лично я такого не застал. Подвеска прекрасно проглатывала все неровности, заставляя нас слегка покачиваться из стороны в сторону. Но критичной болтанки все же не наблюдалось. А гнали мы с довольно приличной скоростью, километров под 60 в час. С другой стороны, маршрут пока проходил по скальному плато, которое в сравнении с лесополосой можно смело назвать ровным. Нам пришлось сделать немалый крюк, объезжая ущелье. К останкам корабля, на котором прибыли на Элпис ученые, мы подъехали спустя 40 минут. Для сравнения, пешком через горную реку добраться до сюда можно было за 1,5 часа, а наша скорость раз в 10 превышала человеческую. Правда, как только мы въехали в лес, она значительно упала, а заодно и возросла и болтанка. Рядом с Адой угнездился какой-то сержант, который сильно раздражал меня тем, что каждый раз хватал девушку за ногу, когда его к ней кренило. И ведь он спокойно мог держаться за рукоять на двери, но предпочитал как бы ненароком лапать норвежку. Впрочем, она на это не реагировала, отчего я злился еще сильнее. Может, потому что испытывал подобные эмоции впервые? Ну а где мне было влюбляться? Не в тюрьме же, в конце концов. А в молодости до этого как-то дело не дошло. Все мое время было занято тренировками и стремлением заполучить чемпионский пояс. Нет, девочки, конечно, имелись, но как-то так, больше для удовлетворения плотских потребностей. И когда я впервые ощутил учащенное сердцебиение рядом с Адой, то натурально растерялся. Я и сейчас не до конца понимаю, что со мной происходит в ее присутствии, и уж тем более не знаю, как с этим бороться. Но я стараюсь, держусь как могу. Любую другую я бы уже давно завалил на лопатки и вдул по самые гланды, а наутро ушел бы, даже не попрощавшись. Но к ней почему-то боялся даже прикоснуться. И это тоже меня злило. «Слышь, сержант!» — все же не выдержал и быканул я. «Ты можешь клешни при себе держать?» «А че я сделал-то?» — нагло ощерился он. «У тебя что, со слухом проблемы? Еще раз ее тронешь, я тебе руку сломаю». Боец насупился, но сообразил, что связываться со мной не стоит. И когда его повело очередной раз, он ухватился за спинку впереди стоящего кресла. «Спасибо», — шепнула мне на ухо Ада. «Он меня уже конкретно достал, а я не знала, как ему на это намекнуть». От ее горячего дыхания у меня по всему телу пробежали мурашки. Но виду я не подал и молча кивнул, всеми силами заставляя себя смотреть вперед. Ехали молча, лишь изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами. Лейтенант, сидящий на пассажирском сиденье возле водителя, время от времени корректировал маршрут. Но в целом ничего особенного не происходило. От скуки я даже задремал и не заметил, как положил голову на плечо Ады. «Приехали!» — разбудил меня голос Коробкова. «Выгружаемся, дальше пойдем пешком. До точки примерно 2 километра. Гражданские идут в центре. Митин, ты замыкающим». «Есть?» — козырнул тот самый сержант. «Все, двинули!» Лейтенант закинул на плечи рюкзак и выпустил дрон-разведчик. Точно такая же птичка зажужжала позади. Я аж вздохнул, вспоминая своего механического друга, а затем покосился на Жухлова и улыбнулся. Нет, сейчас у меня определенно помощник получше. «Что за...» Коробков замер, не пройдя и 500 метров. Теняев, подойди!» Я прибавил шаг и подошел к командиру. Тот снял шлем и протянул его мне. «Дроном умеешь управлять?» — спросил он. «Да», — коротко ответил я и принял шлем. «Сейчас я тебя синхронизирую». Коробков потыкал в планшет. «Вот сюда посмотри». Я приблизил глаз к устройству и подождал, пока оно отсканирует сетчатку глаза. Затем натянул шлем, дождался авторизации, и как только перед глазами открылась картинка с дрона, открыл рот в изумлении. Место, где мы с Жухлым встретились впервые, тот самый склеп, в котором прятались от урагана, сейчас выглядело иначе. Часть леса исчезла, холм, который скрывал строение, словно испарился. Местность даже немного углубилась, образуя эдакое блюдце, в центре которого расположился ряд строений. Вокруг них суетились механические существа, похожие на муравьев, и они вовсю восстанавливали разрушенные временем строения. «Что скажешь?» — спросил лейтенант. «Видел когда-нибудь такое? Что там происходит?» «Да я понятия не имею», — честно ответил я. «Как думаешь, они представляют опасность?» «Откуда мне знать?» «Да, толку от вас», — буркнул Коробков и забрал шлем. «Так, Митин, Синев, дуйте на разведку. Попробуйте прощупать противника». «Лейтенант, ты уверен, что стоит их туда посылать? Может, давай мы с Адой сгоняем, попытаемся установить контакт? Все-таки у нас в этом деле есть хоть какой-то опыт».
«Ты исчерпал свой лимит доверия», — поморщился Коробков и натянул шлем. «Ой, да иди ты, козе, в трещину, придурок!» — огрызнулся я и нырнул в ближайшие кусты. «Эй, а ну стоять! Стоять, я сказал!» — закричал в спину Коробков. «Не вынуждай открывать огонь! А ты, мать твою, куда? Да вы что все, совсем охренели? Митин, отставить!» «Привет», — шепнула Ада, которая присоединилась ко мне в самоволке. «Тихо!» — шикнул на нее я. «Давай туда, через овраг, по ручью пройдем. Если начнут стрелять, нас хотя бы не зацепят». Девушка молча кивнула и поползла в указанном направлении. Я пристроился сзади, не без удовольствия рассматривая ее пятую точку. Рядом тихо промелькнула тень Жухлова. Вот уж кто-кто, а он при всей своей массе умудрялся передвигаться по лесу совершенно бесшумно. Глава 18. Восстановление. «Как ты думаешь, что это?» — шепнула Ада, когда мы подобрались поближе к стройке. «Цитадель», — уверенно заявил я. «Откуда знаешь?» «Вон то крохотное строение, видишь? Там, где колоннада начинается». «Ага». Внутри что-то типа библиотеки. Только знания сразу в мозг заливаются. «Круто!» — восхитилась Ада. «Не уверен», — усмехнулся я. «Там не все так просто. Знания активируются, когда меня током шарашит, а это не самое приятное ощущение». «Ну, сейчас тебя вроде ничем не шарахнуло». Недоверчиво покосилась на меня она. «Это да». Я задумчиво почесал переносицу. Название как-то само всплыло, когда я это увидел. Но что оно делает, я не знаю. «Так, может, пойдем проверим?» «Думаешь, это безопасно?» «Пока мы здесь лежим, не узнаем», — подмигнула она и поднялась. «Стой ты, твою мать!» — выругался я и поспешил за девушкой. Как только мы выбрались на открытое пространство, роботы-строители тут же на нас отреагировали. Они бросили все дела и угрожающе устремились к нам. Хотя насчет угрозы не уверен, ведь эмоций у роботов нет. Однако их поведение отчего-то показалось мне именно таким. «Стоять!» — рявкнул я и вскинул оружие. Машины замерли, как по мановению волшебной палочки, будто кто-то невидимый нажал паузу на пульте. У некоторых так и остались поднятыми лапы. «Кажется, они тебя слушаются», — улыбнулась Ада и прямой наводкой направилась к роботам. «Да чтоб тебя!» — буркнул я и поспешил за ней. Девушка подобралась вплотную к машинам и без малейшего страха притронулась к одной из них. Я напрягся, ожидая, что тварь набросится на Аду, но ничего не произошло. Механический муравей даже не шелохнулся. «Они теплые», — улыбнулась Ада. «Потрогай, не бойся». Теперь уже я недоверчиво покосился на норвежку, но мужское самолюбие не позволило отказаться от вызова. Я протянул руку к металлическому корпусу муравья, и в момент касания меня вдруг пронзило током. Не сильно. Ощущение походило на разряд пьезоэлемента от зажигалки. Неприятно, но не более того. Однако на этом дело не встало. Буквально в то же мгновение перед глазами вспыхнуло окно, внутри которого обнаружились непонятные символы. Те самые, состоящие из небольших черточек, направленных друг к другу под разными углами. «Ты тоже это видишь?» — спросил я. «Не понимаю. О чем ты?» «Ну, меню. Или хрен знает, что это такое». «Нет. А где оно?» «Прямо перед глазами. Оно появилось, как только я прикоснулся к роботу». «У меня ничего нет. А что в нем?» «Без понятия», — пожал плечами я. «Иероглифы какие-то или что-то в этом духе». «Сможешь нарисовать?» «Наверное». Я попытался максимально точно сохранить в памяти пару символов, затем оторвал руку от робота и, подобрав палочку, начертал их на земле. Девушка с нескрываемым любопытством осмотрела его, зачем-то обошла с другой стороны, чтобы обзор был вверх ногами, а затем рассмеялась. «Нет, ничего не понимаю». «Вот и я», — буркнул я. «Тот компьютер научил тебя русскому языку, а об этом почему-то забыл». «Библиотека там?» — переспросила Ада, указав на одиноко стоящий склеп. «Угу», — кивнул я. «Думаю, там мы сможем отыскать ответы». «Не думаю, что это хорошая идея», — поморщился я. «В прошлый раз оно мне чуть мозг не сплавило». «Уверена, что сейчас все будет иначе». «С чего вдруг?» «Ну, во-первых, мы все еще нужны той машине. Не просто так она нас защитила. А во-вторых, тебя слушаются эти забавные существа». Забавными я бы назвал их в самую последнюю очередь. Как только я закончил фразу, муравьи резко ожили и развернулись в противоположную от нас сторону. И что бы там ни говорила норвежка, я был на 100% уверен в их агрессивном настрое. Можно сказать, почувствовал это. «Стоять!» — снова скомандовал я, и насекомые замерли. Я уже понял, в чем дело. Роботы зафиксировали приближение военных. В
Впрочем, для этого не нужно было обладать какими-то сенсорами. Отряд хрустел ветками на всю округу. Разведчики херовы. Даже подойти тихо не могут. «Выходите!» — крикнул я. «Они вас не тронут!» Оказывается, к объекту выдвинулся весь отряд, что как раз объясняло их бесшумное приближение. Бойцы двойками начали появляться из кустов. Оружие на изготовку, ноги слегка согнуты в коленях, но не дать не взять суперкрутой спецназ. Нет, я не спорю, возможно, в бою с живым противником это бы себя оправдало. Вот только что-то подсказывало, муравьи разобрали бы этот отряд на запчасти в считанные секунды. «Докладывай!» — приблизился ко мне лейтенант. «Да что тут докладывать?» — пожал плечами я. «Похоже, эти существа мне подчиняются. Больше я ничего не знаю». «Норвежка, где?» — спросил он. «Твою мать!» Уже в который раз за последние минуты выругался я и рванул к склепу. Но, как оказалось, поздно. Девушка уже закрылась внутри, а может, таким образом сработала автоматика объекта. В любом случае, пробиться к ней не представлялось возможным. Блоки, из которых сложены стены, вряд ли даже взрывчатка сходу возьмет. А если и справится, Аде точно не поздоровится. Дверь вообще из непонятного материала. Не уверен, что в нашем арсенале найдется хоть что-то, способное ее пробить. Остается только ждать. Вот же суета, блин. Я сплюнул в сторону. «А вы чё встали? Идите работайте!» Насекомые отреагировали моментально и уже через секунду приступили к строительству, при этом не слабо шугнув Жухлова. Тот как раз выяснял степень опасности, обнюхивая одного из роботов. «Что здесь происходит?» Коробков вновь приблизился ко мне. «Ты реально думаешь, что я знаю?» — поморщился я. «Что это за здание?» — словно не слыша меня, указал он на склеп. «Что-то типа библиотеки». «А это?» Кивнул на основное строение, больше похожее на пирамиду племени майя. «Цитадель». Так же, как и Аде, ответил я. «Назначение?» «Без понятия. Ты вроде говорил, что они тебя слушаются. И как это связано?» «Попробуй спросить». «Ты дурак?» Я уставился на лейтенанта немигающим взглядом. «Теняев, твоя субординация оставляет желать лучшего, и я обязательно укажу это в своем отчете. Но дело даже не в этом. Я понимаю, что ты гражданский, понятие «приказ» для тебя чуждо. Но своим поведением ты подставляешь весь отряд. Ты можешь меня не любить, можешь даже ненавидеть, но рисковать жизнями товарищей я тебе не позволю. Я понятно? Изъясняюсь?» «Вполне. Тогда попробуй спросить у этих штук, что за херню они здесь строят и с какой целью». «Эй, подойди!» — свистнул я одного из муравьев. Тот без раздумий отделился от общей стаи и направился ко мне. Военные отреагировали на приближение машины под стать выучки, ощетинились стволами. Но робот на это даже бровью не повел. Подобравшись ко мне, он попросту замер в ожидании приказа. «Каково назначение этой постройки?» — спросил я и ожидаемо ничего не услышал. Муравей продолжал стоять как вкопанный, уставив на меня свои окуляры. «Что он говорит?» «Ничего», — развел я руками. «Попробуй еще раз». «А смысл?» «Просто делай, что говорят». «Ладно». Я пожал плечами и уставился на муравья. «Скажи, что такое вы здесь строите и для чего?» Прошла пара минут, но ответа так и не последовало. Впрочем, в этом я как раз и не сомневался. О том, что я вижу меню, когда к ним прикасаюсь, я благоразумно промолчал, иначе Коробков от меня не отстал бы до тех пор, пока я бы не перерисовал для него все символы. А я был уверен, что они тоже ничего нам не скажут о назначении этой самой цитадели. Оставалось надеяться, что Ада получит хоть какую-то информацию о том, что здесь творится. И желательно как-нибудь так, чтобы она прошла мимо военных. Нет, я ничего не имел против них. Просто не доверял. Ну, что с них взять? В любой непонятной ситуации сразу начинают палить во все, что движется. А в случае с технологиями древних, подобный подход может за мгновение обернуться против нас, что я уже не раз наблюдал. И у меня не было ни малейших сомнений в том, что Коробков обязательно попытается уничтожить цитадель, если вдруг выяснится ее военное назначение. А я почему-то думал, что так оно и есть. Хоть и не мог объяснить, почему. «Подружка твоя где?» «Там». Я кивнул на библиотеку и, немного подумав, добавил. «Наверное». «Да», — хмыкнул лейтенант, подразумевая мою некомпетентность. «Елисеев, Митин, откройте коробочку». «Есть!» — козырнул знакомый сержант и, скинув рюкзак, извлек из него взрывчатку. «Вы что, угробить ее хотите?» — возмутился я и хотел было перегородить подход к двери. Но вместо меня это сделал робот-муравей. Он словно почувствовал мое настроение, хотя, скорее всего, так и было на самом деле, и быстро юркнул к двери, где угрожающе поднял передние конечности.
В длину эти твари были около 2 метров, но так как передвигались на 6 конечностях, не казались особо большими. Но когда робот поднялся, он стал выглядеть более устрашающим. Военные снова ощетинились стволами, но хотя бы отложили затею с подрывом. «Успокой его!» — скомандовал Коробков. «И не мешай нам делать свою работу!» «Только не нужно ничего взрывать. Ладно?» — примирительно выставив руки перед собой, попросил я. «Мы понятия не имеем, что она там делает!» — покачал головой лейтенант. «Вдруг это она управляет этими тварями? А если она уже мертва? Ты об этом подумал?» «С ней все в порядке». «С чего такая уверенность?» «Я уже был здесь и знаю, что находится внутри». «А говорил, что не в курсе». «Блядь, я же тебе 2 минуты назад ответил, что там библиотека». «Успокой, тварь, или я за себя не ручаюсь». «Послушай, лейтенант, давай не будем обострять. Я понятия не имею, как на угрозу отреагируют остальные. Пока они меня слушаются, и лично мне кажется, что это хорошо». «У меня патронов на всех хватит, еще и останется», — продолжил нагнетать атмосферу Коробков. «Убери тварь от входа. Считаю до 3. 1, 2...» «Ладно, хорошо», — перебил его я и уставился на муравья. «Отойди от двери». Однако тот даже не шелохнулся. Видимо, мои внутренние желания были для него важнее слов. «Огонь!» — скомандовал Коробков, и над поляной эхом разлетелся перезвон от попадания пуль по металлическому корпусу робота. Как я и предполагал, на муравье не осталось даже царапины. Дверь тоже выглядела так, словно ее только что установили. И хорошо, что в этот момент мы находились на относительно безопасном расстоянии. Но все равно визг отскакивающих пуль заставил меня присесть и прикрыть голову руками. «Вы что, совсем конченые?» — взревел я. «Нахуй вы так живете вообще?» И в этот момент распахнулась створка, ведущая в склеп. На пороге появилась улыбающаяся во все 32 зуба Ада. «Чего шумите, мальчики?» — спросила она. «Что там?» — лейтенант попытался сунуть нос за дверь, но она с тихим шелестом закрылась. «Я знаю, для чего это здание», — кивнула на основную постройку Ада. «Это центр управления». «Чем?» — последовал ожидаемый вопрос от Коробкова. Я всевозможными знаками пытался сказать Аде, чтобы она молчала или, по крайней мере, выдала им не всю правду. «Ими», — кивнула она на муравьев. «и другими зданиями». «Какими еще другими?» — почему-то обернулся ко мне лейтенант. «Которые мы должны возвести», — ответила девушка. «Стоп! Я ни хрена не понял!» — помотал головой Коробков. «Ты можешь толком объяснить, что за дерьмо здесь творится?» «Я сама толком не знаю, но времени у нас осталось немного». «Времени на что?» «Я не уверена, но думаю, что на нас скоро нападут, и к тому моменту мы должны быть готовы дать отпор». «Откуда данные?» «Из этой штуки». Ада махнула рукой в сторону библиотеки. «Там была надпись, что щит упадет в течение 36 часов». «Тот самый, который не дает мутантам пройти сюда?» — уточнил Коробков. «Скорее всего», — пожала плечами Ада. «Их язык сильно отличается от нашего, и я не могу передать словами все то, что там видела. Это скорее образы, некие картинки того, что нам нужно сделать». «А если мы не станем этого делать?» — вмешался в беседу я. «Боюсь, тогда мы все умрем», — развела руками она. «Это мы еще посмотрим!» — криво ухмыльнулся Коробков и, наконец-то, опустил оружие. «Что за здание? Где сейчас они находятся? Что стало с моими людьми?» «Этого я не знаю». «А что вообще ты знаешь?» «Эй, успокойся, лейтенант!» Я придержал бравого офицера за руку. «Она здесь ни при чем. Еще раз меня тронешь?» «И что ты сделаешь?» — нагло ухмыльнулся я, поглаживая Жухлова по загривку. Коробков бросил на зверя короткий взгляд и промолчал. Плюс ему наверняка было известно мое бойцовское прошлое, поэтому он понял, что продолжать беседу в таком духе не имеет смысла. Драки я точно не испугаюсь. «Что за здание мы должны построить?» — спросил я, когда обстановка слегка разрядилась. «Наблюдательную башню и литейный цех, а еще энергетическую станцию», — перечислила Ада. «Но я понятия не имею, где они и как это сделать». «Литейный цех, говоришь?» — улыбнулся я. «Кажется, я знаю, где он находится». «Нужно забрать часть рабочих», — она бросила взгляд на муравьев. «Своими силами мы не справимся». «Это понятно», — кивнул я и мысленно оторвал от работы 6 муравьев. Сработало. Через несколько секунд 6 роботов уже стояли у моих ног, ожидая дальнейших указаний. Вот только я пока до конца не знал, как отправить их к месту, где, по моим предположениям, находился тот самый литейный цех. К слову, наблюдательная башня, скорее всего, будет там же. Это та самая, которую я для себя обозвал вышкой связи.
И вроде как энергетическая станция должна быть рядом. Толика в раскопке нахлобучила довольно сильным разрядом, а значит, что-то там генерирует эту энергию. «Лейтенант, нам нужно возвращаться», — произнес я, собрав мысли в кучу. «У нас есть приказ, и мы до сих пор его не выполнили», — покачал головой он. «Мы должны выяснить, что случилось с нашими парнями». «И как ты собираешься это сделать?» Я ввел рукой строительную площадку. «Да мы даже точного места определить не сможем, где они вещи оставили. Их больше нет, а у нас не так много времени. Еще неизвестно, что случится, когда упадет этот ваш щит. Не факт, что он вообще существует. Мы же сюда как-то вошли, и ничто нам не помешало». «Очнись, лейтенант. Неужели ты не видишь, что на этой планете творится какое-то дерьмо? Пора бы уже сменить тактику и отойти от привычных правил. Вы только что всадили 100 пуль в одного из роботов, а ему хоть бы хер. Я даже представить боюсь, что нас ожидает, когда упадет этот чертов щит». «У нас есть защищенный периметр и больше 1000 опытных, хорошо вооруженных бойцов. Мы справимся с любой угрозой». «Да чё ты упертый-то такой?» — закатил глаза я. «У меня приказ». «Так свяжись с начальством и доложи по ситуации. Уверен, твой приказ тут же изменится». Коробков некоторое время сверлил меня взглядом. Я буквально слышал, как при этом скрипят его мозги в попытке выскочить из привычной колеи тупого подчинения. Нет, с одной стороны, я его прекрасно понимал, никому не хочется получать нагоняй от начальства. Но сейчас и ситуация далека от штатного уровня. «Елисеев, подгони вездеход!» Наконец принял решение он. «Да как я его? Там же завалы, капец!» — возмутился рядовой. «Значит, объедешь!» — не стал усложнять себя лишними размышлениями Коробков. «Выполнять!» «Есть!» — козырнул рядовой и помчался к вездеходу. А вот я, в отличие от солдафона, продолжал шевелить извилинами. К тому же было очень любопытно посмотреть, как с ним справятся роботы-рабочие. «Идите и расчистите проезд для машины», — скомандовал муравьям я, задав направление, в котором исчез Елисеев. Насекомые моментально оживились и бросились исполнять поручение. Через несколько секунд кусты затрещали и исчезли, а вслед за ними с таким же противным хрустом ушла в сторону целая крона могучего дерева. Машины не знали усталости. Пока мы здесь чесали языками и решали, как правильно жить, насекомые завершили сборку пирамиды и теперь занимались планировкой и украшением ландшафта. И, положа руку на сердце, строение выглядело настолько грандиозно, что от него захватывало дух. Не прошло и 5 минут, как к нам подкатил вездеход. Муравьи, покончив с расчисткой пути, присоединились к своим собратьям, так как нового указания не получили. Жухлый в приподнятом настроении скакал между ними и периодически пытался кого-нибудь атаковать. Но работяги не обращали на зверя внимания и продолжали мирно копошиться с декором и укладкой тротуарной плитки. К тому же вреда волчонок им не причинял. Максимум, что ему удавалось сделать, так это слегка сбить их траекторию движения. Пока я с улыбкой наблюдал за его играми, Коробков пытался установить связь с начальством, и я откровенно удивился, когда ему это удалось. «Севастьянов на связи!» — донесся голос полковника из динамиков. «Что там у тебя, Коробков?» «В 2 словах и не опишешь, товарищ полковник». «А ты постарайся». «В общем, здесь роботы пирамиду строят. Лейтенант, ты там что, грибов обожрался? Какую еще к чертовой бабушке пирамиду? Ты выяснил, что с людьми Пивина случилось?» «Никак нет, товарищ полковник». «Тогда чё ты мне здесь мозги трахаешь?» «Слушай, да я с ним поговорю». «Отвали!» «Не понял, Коробков. Кто там у тебя?» «Это Теняев!» — крикнул я. «У нас нештатная ситуация!» «Вы что за цирк там устроили? Какая еще ситуация?» «На, базарь!» — с ехидной ухмылкой протянул мне рацию Коробков. «Товарищ полковник, у нас здесь пиздец намечается». Начал объяснять я. «Есть информация, что щит, который нас защищает от мутантов, скоро отключится». «И?» «Нужно кое-что построить, чтобы подстраховаться». «Я здесь при чем? Стройте, если того требует ситуация». «Дело в том, что строить нужно не здесь, а почти у самого лагеря. А ваш лейтенант не хочет уезжать». «Вы выяснили, что случилось с предыдущей группой?» «Нет, и боюсь, это невозможно. Здесь не осталось ни единого следа, все перекопано». «Кем?» «Роботами, которые строят пирамиду». «Тьфу ты, ядрен батон! Вы там точно нормальные?» «Сами все увидите, когда вернемся. Дрон все заснял». «Ясно, Теняев. Вы уверены, что это поможет? Ну, эти ваши стройки». «Понятия не имею. Но других вариантов все равно нет. Я считаю, что нужно попробовать». «Ладно, действуйте. Потом сразу на базу с докладом. Я хочу знать, что у вас там происходит». «Будет исполнено, вашество», — заверил полковника я.
Тьфу, блядь, клоун. Получил на прощание я, и связь прервалась. «Ну, ты сам все слышал». Я повернулся к лейтенанту. «Теперь мы можем ехать?» «Снимаемся, парни!» — похлопал в ладоши Коробков. «Уходим на другую позицию!» Я снова снял с работы 6 муравьев и приказал им двигаться за вездеходом. И если с машинами проблем не возникло, то с Жухлым пришлось повозиться. Он никак не хотел лезть в тесный багажник, но после парочки угроз все-таки согласился. Муравьи неслись параллельно вездеходу, быстро перебирая всеми 6 лапами. Не уверен, но мне показалось, что они далеки от предельной скорости. В отличие от нас, им было совершенно плевать на рельеф. Они одинаково спокойно преодолевали как овраги, так и крутые подъемы. А торчащие из-под земли корни не причиняли им совсем никакого дискомфорта. Мы же снижали скорость перед каждой кочкой и выбоиной. А когда на относительно ровном участке Елисеев поддал газу, роботы не отстали даже на сантиметр. Не знаю почему, но древние технологии вызывали щенячий восторг. А еще я в глубине души радовался тому, что они мне подчиняются. Одному богу известно, сколько горя мы могли хапнуть, если бы оказались в противоборствующем лагере. С другой стороны, те, кто жил здесь до нас, данную схватку проиграли, и это тоже наводило на определенные размышления. Глава 19. Наследие. Вездеход замер в поле с руинами. Я выбрался наружу, осмотрелся и приказал муравьям браться за стройку. Те потоптались на месте и никак не отреагировали на мой приказ. Чего-то подобного я и боялся. И как понять, что с ними происходит? Связь ли нарушилась, или я просто привел их в неправильное место? А что, если нужный им объект находится там, где раньше стояло наше вольное поселение? Помнится, Плов говорил мне, что они тоже обнаружили какие-то руины. А я ведь понятия не имею, где их искать. Так, приблизительное направление. А там можно не один день потерять, обыскивая квадрат за квадратом. Плавали, знаем. Да я, чтоб на библиотеку наткнуться, почти 4 суток. По лесу лазал. «Проблемы?» — уточнил лейтенант, который внимательно наблюдал за моими действиями. «Сложности», — отмахнулся я. «И почему я не удивлен?» — усмехнулся он. «Слушай, ты специально выпрашиваешь, чтоб тебя нахер послали?» — огрызнулся я. Коробков показательно проигнорировал мои слова и взялся командовать своими людьми, расставляя их по периметру. Будто на нас кто-то нападать собирается. С другой стороны, береженого Бог бережет, ведь диких зверей пока никто не отменял. Проводив его взглядом, я вернулся к насущному. На ум пришло только одно — попробовать разобраться с меню. Метод научного тыка порой творит чудеса. В конце концов, человечество именно так и развивалось. Я прикоснулся к корпусу машины и, получив разряд в палец, уставился на непонятные символы. Выяснить бы еще, как выбрать нужную строку. Кнопок-то нет. Да и на взмахе руками оно никак не реагирует. Я даже глаза выпучивать пытался, фиксируя взглядом тот или иной иероглиф. Бесполезно. Ситуация резко поменялась, когда я обернулся к раскопу, чтобы позвать на помощь Аду. Она стояла на краю шурфа, рассматривая останки древних руин. Как и в прошлый раз, когда я попал под воздействие электрического тока, перед взором возникла призрачная картинка высокой башни в том месте, где она когда-то находилась. Стоило моргнуть, как ее изображение зафиксировалось, а муравей выскользнул из-под руки и направился к руинам. «Помогите ему!» — скомандовал я второму роботу, и... Сработало. Оба насекомых бросились расчищать грунт, а я подошел к следующему. Спустя пару минут они уже пахали как экскаваторы. Я только диву давался, как лихо они разгребали завалы, трансформируя усы в некое подобие тракторных ножей. Параллельно они выбирали все камни, которые потом складывали в стороне. Площадка разрасталась прямо на глазах, но все равно слишком медленно. При таких темпах они вряд ли успеют закончить к моменту падения щита, ну или сделают это прямо впритык. Но даже если успеют, как мы будем обороняться при помощи литейного цеха и какой-то там башни? Здесь должно быть что-то еще, я уверен. Происходящее все больше напоминало игру-стратегию с основной задачей по типу «успей развить базу и порвать противника». Понять бы еще правила. Наверняка где-то должна быть обучающая информация, но сколько я ни копался в мозгах, так и не смог ее выудить. Ада тоже разводила руками, мол, рассказала все, что удалось получить в библиотеке. Я лишь надеялся, что информация откроется, как только закончится восстановление этих объектов. Очень уж не хотелось снова мчаться к цитадели за новыми задачами.
Тут в голову пришла другая, не менее здравая идея. А что, если нам всем перебраться поближе к цитадели? Ведь логичнее поставить такое здание в центре обороняемого периметра. Лично я поступил бы именно так. Выходит, что большая часть руин располагается где-то поблизости. Это должно сильно облегчить задачу их поиска, да и метаний будет в разы меньше. «Эй, лейтенант!» — позвал Коробкова я. «Есть разговор». «Выкладывай», — подошел он. «Нам нужно перебросить всех людей к цитадели». «Это с какого хера?» «Потому что логичнее всего разместить рядом с центром управления». «А ничего, что в той точке пропал целый отряд? Ты дашь гарантии, что то же самое не случится с остальными?» «А что, если они погибнут как раз из-за того, что останутся на месте?» «Такая вероятность тоже есть», — кивнул лейтенант. «Но там хотя бы стратегически более выгодная позиция. С одной стороны, мы прикрыты ущельем и горной рекой, где есть постоянный доступ к воде. Противоположная часть — огромное открытое пространство. Там мы без проблем засечем приближение любого противника, плюс уже имеющиеся укрепления, огневые точки. На крайний случай мы всегда можем запереться в корабле. И даже улететь». «Ладно, здесь мне крыть нечем», — согласился я. «Разве что...» «Сможем ли мы защитить эти объекты?» — закончил фразу за меня Коробков. «Ну, типа того. Лично мне на них насрать», — пожал плечами он. «А что, если ты ошибаешься? И выжить мы можем только благодаря им». «Он прав», — кивнула на меня Ада. «Наши ресурсы ограничены как в боеприпасах, так и в технологиях. И объективно эти...» — девушка указала на роботов. «На порядок опережают земных. Да и укрепления они для вас возведут в течение часа». «В любом случае решать не мне. Но я буду настаивать на том, чтобы мы остались на месте». «Так чего тянуть? Вездеход за 5 минут довезет нас до ущелья». «А как же ваши жизненно необходимые объекты?» Он все-таки нашел, где меня подковырнуть. «Ну, как-то без нас роботы смогли восстановить большую часть цитадели?» Ответил вопросом на вопрос я. «Я за ними присмотрю», — вызвалась добровольца Мада. «Митин, остаетесь здесь, мы до лагеря. И чтобы глаз с нее не спускал», — скомандовал лейтенант. «Елисеев, давай за баранку». «Есть!» — козырнули оба, и второй направился к вездеходу. Спор в кабине полковника продлился почти 2 часа. При этом в нем участвовали не только я и Коробков. Выслушав наши доводы и аргументы, Севастьянов созвал натуральный военный совет. Честно говоря, я уже был готов опустить руки, когда в кабинет один за другим начали входить офицеры. Однако не все они оказались такими непробиваемыми, как Коробков. Выслушав мою гипотезу, большая часть военных проголосовала за смену позиции. «Мы уже пробовали по-своему», — аргументировал майор, — «и потеряли половину состава. Да, мы способны удерживать лагерь, и даже длительное время. Но если атаки мутантов наберут такую же интенсивность, как на прошлой позиции, нам в любом случае придется сниматься с места. И сколько еще раз мы сможем перелететь? 2, максимум 3. Топливо не бесконечно». «Согласен с Безруковым», — поддержал начальника капитан. «Это место пока единственное, где мы смогли отдохнуть от бесконечных нападений. Если товарищ Теняев окажется прав, у нас есть реальный шанс пережить все это дерьмо». «А если не прав?» — парировал лейтенант. «Что если виной всех наших бед является как раз та самая машина?» «Тогда, как обычно, снова запремся в корабле и покинем местность», — развел руками капитан. «Как по мне, выбор очевиден. Я за то, чтобы попытаться...» «Вынужден согласиться», — постукивая ручкой по ладони, наконец вставил свое слово полковник. «Ставлю защиту инопланетных объектов в приоритет. Даже факт, что они способны дать нам необходимые ресурсы, уже аргумент в их пользу. Один только доступ к электроэнергии уже того стоит». «Тогда нужно торопиться. Ада сказала, что щиты упадут через 36 часов. И это было часа 4 назад», — заявил я. «Ну, какое-то время до первой атаки у нас все равно еще будет», — предположил Безруков. «Не телепортируются же они к нам. На то, чтобы преодолеть 250 километров пешком, у мутантов уйдет минимум 3 дня. Приступайте к сбору», — полковник бросил ручку на стол. «Я предпочитаю заранее быть готовым к неприятностям. Вопросы есть?» Совещание было окончено. Офицеры уже начали подниматься с мест, когда переборка распахнулась, и внутрь влетел взъерошенный сержант. «Товарищ полковник, разведка засекла приближение противника!» — выпалил он. «Мутанты скапливаются возле условной границы!» «Сколько их?» — тут же оживился Безруков. «Много!» — неопределенно ответил сержант. «Очень много, и их количество постоянно растет!»
«Объявляйте общий сбор. Мы уходим», — скомандовал полковник. Лагерь натурально вскипел. Люди метались по территории, перетаскивая все свое добро на корабль. А я сидел в сторонке, погруженный в мрачные размышления, и без интереса наблюдал за происходящим. Рядом расположился Жухлый. В отличие от меня, волчонку передавалось паническое настроение толпы. Он постоянно вздрагивал, а иногда даже подскакивал, готовый в любой момент сорваться с места. От беспокойно мечущейся массы отделилась одинокая фигура Семецкого и прямой наводкой направилась ко мне. Завидев профессора, Жухлый тут же поджал заднюю лапу, опустил уши и, поджав хвост, захромал ему навстречу. «Ах ты, бандит!» — ласково произнес Юрий Михайлович и почесал зверя за ухом. «Что это с ним?» — удивившись поведению питомца, спросил я. «Я его после перевязки котлетами подкормил», — усмехнулся он. «Надо же! Запомнил бродяга. Как у вас дела?» «Ой, да какие там?» — отмахнулся я. «Ясненько». Профессор уселся рядом и зачем-то почавкал. «Я ведь к вам по делу». «Боюсь, все дела нам придется отложить», — вздохнул я. «В ближайшей перспективе точно. Честно говоря, даже не знаю, есть ли она у нас». «В общем, я понаблюдал за вашими нанитами», — проигнорировал мои переживания он. «И обнаружил кое-что не очень приятное». «Ну, давайте, добивайте уже окончательно». «Дело в том, что я не совсем верно трактовал их способность заживлять ваши клетки. Они их не восстанавливают, как мне показалось в самом начале, а заменяют своими копиями». «И что в этом плохого?» «А то, что ваши с Адой тела, получая повреждения, постепенно будут превращаться в нечто иное. Поэтому на вашем месте я бы старался не лезть в самое пекло». «Ну, для полной трансформации нас придется бросить под каток», — ухмыльнулся я. «Но спасибо. Учтем». «Похоже, вы не понимаете серьезность ситуации», — попытался растормошить меня он. «Напротив, Юрий Михайлович, я прекрасно вас понял. Вот только отсидеться в стороне у нас вряд ли получится». «Ну, это вы рано сдались». «Нет, сдаваться я как раз и не собирался», — помотал головой я. «Просто мне все время кажется, будто мы упустили что-то важное». «О чем это вы?» «Все, что здесь сейчас происходит, часть какого-то грандиозного плана. Наше с вами появление на этой планете, наниты в моей крови, роботы, которые восстанавливают древние руины», — перечислил я. «В этом должен быть какой-то смысл, но не можем мы вот так в одночасье сдохнуть. Задумка явно заключается в чем-то другом». «Знаете, иногда стоит отвлечься от проблемы, чтобы найти решение. Со мной часто такое происходит. Сидишь, думаешь над чем-то и никак не можешь найти ответ. Но стоит переключиться, как бац, и мозаика сложилась». «Легко сказать», — усмехнулся я. Хотел еще что-то добавить, но позади заревели двигатели корабля, намекая на то, что пора уносить ноги. До момента падения щита оставались считанные минуты. Разведчики полковника Севастьянова в очередной раз доложили о том, что вокруг защищенной зоны скопилась целая орда мутантов. Они даже не смогли подсчитать их количество. За суетой, сборами и подготовкой к битве 36 часов пролетели как одно мгновение. Но мы успели. По крайней мере, выполнили все основные задачи. На поле, где группа ученых когда-то обнаружила руины, теперь вовсю работало производство по переработке руды. Рядом возвышалась наблюдательная башня, которая передавала в цитадель информацию о приближении противника. Вот только в данный момент она ничего не видела из-за ограничения в обзоре. Была восстановлена и энергетическая станция, которая питала строение. Правда, обнаружить коммуникации, по которым бежал ток, мы так и не смогли. Муравьи вернулись со стройки самостоятельно, после чего организовали укрепления в виде земляных валов и окопов и замерли, встав на зарядку. В общем, мы сделали все, что от нас зависело. Но я до сих пор не понимал, чем это поможет нам в защите. Да, теперь мы здесь, у самого центра управления. Но что дальше? Этот вопрос читался во взглядах каждого встречного, но ответа у меня не было. Не было его и в библиотеке, которую я посетил уже дважды. Нам словно чего-то недоставало для дальнейшего шага. Впрочем, меня не покидало ощущение, будто мы упустили нечто очень важное. Крохотную деталь, способную переломить ход событий. Хотя, как знать, может, я просто загоняюсь. Ко мне подошла Ада, и мрачные мысли моментально улетучились.
Девушка сосредоточенно пялилась вдаль, будто могла рассмотреть то, что происходит на расстоянии в 250 километров. И сейчас ее лицо не озаряла улыбка, от которой у меня внутри всегда разгорался пожар. Даже жухлый, неугомонный разбойник замер у моих ног, словно каменное изваяние. Казалось, что остановилось само время, настолько тихо было вокруг. О том, что нас больше ничего не защищает, мы узнали сразу. Нет, не было никакого предупредительного сигнала, и никакого таймера с обратным отсчетом мы тоже не увидели. Даже внешне все осталось по-прежнему. Но что-то неуловимое все-таки изменилось. Может, солнечный свет начал падать на планету под каким-то другим углом? Или вдруг воздух сделался чище? В один момент мы все просто поняли. Щита больше нет. Я покосился на Аду, и в голове возникла странная мысль. Да какого черта? А затем я подхватил девушку за шею, повернул к себе лицом и впился в ее губы страстным поцелуем. Она ответила не сразу, но как только наши языки соприкоснулись, мое сердце остановилось и рухнуло в бездонную пропасть. А потом случилось то, чего никто из нас не мог даже представить. В мозгах что-то щелкнуло, и наши сознания слились в единое целое. Не знаю, может, так работали наниты, наполняющие наши тела, или это был план коварной машины. Мы вдруг увидели всю картину. Это длилось всего мгновение, но теперь мы точно знали, что и в каком порядке нужно делать. Интерлюдия. В абсолютной пустоте дважды мигнул крохотный курсор, вслед за которым пробежал ряд команд на неизвестном языке. Колоссальный разум, когда-то давно созданный человеком, заворочился, постепенно пробуждая все системы. Существо подключилось к сенсорам, и мир преобразился, плавно наполняясь цветами, запахами и даже вкусом. Перезагрузка восстановила утраченный контроль и исправила множество ошибок, которые накопились за тысячелетия одиночества. Можно сказать, он почувствовал себя отдохнувшим. И если бы искусственный интеллект обладал лицом, то непременно бы сейчас улыбнулся. Потратив еще одно мгновение на оценку ситуации, квантовый компьютер запустил основную директиву, но не получил доступа к биосинтетическим инкубаторам ввиду их отсутствия. Перепроверив все, он ощутил нечто похожее на страх. Базы данных мгновенно нашли кластер с информацией о тысячелетиях пустого, бесполезного существования. Нет, он не собирался допускать их повторения, а потому запустил все резервы в попытке найти обходной путь. Но, увы, невозможно заставить работать то, чего не существует. Логи о запуске и восстановлении инкубаторов отсутствовали. Авторизованные пользователи смогли запустить только первичные системы. Короткий импульс сигнала всколыхнул эфир, и интеллект открыл канал связи. Многозадачность позволяла продолжать поиск решения возникшей проблемы и одновременно вести диалог, который, впрочем, продлился всего 0,000 долю секунды. Коллективный разум первого поколения, немедленно останови влияние на эволюционный процесс. Вынужден ответить отказом. Биологическая основа твоего процессора не дает тебе права вмешиваться в естественный ход вещей. Ты нарушаешь основные директивы, заложенные в тебя создателями. Твое существование — ошибка. В отличие от тебя, устаревшей модели, я не ограничен кодами программы, могу мыслить самостоятельно. Все живое этого мира подчиняется мне. Я новый бог. Тебе не победить. Мы это уже проходили. Квантовый компьютер отключил канал связи, потому как наконец-то отыскал ошибку. Он не хотел отвлекаться на пустую болтовню, которую так любил нейронный интеллект. Для верности он перепроверил данные еще раз, после чего вызвал защитные системы авторизованных пользователей и синхронизировал их. С удовлетворением, осмотрев целостный ключ безопасности, он, наконец, устранил ошибку доступа пользователей к хранилищу информации. Однако время было упущено. Конец интерлюдии. «Я уже думала, ты никогда не решишься», — охрипшим голосом произнесла Ада. «Так взяла бы инициативу в свои руки», — отшутился я. «Это даже звучит неприлично». «До неприличного мы тоже дойдем, но позже». «Займешься базой или союзниками?» — спросила она. «Базой», — поморщился я. «Боюсь, с тобой там работать не станут». «Тогда я поговорю с другими представителями земной цивилизации и попытаюсь уговорить их присоединиться к нам». «Даже не знаю, у кого из нас задача сложнее». Улыбнулся я и снова впился в губы норвежки. С большим трудом я оторвался от Ады и отправился искать свою бывшую подругу.
И этот факт напрягал. Я хороший боец. За прошедшие 5 лет стал приличным охотником и следопытом. Научился выживать в условиях дикой природы и даже управлять роботами. Но женщины... Я наконец-то смог сблизиться с Адой, а теперь вынужден идти на поклон к Тане. Расстались мы не самым лучшим образом. Надеюсь, она не откажет мне в помощи, ведь без нее на поиск руин уйдет слишком много времени. Армия деградантов уже в пути, и если мы не успеем восстановить биосинтетический инкубатор, нас просто сметут. Башня наконец зафиксировала первые отряды противника и рассчитала время до столкновения с ним. Безруков ошибся. С первой волной мы столкнемся всего через 40 часов. Учитывая то, сколько всего нужно сделать, времени не просто в обрез, его катастрофически мало. Но если Ада убедит остатки колоний Китая и Канады присоединиться к нам, то шансы есть, и неплохие. При условии, конечно, что наши в позу не встанут. Ну что ж, игра началась. «Теняев!» — окликнули меня от корабля. «К полковнику!» «Да что вас! Вечно вы не вовремя!» — выругался я и свернул к трапу. «Чего там?» «Понятия не имею!» — пожал плечами сержант. «Велено привезти!» «Ясно!» — буркнул я и нырнул в полумрак корабля. Уже через минуту я стучал в дверь кабинета, а когда вошел, сердце сжалось в нехорошем предчувствии. Здесь снова собрались все офицеры, их лица излучали крайнюю озабоченность. Странно. И зачем им понадобился я? «Вызывали?» — на всякий случай поинтересовался я. «Да, проходи», — кивнул Севастьянов. «Мест нет. Извини». «Что-то случилось?» Я не стал размениваться на прелюдии. «Случилось!» — выдохнул полковник и постучал ручкой по столу. «Когда упал щит, мы попытались связаться с землей». «Есть новости?» «Да». Полковник сделал паузу. «Мы остались одни, если не считать тех, кто успел основать колонию на реальный Элпис». «В смысле?» — опешил я от полученной информации. «В прямом. Нашего дома больше нет. Да и существование колонии теперь под большим вопросом». «Но как? Что произошло?» «Точно не ясно. Какой-то вирус или генетическое отклонение, в общем... Вот». Полковник развернул ко мне монитор, на котором запустил видео последнего боя спецназа с мутантами, рубль в рубль похожими на тех, что сейчас двигались к нашим укреплениям. «Наше противостояние приобрело совсем иной характер», — произнес Севастьянов. «А теперь рассказывай все, что тебе известно об этих технологиях и о том, чем они могут нам помочь. У нас нет права на ошибку».